Так, всех приветствую, ребят. Сегодня прямо вовремя. Хотел на самом деле еще чуть раньше, но получилось как получилось. Немножко это. Покушать важнее перед Гвинтом, чем запустить раньше. Чтобы потом не сидеть, не бегать, не ходить, не голодать и так далее. Потому что сегодня будет очень долгая трансляция. Вот, значимая. Наверное, это самое ключевое событие Гвинта за последний год. Да и в принципе за последнее время. Да, всех приветствую. Так, как я выгляжу? Я даже не знаю, как я выгляжу. Блин, прикиньте, у меня сейчас голова просто это... голова с туловищем отвязана. Там вообще жесть. У меня волосы свисают до колен. Это жесть, я так выгляжу плохо. На самом деле я не знаю, как я выгляжу. Сейчас с вами узнаю. Будет нормально. Здорово всем. Здорово всем. Вот темная такая локейшн. Продолжаем эту темную локацию. Она многим понравилась. Не знаю, может сейчас вообще вот в таком буду освещении стримить. Может кому-то понравится. Такие делишки. Всех еще раз приветствую. Скоро мы начинаем. Буквально со 3 минуты до начала. Напомню, что сегодня мы смотрим с вами полуфиналы. Макпай против Санвантера. И Миамон против Пайбола. После этого победители из этих полуфиналов выходят в финал. И в финале они сражаются. Колоды те же. Все. Колоды те же. Колоды те же. Александр, приветствую. Я не те приветствую, ребят. Всем привет. Скоро начинаем. Вот. Можно получить награду Twitch Drops. У меня уже вроде должна быть эта рубашка. Я даже не проверял. Ну вот она, вот такая рубашка. У меня уже она есть. Прикольно выглядящая. И титул можно спокойно получить. Думаю, те, кто подключился сегодня, точно его получат. Каточку на рыцарях пока не начали. Увы, но 2 минуты осталось, так что. Так что мы переходим. FM Translation. Так, кстати, кто не видел, мы вчера выбирали компьютерную игру на прохождение на стриме, и победила игра. Если вам интересно, какая, посмотрите, узнаете. Вот, там тайм-код есть. Вот, не забывайте, ребят, ставить лайки по трансляциям на ютубе, потому что на ютубе лайки продвигают трансляцию, даже дизлайки продвигают трансляцию, поэтому любой активности, ребят, комментарий, лайк, дизлайк, хоть что, а подписка помогает продвижению контента. Я рад стараться, рад просыпаться рано, сидеть долго с вами и наслаждаться гвинтярой. Последнее такое ключевое событие в Gwent сообществе, в Gwent комьюнити. Очень-очень значимое, очень-очень важное. Ты собака. Почему ты не то? Чё-то, какой калькулятор, блин? Так. Подожди. Так, да, во. Ну. О. Приветствую, ребят, всех. Приветствую. Да, только начало. Ждем 40 секунд. Да, кстати, большое спасибо. Давайте я донат переиграю. Игорь отправил донат. Спасибо большое, Игорь. Откуда бьет-то крыса такая? Читерская крыса! Скажи мне, кто со спамом, тот без мамы. Без мамы. Спасибо большое, Игорь. Собрать колоду и показать, как она будет работать с собакой грядинка котыга или... Окей, напишу тебе. Только не все понимают, собрать колоду и показать, как она будет играть. Какую колоду? Вообще любую, совершенно любую колоду собрать и показать. Ладно, я что-нибудь придумаю интересное. Спасибо тебе. Видимо, любую. Вот, напишу после стрима. Ну, видимо, уже завтра, потому что стрим будет крайне долгим. Спасибо за поддержку. Донатная полоска почти убита. Поэтому, думаю, ко вторнику выйдут хайлайтики. Спасибо огромное, ребят, за поддержку. Я рад стараться. Золотой и серебряный костюм. Блин, у нас на районе за такие костюмы. Райан классный чел. Часто с ним списывались. Очень ответственный чел. And we had some exciting matches yesterday. We still have some really interesting semifinals and of course the grand final coming up today. And also we still have lots of community members with us in the watch party and we will be interviewing 2 of those today as well. So make sure to, stick to your screens and don't miss those. Perfect. Опять на 8 часов, я думаю, больше. Будут ролики от разработчиков, от игроков. Потом об этом расскажу. Есть какие-то инсайдики. Сейчас все узнаете. И Селс имба, да не на 100% будешь проходить, или так на пару прохождений, думаю, фулл. Даже с DLC-шками посмотрим.
create something special. Yeah. And I think we'll leave it at that, but there will be a pre-final segment and it won't Посмотрим, be какие моментики. a community segment, and I'm really excited for that. Yeah, speaking of community Вот stuff, there's подготовили also a ролики. beautiful video made by Будут забавные Warrior ролики. Feldy. Oh, yes. 6 Which, ребят в полигоне есть, да. premiered this morning, Осталось на which, 5 клеток, I да хоть на only 6. managed to watch, like, Таня, 10 приветствую minutes тебя. and I already was left in Приветствую. tears. So Feldy, on air here, I really wanted to thank you and Ну, не фулл everybody прохождение, я имею в виду who полностью supported пройти the ее, video. ну, Much love. до конца, до финала. А там уже, может, DLC-шки посмотрим. Я думаю, часов 10 будет стрим. Вы же главная модница Гвинта, а как же Ленхард? Yeah, and also thank you to Feldy as well to helping us organize the community watch party that's happening at our event. You've been playing a big part in that as well. So yeah, one big collaborative. Так, а почему? Yes, it's incredible. I love this community. I love Gwent. We'll have time to reminisce Да, about ну, the past and say our goodbyes and cry also on air. But before we do that, I think Плачем, прощаемся, наслаждаемся, бафаем. We have our casters here in the studio waiting to talk to you guys. So let's throw it over to them. Может, какие-то инсайдики по совету баланса нам еще дадут, новую какую-то базу. Наши любимые, они как будто бы вот тут сидели, они как будто спали на этих стульях. Definitely a big event that we still have to go, and so many emotions, so many feelings for all of us, I think, today. But things are about to get super Так, fun. настрою And кое-что. I'm here, of course, Под in настрою. Winter Tavern with, Видите, на Shinmei. Твиче онлайн уже больше, чем на Ютубе, ребят. Что происходит сегодня? We're day 2 of the finals of World Masters Season 5. We're going to be crowning a winner today. The fifth and final winner of World Masters, and Несколько человек останутся в поддержке, да. Опять Моровая Дева и Туманник, именно они. Celebrating Gwent together, the game that we all love and brought us all together. So I'm really looking forward to it. And В черном сегодня. Oh, yes, we cannot Я сегодня в таком wait to более celebrate простом, with you at home более mostly. человеческом. Get Рубашки comfy, grab 2 дня your подряд snack, так не хочется and носить, если also честно. later as well with Люблю the официальные watch костюмы, но... party attendees that are also around here somewhere. Но перед кем? Перед Ленхардом, что ли, выпендриваться? Ну, есть у меня официальный костюм, и что? Значок в скеллиге, да. Комбо за 9. Не надо. Вот та самая рубашка и титул. Твич-дропсы. Ребята, активируем. Намекает на похороны. Не. The World Masters 2023 card back, the beautiful card back, first time ever you're able to get this one. It's at 8 hours, so make sure you. Не, прикольная рубашка. Довольно-таки неплохая такая. Около киберпанковская даже. Absolutely gorgeous card back, and while we do have plenty of time to go, definitely make sure you do that today because it won't be available then after that. Just go ahead and claim those drops for every milestone. You get something, and it's very important. Я тоже вчера залутал. Удивительно на рубашке, что в этом, что в прошлом году за просмотр дают довольно красивый, да. Я залутал. Вот, на Твиче также будем разыгрывать баллы за предикты. Кто выиграет... Да, турнир от проджектов. Анимированную рубашку для турнира. Что после турнира скажут, что, ребята, закрываем, да, не. Макпайсон Вантер, Миамон, Фаербол. Но это будет интересно. У меня все полуфиналисты, я всех угадал. Вот 4 игрока, я всех угадал. Так что, не знаю. Это будет интересно. Это будет как минимум интересно. Единственный, кто не подошел серьезно к этому турику, насколько я понял, это был... Спасибо за фоллоу. Канеки. А так все довольно-таки неплохо подошли. Да, Канеки. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. И спасибо огромное за подписку. Также Ладер имеет 2 блока в колоде. Выпадает на Херонте и выносит 150 статов в 3-м раунде. Но архетип ни разу не имба и не требует нерфа. Да-да, легендарная паста. В Дискорде чел на серьезе там пытается сказать, что это. А Херонтия слабенькая, надо бафать их, смотрим на винрейт.
if you're Господи, using клоу. social media as well, tag your post with hashtag World Masters because we will be taking a look at that. We're all very curious. Twitch официально называется, где дропсы падают. CD Projekt Red. Но дропсы падают везде. То есть можно смотреть меня, можно смотреть любого другого человека, который стримит Гвинт, и получаешь дропсы. Главное Twitch. И подвязать аккаунт к Твичу. Алексей, приветствую. Динашки поинтс на месте. Если турик вообще официальный, да. Но турик еще будет, ребят. Там уже есть добровольцы, которые готовы проводить турниры. Тот же Матол. У него там уже дорожная карта вся расписана на ближайший год. Да. Я кого ставил сегодня? Ну, я поставил, по-моему, 3-2 Макпай. 3-2 Макпай и, по-моему, 3-2 Миамон. Да, у меня Макпай, Миамон по логике выходят. Но если будет по-другому, я буду, не знаю, ок, скажу просто ок. Металлик Кап стоит ждать, посмотрим, насколько будет отдача, насколько будет желание. Коньки были салаты прикольные, Ива в долгом 300 300 на 25 ходит. А, в долгом третьем. Сатов на 25 ходит. Ну, блин, да, но слишком рандомно, нестабильная колода. Очень нестабильная. А у него был шанс закрыть один раз. Бабун Лигу Гвинта? Не. 300 бакс. Exactly. Но это я знаю. Это я могу перевести даже. Так. Любимая фракция Нильфгард. Олег Куку. Hello everyone, my name is Опа. Magpie. I think like most of you know me because I feel like I'm one of the oldest players in Gwent. I've been playing Gwent Exactly, да. for 7 years now, and yeah, that's quite a lot. This Он спал вообще. tournament, and I think it's like По-моему, он то же самое говорит, не? Вопрос, титул Beholder, так и будет по-русски. Не, он будет смотрящий, по-моему. Зрячий. Спасибо за фоллоу. Очевидец? Очевидец. Вот. Переведут, короче, нормально. За фоллоу спасибо большое. Дуречь японцы. То финал будет комьюнити на 10 Лян Хард. Смотрим. Может, они четвером сядут. Чем туда посадили, она даже слово Гвинт не выговаривает. Как же Рико не любит. Ощущение от совета баланса порадовали первые месяцы? Ну, самый лучший совет баланса был первый, к удивлению, хотя он был очень категорично, очень критичный. Мне понравилось, было играть приятно. Сейчас идем в правильное направление, посмотрим, какой будет третий совет баланса, который был очень маленький, незначительный. Откаты были по большей части. Мастер, привет. Человек, приветствую, exactly. Большая речь такая была. Савантера Барт, синдикат, любимая карта, фракция. Привет, я Самантер, начал играть в Gwent после Homecoming. Примерно 1,5 года назад начал интересоваться киберспортом. Есть два любимые момента, первый из которых случился на 4-м опене. Живот сыграл размашистый удар в себя, и тем самым вражеская кель сожглась. И второй, Тейлбот сыграл рандом на контролу, и это помогло ему выиграть игру. Что, два наших слона будет играть? Да, это прошлая речь, конечно.
And I remember meeting Magpie at Challenger 5, which he actually did end up Два слоняра winning. наши. And then he's also been immortalized as a На польском турике, Gwent card, Magpie. где русским запрещено быть. Забавно очень. Это очень забавно. А где наш японец, он тоже с нами. То есть, по сути, не наш, только поляк. Автор очень добрый, да. Ну, позитивный такой, спокойный. Ну, нервничает, но чувствуется какая-то спокойность. Не знаю, как объяснить. Here, and Berta is going to talk to him, and let's see who it is. All right, I am here with El Calora. Hello, guys. Вот, El Calora, нифига он низкий. Широкий. Now we are here. I get to interview you, and I want to know, because you're a streamer, you're a pro player. Best memories from Gwent. Tell me. First of all, крутой. thank you so much for having me. My pleasure. Here, both here and Twig. It was very excited, and I was so happy of this experience. It was And my pleasure, man. my two favorite moments, because I have to actually. The first one. Делся в накера. Причем право не в фольге. Здесь не принято. Он кто, итальянец, нет? По-моему, итальянец. У меня какой рост? Метр 20. Или 2,20. Что это за золотой цыпленок? Это Бужа. Испанец он? Those were my best moments. Yeah, I also feel like when we talked on Twig, we very quickly kicked off, and like I feel like there is a bond that formed. Это Годрика делал, он вернется. So thank you for that. It's awesome to stay on touch online. I know we're in different places of the world, but maybe I'll visit you one day so we can also hang out. Такой низкий реально. How's the atmosphere in the studio? I wanted to know, like, we're past day 1, we're into day 2. Like, what are you guys? You were watching the games. I know yesterday. I know there was a lot of cheering and cool stuff. Да, не пригласили на интервью, он столько экзекли сказал. Тот человек с Украины живет в России, что ли? Нет, но, видимо, он на русском говорит. Только. Ну, Санвантер появляется в чатах на Твиче, бывает. На разных. И как бы всегда говорит на русском, то есть... Сложная тема, ребят. Same. And especially during the COVID moment. So yeah, we will get very emotional, but I am so happy to be here, and the atmosphere in the watch party is amazing. Макпай приехал. This community is amazing. Incredible stuff. Чисто эльфы кристальный рядом. I won't keep you any longer. Enjoy the party, and let's throw it back. Bye. Окей. Absolutely loved this interview here with El Calora, and I love that we mentioned Twig as well this week in Gwent segment that Busha has been running for a long time. It's a lot of our favorite for sure. So that. It's just a wonderful way to get to know the community as well, and it's been a blast. It's been so good. We have the best community in gaming that I've ever been a part of. Компастик сидит, да ладно, успокойтесь уже. Бедолага уже не может отмыться от этого. And better with the Balance Council, with Gwentfinity as we go off into the sunset. Да, Гвинтfinity. But it's actually been such a good. Ну такого-то пить матчи-то все свои вроде. In a way, I've seen a lot of old faces come back and say they wanted to check. Ты еще планируешь играть в Гвинт? Пока играется, играем. Все просто. Пока есть просмотры, пока есть желание, пока есть хоть какая-то активность. И если это мне нравится, очевидно, мы продолжаем. Его причины компаса надеть про изи. Без комментируем это сильное заявление. Ну, смотря... Ладно, да. All right, and we're gonna get into our first semi-final. Оно разнообразное, я бы так сказал. Точнее, его лицо, посмотри, когда видит компас за 11. In the divination challenge, those of you who predicted this outcome have decided that. Кстати, нормально так распределилось. 40 на 60. 60% Magpie. Definitely pretty tight race, and I do think it's reflective of the series that we will actually be watching. It's going to be a close one. Both, of course, very talented players. Again, Sanvanter, a name that we maybe have not seen so much around until recently, of course, performing very well in competitive Gwent. Magpie, on the other hand, yeah, we know Magpie. He's been around and has a couple of important wins under his belt, and here to defend sort of the title and really try to make it to finals.
Доманку сейчас будет у нас. Сейчас будем баллы. Пока колоду надо посмотреть. Белочки, жрицы, ой, белочки, белочки, ловушки, жрицы, девоушен с осадой, дикая охота, девоушен, очевидно, с нейтралем, и грибы. Priestess infantry combo, sort of a big part that the deck does rely on, but also siege to really amp up the tempo early on, and double Radovid action, Shinmari. Собрать китайцы, их же половина была из всех, а 3 китайца было, и оба вылетели. Все вылетели. Вылетели китайцы и француз. Единственный китайцы и единственный француз. Yeah, this is a cool card that really gives you a reason to play the devotion archetype, the devotion style that doesn't play any neutral cards. And the payoff for this is that you get a 6-power card that kind of comes out of your deck free without having you to play a card at the near the end of the game, or whenever you use your last leader charge, he'll summon himself to your melee row, and then he also has an order that can deal up to Теля, приветствую тебя. Приветствую. Это бы жриц против жриц. На выходе Родовид вообще был без этого, без приказа. Просто выкручивался и все. Сейчас он еще наносит от 3 до 5 единиц урона, это неплохо. It's really fun to see Devotion kind of come back. It's been sort of decks that we haven't always seen in the competitive metas, but here it is. Magpie's bringing double Devotion decks today, and this is quite a tempo-heavy list, I would say. It can go. Они удивляются, что у него двойная Devotion колода. Вообще много должно быть Devotion колод. Должно быть очень много Devotion колод. А это да, это прям джекпот, что аж 2 их. Не, Родовид баланс. Родовид баланс. На мой взгляд. Тем более с условием, что он может в руку прийти. Easily run opponent out of removals. That's right, and now looking at this Battle Trance list again, Alchemy has been buffed, and Magpie is really taking advantage of this Ale of Ancestor, some Разве что даже, наверное, плюс профку 11 может делать, но 9 точно нет. Это вид прям нормальный. Вот он на стероидах. Серия просмотров, о, поздравляю. Сразу видно, что типа не шарит жриц на ренфе, вместо Накера собирает база. Не, Накер жрица это жесть, конечно. Вот, кстати, кого-то мне и Мамон в друзья заявку кинул, который Тимагава. Мы с ним сразились, он мне заявку в друзья кинул, когда увидел эту сборку легендарную. Здесь по свету баланса будет в 20-х числах, да, в 20-х числах. Посмотрел я, за что там планируют уже голосовать. Конечно, очень хреново. Очень плохо, ну. Стараемся сделать как можно лучше. Я уже примерно понимаю, какие карты будут включены в ролик, но надо еще со статистикой свериться. Да, ребят, не забывайте голосовать за карты. У нас есть опрос. На него есть ссылка в Дискорде, есть ссылка на Ютубе, в вкладке сообщества. Проголосуйте в этом опросе, чтобы мы понимали, это что топить. Что вы думаете об этом? Если вам нравится и Magpie, ну. Я их приветствую. Впервые встретил Накер жриц. Дрова дубовые бафать? Может быть. Но я не думаю, что это как-то сильно поможет. Как их бафнуть, чтобы они прям бафнулись? Под них надо метод строить. А вот Детей Огня я бы хотел бафнуть. Во-первых, интересно. Во-вторых, она, по сути, наполовину Devotion. И... смотреть надо. Деки Санвантера. Самоурон. С Дракопахой. Ренфри. Жрицы. Арахна. И Денис на перемещениях. Каждый денисский провизию накинут. Я уверен в этом. Киберспортсмены. Надо следить будет за этим. Славянское здорово получается, ну около.
they're not your typical 1 or 2 point engine threats. They are like destroy your board. Как думаешь, кто-то выиграет? Я думаю, никто не выиграет. Странно просто. Как думаешь, кто-то выиграет? Никто не выиграет. Да, Дениске, я думаю, плюс профка. Мне только Тарал удивила так вроде ожидаемо. Я Тарала включил. Но я думаю, что он бы вошел мне в ролик. Но если он еще и голосов набирает очень много, это прям круто. Может, даже его повыше будет. Но Тарал же читаемый, разве нет? Короче, надо смотреть, что будет за рубеж говорить. Что мы не будем трогать, что мы наоборот будем трогать в обратку. Игры на выживание, ну типа. Казино всегда в плюсе, как говорится. The cross synergies between the bronze and gold engines, spawning a lot of insectoids, eating. Так, давайте я пока ставочку запишу. Скоро ее выложу, ребят, на Твиче, по которых можно делать ставку, прогноз за баллы Твича. Yeah, that's right. This list does Mag. have sort of Pie. engine-based removal, you could Sun. say. So it does require a little bit Van. of setup, and Ger. that setup usually is used with the Urn of Shadows, and then you have your Arrakis Queen as well. Надо сначала понять, какие баны будут, и после этого отправлю сразу. Занадто вчера странно отыграл, как-то да, было такое. Арахна его погубит, как будто бы. Ну, что можно забанить Магпаю? Есть прокол, который жрицы проходят. Даже Арахна как будто бы может. I think it can be played in a lot of different ways, and you're not forced to copy or consume the. Здесь как будто бы либо Свальблот, либо Денис. Арахна и жрицы остаются. Там тоже жрицы должны оставаться. Грибы тоже, я думаю, закрывать не будет. Половина колод может пройти их. Либо Денис, либо, ну короче, либо белки, либо скеллиги. Север трудно точно остаются. Может, эльфы тоже будет бан ловушки. Потому что ловушки будет 100% на синюю монету. Бан жриц очень вряд ли. Очень вряд ли. А что у Макпая? У Макпая жрицы, дикая охота. Дикая охота может быть бан, может. Жрицы, дикая охота, обе Devotion. Что был, кто еще у него? А, ловушки. Вот четвертую не помню. Во второй колоде не заменить колесницу, которая дает кровопролитие, типа сапожник, который карту добирает. Так он и так прокручивается, ему это не надо. Грибы точно. Грибы, да, точно грибы. Спасибо на связи. Не, на органике Санвантер не прям чтобы хорошо играет. Он и на отборочных очень долго ее закрывал. Скорее, это даже некая слабость его. Нет, не соглашусь. Он даже вчера закрыл ее со второй попытки. На пару поинтов. Что? Бан белок. Скельги белки, белки скельги. Белки белки, либо белки скельги. Ощущение такое. Дикая охота вряд ли. Но может. Чего? Грибы? Ну окей, скельги было понятно, но грибы... Ладно, давайте ставочки. А чем он грибы не может пройти? Крутыми вроде может. Даже, очень даже. Очень даже. Дениса может, он только жрицами не проходит их. 3-0 Макпай. Сразу, да? Предикт. Ева Элфи, да, именно она. Прикинь, собралась, пришла к нам. Гвинт. На Синде были игроки, очень много игроков. А Херонтия зачастую. Ребят, 2 минуты на голосование. На Твиче можно проголосовать, выбрать баллы и залутать их, конечно же. Так, за Санвантера очень много было, а теперь резко за Макпая прям пипец, ставочки повысились. Да, если рендер падает, то прокручивайся, там шанс огромный. Во-первых, рунмак, во-вторых,
либо активка, либо пассивка. То есть почти 100% вероятности находишь. То есть я не знаю, это примерно как Ян Кальвейт в тактиках на красной в самом низу. То есть шансы очень малы. Процентов 4. Как с Яном Кальяном. За ВП нормально там баллов налили. Это финал, да? О, это полуфинал. Полуфинал и финал будет. Айдроп кончится скоро. Они колоды выбирают теперь. Блин, я только не хочу смотреть, знаете, на такой матчап. Я не хочу смотреть на дикую охоту против... Против трудней, это будет очень не очень. Ловушки, я думаю, просто Макпай закроет. Если синяя монета, он сразу ловушки берет. Санвантра будет либо Мильва, либо Ренфри. О, за Санвантра залили, офигеть, там вроде 100 тысяч баллов, ребят. Офигеть. Кто-то очень много баллов лишится, видимо. А кто-то очень много баллов получит. Кстати, одну из забила Ренфри 92%. Ну, то есть это большой шанс. Огромный. Они на деревянных толчках сидят. Именно так. If it gives you an extra Интересно. copy of, say, Iter, that's getting you an extra 9 provision card, and Iter can easily play for like 15 points on average, I would say, in a medium to long round 1. And not only that, you're also very good target to bring back with your Witch's Sabbath in a later round. So it's way more. It's like triple the points of the tackle advantage in round 1, as well as giving you carryover in the future. Теперь как будто ботан с первой парты. Но я смотрел его стримы, очень медленный чел. Он очень долго думает, прям очень фитилит. Вроде все умеет, и играть умеет, и аналитику вроде умеет. Но вот насколько это все медленно, долго, Ты смотришь, ой, давай быстрее, ну что ж ты так тянешь-то? Кон Чен Мын, именно он. Часто игроки разминаются, тренируются, пальцы, гимнастика глаз, именно так. Именно так. Вот он захотел получить 9 баллов за компас. Конечно. Devotion? Очень много карт колоды выбирают. Ну, Санвантра самая лучшая на синюю — это Арахна, Макпай самая лучшая на синюю — это эльфы. Все, я не знаю, что они там так долго думают. Пытаются переиграть друг друга на переигровке. То есть, прикиньте, сейчас вот сидят вот эти, вот вы их ненавидите, Туманика, как говорится, и Моровую Деву. Но они сидят и приходится растягивать, они там выбирают колоды. Мы давайте еще поговорим немножко, какие там колоды Девоушены. Ох, ты же Девоушен давно не видели. 30 points even in a long round because of all the shuffling, all the drawing that you do with your leader charges, with Griffin Witcher Mentor, Istrid even. Both of the decks kind of being low on interaction in terms of being able to answer your opponent's threats. That's right. And then there is the Renfri. Renfri, of course, can give you a card. К удивлению, интереснее всего будет посмотреть на белок у обоих игроков. Все остальное мы уже столько раз видели и в их исполнении, и на турнире, поэтому это белки самые интересные. Как будто бы. Жрицы, ну... Блин, Миррор Жриц или Миррор Чудовищ, это будет отвратительно, господи, я не хочу на это смотреть. Я надеюсь, они пойдут просто по сценарию. Эльф с грузами на синюю, Арахна на синюю, все. Канику Крам посмотрим, интересная карта очень. Наконец-то, погнали. Да, бан грибов, я не знаю. Все по гайду, отлично. На синюю монету белочки. И Санвантер берет жриц. Отличный матчап для обоих. Ну, как? Они оба нам мутагенерируют себе карты. Так, ну, у Макпая киберспортивный заход. Сразу видно тренировки. Да-да-да, сразу видно. Хорошо играет. А, да, не видно вебку Санвантера, точно. Точно, давайте я перемещусь. Давайте я перемещусь немножко. Вот так, вот я тут. Да, и давайте вот это тоже перенесу, как в прошлый раз. Да.
in the Yeah, late game. that's absolutely right. And Так, минус if стимулус. Grandmaster can find that red of it as well, that'll give him a little Хорошо, bit сразу of играют extra грузики. На charge. Ренфри ничего не может сделать. Immediately, the setup is happening. Heist is going to be tutored immediately from this arcane tome to put that on the board. We do see Riordan as well in Magpie's. Он расставляется, чтобы можно было будет убить какую-то карту, но, по-моему, никак не убивает ее, да? So what will this curse scroll be used Вообще никак ее не убивает. I'm not particularly sure. I think it's Он никак не убивает. he's very happy with his hand right now, right? And I actually saw him Magpie mulligan or not Magpie. 0 ченс убить Yeah, Magpie mulligan Ванадайна. away is Simless. If we notice Спасибо за фоллоу. герой! Добро пожаловать. It's a very, very playable hand. So I think we'll just see Magpie feel out the situation. He's got, I believe, all of his key cards right День, now. добрый вечер. Doesn't really want to play Что-то интересное было, только началось. He has Riordan, Ставку не успел, там большие прям ставки. So he's looking really good right now. It's a very, very good draw. Absolutely. And Magpie Абсолютно, also как будто бы это traps странно. sort Давайте of чуть-чуть these подубавим, прям самую sort малость. of the order value Что that думаете? Grandmaster could be getting here as well. And Um, yeah, looking at the situation, how easy would it be to deal with something like Angus and Vanadane? They will both be coming down in round 1 from Magpie because they are темпует. carryover plays to push up those Elven Deadeyes to a higher power whenever they spawn later. And Окей. nice play Коляска by выжила. Sunrender into the pitfall trap. Does play the Renfree's gang, which does thin the deck, securing better Он никак не draws может for убить, hopefully вообще никак. later, but Санвантер also, нет контроля. Kalista doesn't actually take all the damage and die here. Right. And in terms of answers that Sanvander can have, well, Priestess is a pretty solitaire type of deck. It doesn't Честно, не знаю, о чем have думает many Магпай answers здесь. that can kill things quickly. You've got these reinforced ballistas that do kind of one. Каким образом Санвантер может убить? Санвантер бьет на 1, на 2, почти на 3, но... In terms of immediate answers, you have Margarita Окей. doesn't really work. Он просто он отсыпается? Хорошо. Targets, and then you have Renfree, but Renfree is a huge. Убивает отряд с приказом. And I don't think Sanvander even has access to her right now. No, not right now. Again, a neutral card, not being able to be too. Есть вообще здесь смысл в темпо-пассе для Санвантера? Что Санвантеру вроде как тоже надо будет генерироваться. Что за награда на Твиче? Рубашка и титул. Просто ставит. То же самое у Магпая 0 контроля. Под это все. Ставится Ангус в Брисри. Он боится баллисту, видимо. Он как-то там насчитал какой-то контроль, но я вообще не знаю какой. Что он может сделать? Вопрос. Ни у кого контроля вроде не было. Маргарита, но это не контроль. Все баллисты бьют на 1. Блок, колесница, которая кровоток наносит. Рудмага, может, как-то боялся он. Тоже вряд ли. Ну, катапульту боялся, понятно, только она никак не убивала. Так. Я не знаю, я бы на его месте не играл так. Ну, не играл бы левую. Он играет правую, он хочет 2-0. Спасибо большое за фоллоу. Спасибо огромное. Да, он хочет прям подпушить. Поддушить. Главное расставляться правильно. Было плюс-минус очевидно. Ловушку он раскроет. 3 эльфа оттуда придут. Наверное, Гвинта мало зрителей у Мастерса за $2000. Жду хоть какую-то поддержку в 24-м, хотя бы новый боевой пропуск. Ну, уже насчет боевого пропуска можно уже не ждать, я думаю. Посмотрим. Which are now sitting at 5 power, by the way. Also, Snowdrop just got infused here. Ах, да, баллиста же могла бы убить, точно. Баллиста, раз заряд, 2 заряд, 3 заряд, и лидерку можно было отдать. В теории этого хватало ровно. Ну да. Но все равно псевдо. Мне нравится, что у многих карт цветовая гамма под цвет фракции тоже. Полоска имбы. In the deck, of course, but we do not see access to it now. Perhaps the scroll could be. Находит девочка какие-нибудь верхние карты и ставится рунмаг.
Сильнейшую руну возьмем или... Не, все-таки решили сильнейшую брать руну. Странно. Странно, очень странно. Честно говоря, не может понять, почему он это сделал. Но это просто ход на 5 на самом деле. Ну и когда Ванадайн засует карты назад, то нанесется 2 урона девочке. Yeah, and the infusion that it put on the trickster is whenever a card enters or leaves your deck, damage self by 1. You know what Vanadane does? He puts 2 cards into your deck, and so this trickster is as good as dead soon, I think. Yep. Same thing with the Cursed Scroll. Takes cards out of your deck and puts them in your deck. So actually quite a good bronze for Sandventer in round 1. Либо переиграем Ангуса, либо ставим Ванадайна. Просто Ванадайн сразу уносит в минус картон. Окей. Минус западня, я думаю, обращение. Нет, решил убрать очистку. На мой взгляд, очень странный плей. Окей. Можно брать карту еще, а западню скинуть вниз колоды. Да, ловушка может работать. Ловушка на 4, 8, 12. Но очевидно, это минус карта. Была бы. Странный плей? Да, нет, наверное. Он ловушку может добрать. Ой, ловушку, очистку. Родовед. Симулятор показывает, что играть он будет. Еще соображать-то хочется. Выбираются 2 западни. Одна из них скидывается сейчас вниз. И добирается очистка. This is a battle of carryover between these 2 decks. Both decks going very deep in round 1. Sandventer with way more points. Окей. Это вот странно. Но очистка не нужна, просто эльфа какого-нибудь. Вот это странно, потому что очистку добрать было неплохо, по-моему, на мой взгляд. Переиграть либо Ванадайна, либо этого. Ловушка же на 1 играет. Ловушка же на 1 играет. Я вообще этого не понимаю. Задалось 2. Что делает Макпай? Объясните мне, пожалуйста. Что он делает? Почему он взял эльфов этих, если спам произошел? Почему он поставил ловушку, не прожал ее, у него уже нет спелов? У него спелы только были от рунмага, все. Что он делает, ребят? Почему он не сыграл очистку? Почему он не переиграл Ванадайна или Ангуса? Почему он не переместил их в нужный ряд? Очень хорошая Ренфри. А сразу расходимся. Он прокрутился, но... Ну, как бы, Сэнвантер знает, какая ловушка осталась. Каракурах Дот это 3-2-2. Он выжил, пока да. Хотя не знаю, вчера у него лицо было такое, что он как будто бы не собирался выживать. Добирается вернуха, но... И отдается вернуха. Really. Я бы не его отдавал, но... Не ее, вернее. Сандвентеру есть чем играть. Но... А второй он единичку мог убить. Вернухой. Раша не очень. Баллисты тоже не очень. Ну, я бы, наверное, баллисту оставил. Странно. Но он Ренфри не доберет, поэтому... Может быть, справедливо. Ну, Маквай добирает легко. Просто Инвантру надо 2 тика дать, а это много. Может, Раша не добрать, например.
каким-нибудь магическим образом. Может, какая-то. Очень, на мой взгляд, странный плей. Он забирает жриц, ставит Ренфри, и Ренфри спокойно добирает эти поинты. Чем Груз тратил? Очень хорошие вопросы. Набирается жрица, ставится Ренфриатинка. Нам покажут? Нам не покажут. Ну, очевидно, какие он будет примерно пытаться убивать, чтобы сыграть сразу 2 карты. Да, могу поиграть с телефона. So he got Curse of Sloth, which is what you want with this deck, to play a bronze unit from your hand and then look at the top 3 units and from your deck and draw one. That will help him thin down to 0 and get to play every single. Вантер, видимо, хочет немножко подпушить, чтобы был отдан, допустим, Seamless. Он пасывает эту руку. Как он эту рукой выигрывает, можете мне объяснить? Начинает грузы сразу. Пассивку нам не показывают. Активку и пассивку Санвантера. Но мне кажется, добрать карту. Она светится. Очень странный пас. Отдает тик. Можно было башню, по-моему, поставить спокойно. Ладно. Он бы догнал. Ладно, хорошо. Санвантер в плюс карте. Ну и Макпаю надо на скилле найти Симлеса. Он, я думаю, не будет проблем сделать это. Я не думаю, что это будет проблема какая-то. Да, 12 карт, но, блин. 13, вернее, карт, но, ребят, вы что, серьезно? 13 карт, шансы же огроменные. Мы же мулиганили его в первом раунде. Он же не мог упасть вниз колоды. Не мог. Не мог. Невозможно. Нет. Он его не нашел. Ну все. Санвантера лучшая рука у Макпая. Не очень, так сказать. Странно, что не блокирует, странно, что не обращает. Видимо, хочет максимум поинтов получить с этого. Ну и очевидно, этого уже никак не хватает. Минус баллы, неудачи, ГГ. Ну, хайрольные белочки, эти очень хайрольные. Даже на синий. Ну, я играю с этим. Короче, ладно. Тяжко. Брррр. Пусть балл возвращает у нас на каждую катку или матч в целом. На каждую катку баллы. На каждую катку. На каждый раунд. Раунд. Не раунд, а... Ну, как это называется? На каждый матч. Во. Да, ребят. Там же, по-моему, написано было, разве нет? Кто победит, да, кто победит в этом матче? Матче. Так, 49 на 51 было у нас. В пользу Санвантера. Брамен исход. Получается Санвантер. Давайте дальше. 90 тысяч баллов канала было поставлено, офигеть. Ну, сейчас будет Арахна. Арахна Санвантера против... Кого? Ну, может быть, Дикая Охота. Ну, короче, точно не эльфы. Либо Дикая Охота, либо Devotion. Жрицы. Смотрите в лицо этому азиату, не дай боже, он опять откатит компас. Спасибо, Макупа, за минус поинты.
Я не знаю, он мог очистить, он мог переиграть, он мог добрать Симлоса и уйти, но очень странно. В теории в коротком Симлос мог догнать эти поинты, мог. Так, давайте, ребят, отправляю. Надо было, наверное, раньше это сделать было. Чутка. Отправил следующий прогноз. Сейчас будет смотреть на заход Санвантера и голосовать относительно захода. Санвантер пока только одну карту нашел. Да, дикая охота против Арахны. В принципе, это было ожидаемо. Сейчас ждут, как Санвантер прикинется, ребят, и потом поставят гамбалы. Не то. Здесь он находит. Он не находит. Он не находит. Ну зачем вы эту арахту дырявую берете? Лучше бы на дикой охоте все фигачили. Не, ну Макпай может принять правила и вступить в игру, но вряд ли он это сделает. 8 часов Гвинта, чтобы получить кожу для картонок. Именно так. Кожу. Я не верю, что ему бы 17 хватило, может хватило бы с нормальным грузом Вангуса. Ну да, но он этого не сделал, он каким-то калом ходил. Короче, да. То есть вернуху отдать ок, вернуху отдать можно было, реал. Нормально. Смулиганить западню. Не играть западню, надо было сыграть не западней, а... Смакпай скинет легендарного Ауберона и выиграет игру опять, да? Ну, в прошлый раз он очень хайрольно поступил. То есть он смульганил Аберона и нашел ок третьему. И у него было меньше карт, чем у Буковского. И нашел он, главное, а Буковский не нашел. А Буковский не нашел. То есть у Буковского прокрутки было больше, голды было 2, карт было меньше, он не нашел. А Макпай смулиганил и нашел в третьем. Хотя карт было больше. Одна была голда важная. Он нашел ее. Мог верить больше после поражения. Мне кажется, от захода Санвантера. Exactly. Вот это да, это правильно говорит. Правильные вещи, молодец. Где прогноз? Он наверху отображается. Уже кончился вот только что прям. Прям секунд 5-10 назад. Да, exactly. Долговато немножко. Да ну, он вступил в игру, я тут только сейчас заметил. А зачем он нажал? Он реально верил в заход Санвантера? Очень псевдо. Невероятно псевдо, а зачем? Блин, что с Макпаем сегодня? Подождите, что с ним? Он прям был уверен в заходе? Что происходит? Зато сейчас баллы как сгорят. Плохой заход был у Санвантера, да? Плохой. Пец какой-то. Верните баллы! Заскамили еще раз. Раньше времени показали руку Санвантера, а теперь у него все есть как бы. Капец, он до талого крутится. Ну, смотрите, Макпай хочет, чтобы подняли ему туманников. Туманников. Кого он еще может отдать? Допустим, нейтрального. Нейтрального. Да, нейтрального он может отдать. Это точно Макпай играет? Нейросеть, ребят. Кстати, удара Имлериха гнева нету. Макпай прикольный облик, новая в магазине. В итоге что мы имеем? 7, 7, 7, 7 и королеву, да? То есть 3 идра, королева и защитник. И время Макпая только 2 туманника и та, что бабка, вот это. Ну, ему нейтрально по логике надо ставить, чтобы в теории призваться могли вдаль. То есть сейчас Макпай отыгрывает, исходя из призыва. Ну, он так-то ничего не нашел, ни тягуна, ни... До залова крутится, прям до талого. Как же они крутятся, ребят? Ну, это было правильно. Подождите, а у Санвантера нет ни Хавьера, ни Белки? А, Белка есть. Раньше не убивает бабку. Убивает бабку.
Не убивает бабку. That's right, Ш- and the э, stalker is still going on, and so is this eater taking Чё он бабку down не that убивает? defender. Point cap getting quite big Птичка уже for устала, Sanvander хватит. as well. Lots of engines now. 4 engines, still a Макпай поставил облик сильнейшей карты дикой охоты. База. Magpie only Я не понимаю, почему не убивает бабку, которая королева. still a lot of power left to play. Magpie can't give up on this round. If you Absolutely give up on not. this round, Абсолютно it's not. a long round to Sanvander. It's going to be trouble because you're just so Да, только первый раунд играют. Больше не будет раунда, только первый сегодня. And we did mention Он сейвит бабку, ну how, в чем рофл he был? does not prefer that Объясните, пожалуйста, я, может, что-то не at понимаю. all. Играется на Глифар, а на Глифар играет что? Макпай вроде недовольный был. Ну, обе карты нужны были, у него топ-деки не будет. Окей, правильно. Правильно, что Гельс он оставляет. Бабку закаратить, кстати. Бабку можно закаратить. Он ее бафает, поэтому я можно закаратить. А, нет, не ее. Тогда паразит. That's right, 2 threats on the board, Паразиту both ровно Foglet хватает. and Да даже Defender больше. and Foglet, and only Паразит в one бабку, ее equal, съедаем. but lots of Финал сегодня, да. still unplayed for Sanvander. Пока быстро идем. Of course, Матчи still такие a хорошие, прям, lot добротные. still, that is online, so to speak, on Sanvander's Нежданно, side негаданы. that can be continued to Так, у Макпая вроде не осталось больше спылов, да? Нажимает. Ну, очевидно, что обычный пир. Нет, не пир. Почему в нее? Почему не... Ладно. So this card, on Паразит paper сейвит has very под high нейтраля. impact potentially, but one issue that the acid spit now is facing is that the acid spit infusion wouldn't spread to the foglet, but with all Окей, these бабки не spawns, хватает пока every что. time, Sanvander spawns something on his side of the board, this Winter Queen now takes damage, which is quite unfortunate. But there is a Так, Purified Рединка Queen играет. as well in Magpie's hand, but Окей, Рединка умирает. in one turn there, putting that Winter Queen down to a5. But whenever, if that Death Wish would be triggered, the infusion would then spread. But since Foglet has Veil there, that is not. Да, финал сегодня, ребят. Финал сегодня. Prioritizing the Eridan being played rather than the Purify, just wants to get that frost. Не, понятно, что Редин под шабаш, но... Wants to get that frost value earlier and start buffing that frost damage from 2. Много карт под шабаш, но... Also in turn grow the Karen Тяжко. Golden Child in his hand. В идеале короткую на туманника потратить. В идеале. I do think that is absolutely То поднялся только fair, один и considering пятерка. there's also that Parasite in Sanvander's hand that could Может вообще pick ноль up подняться Winter даже. Queen and wipe it down. Четверок много было. Alright, the Winter Queen getting hit every time something new spawned. Почему ты себя бафаешь? To gain dominance for Sanvander to try to stop this Eridan. Сколько было возможностей ушатать... He could have clicked one more time with the stalker to maybe get The rope did to run out 17. There, though, I think. Как получить рубашку? You can get it to 17. Ссылка закреплена в чате. Подробная информация в Дискорде. Прям для тех, кто вообще не шарит. Если прогноз, если поставить на Санвантера, то он 100% проиграет. А что останется у Санвантера? Санвантер останется... Ренфрен закрыл. Останется у него белки. Но белок он может закрыть. Вполне с первого раза. Байт, чтобы Макпай не пасовал, очень странный байт. На мой взгляд. Надо есть личинки, чтобы место было. Справедливо, едим это. Появляется, едим, появляется, едим, появляется, едим. Время. Появляется, едим, появляется, едим, появляется, едим. Он что, его добить? Но это уже никак не догнать. Кроме как карантир плюс, допустим, бронза, но тогда полетит каратка. Хотя может и Трутин, на самом деле. Трутин тоже может полететь. Трутин доест единичку, допустим. Дальше можно будет грязь делать. А кратко какую-то подоставить надо. Появляется едим, да? Хуба, приветствую тебя. Хуба, видел, какая игра следующая будет?
This is Твоя любимая. 25-point Courant there though. It's quite big, but the point gap is just so huge. I think Magpie right now is counting. Is it possible to catch up with whatever Magpie has in hand here? Окей, пока бронза играется. Oh, and it dies instantly. It gets its deploy. Нет, Куба обманул, Майнкрафт проиграл. Почему он не пасует? Макпай? Макпай добрать может. Он может добрать. Гениал, приветствую. Он батит, не бывая редина, чтобы каратнуть карантира, да. Там споры еще же должны быть, по-моему. А, нет, спор не было. Его нет спор. Проводаны. Ладно, оглядывайся. Оглядывайся. Could still play or just take the pass, saying that Magpie has too hard of a time to catch up here. Yeah, really taking his time to make this decision. He does Пас. in fact take the pass, saying, Пас нежданный, если честно. Ну, две карты дается. Подожди, две? Да, две. You do have the Tyrnalia that you can click, but you don't really want to click it right now because it doesn't have any melee carryover from the previous. Жрицы были, еще будет. Пипец, ребята, ой-ой-ой. Просто 4 делать. Что-то как-то очень хреново Макпаю. 100% тут надо уходить в долги, а в долгом Санвантер просто будет хорош. Окей. Обоих лютейшая прокрутка. Легчайшая. That's a good question. Sabbath will get Aridin, Nithral, and a bruise. Называется 7, 6 и 1 четверка, четверок. А, нет, 5. 7, 6, 5, да, показывают там. 7, 6, 5. Все призывается в дальний ряд. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо для Санвантера. Вдаль все. Ой, блин, он душить идет. В минус 3. Классно. Он будет пытаться выпушивать шабаш, но верите в это? F-балом. Макпай сошел с ума. Народ, оставьте баллы на финал. Оу. На финал, кстати, менее понятно, как будто бы. Инкубус идет в троечку. Троечка, кстати, сразу можно доесть. В чем это будет плюс поинты? Надо. Я потратил. 1 тик отдать, ничего такого. Что убить движок. Потенциальный. Танцевальный. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Хорошо. Потенциальный движочек убит. Какие колоды у Санвантера остались? У Санвантера останется только... Сейчас забываю, что же у него останется. У него останется... белки на перемещениях. С броней, с Денисом, с Мильвой. Легендарный пуш 4 карты против 6. Погнали, да? Вот что мобильный Гвинт с человеком делает. Последний раз я на телефоне играл на колоде жриц. После этого я перестал играть. Автор смотрит твой стрим и слушает, что ты говоришь, конечно. Именно так. Вот, и после этих жриц я понял, что нет, на телефоне играть невозможно. Прожимать их нереально. Yeah, but as round 3 gets shorter and shorter, Sanvanter's power is going to diminish very quickly. As you can see, like these stalkers are very low power, only 4 points if they're played like individually without any synergy. Окей, пытается выпушить Макпай. Можно сыграть пир спокойно. Не прям спокойно, но сыграть. Да, на телефоне неудобно играть, очевидно. Кто Макпай? The lead that Sanvanter has in terms of card numbers. Sanvanter, on the other hand,
has to respond here. And again, not much living with all of this frost on the board. Will that Sabbath come out? Пир. Will that be able to squeeze it? That is the goal. Причем, если они романтия играется, то он в любом случае находит шабаш. Will that even be Уже опять карта played останется. out in this round? A lot of Magpie power is, Что? Не... is Oberon currently. So we're going to have to see if that is going to be played or held on to. Not the biggest point gap, but of course Frost is still ticking. Not sure why Ну окей, он становился четверкой и подстраивался под контролем. Можно уже было своего съесть, разве нет? По 131, значит, в мире есть еще 130 других? Видимо, да. Не самый лучший ролл, но работорговца. Сыграет работорговец. В инкубика. All in, да. Нет. Играется просто движочек. Как будем догонять? 3 карты, не давая шабаш. Жагница. Пир неплох. Yeah, it's a 20-point lead. There's still a lot of frost on the board. Inventor still not going for the Sabbath. Maybe thinking that he'll play like Lusty Warp in this round. А не лучше ли был работорговец, кстати, ребят? Не лучше ли был? Хотя эта карта умирала. Жагница плюс обилка и жара. Ну, как варик, да. Либо все-таки пир играть. Главное, чтобы Санвантер досчитался. Окей, он досчитал, видимо. Почему ударил его? Ладно. Надо считать, ребят. Надо считать. Ой, прикинь, он не посчитает. Не, Макпай просто хочет выпустить карты и он это делает. Кратко в шестерку. He's taking more frost damage as well, and oh no, he's not taking more frost damage as it's not coming back over to his turn. So barely, Sandmentor will. Да ну его нафиг. There is more frost. I thought it was already his last turn. No, there was so it's not enough. And Magpie 2-0. Он не досчитал, ребят. Он не досчитал. Жальница. Надо было давать жальницу. Надо было давать жальницу. Офигеть. Ну, я сразу сказал, если играть пир, это надо считать. Он так его быстро сыграл, что я думал, что он посчитал. А он не посчитал. Да, жадность. Плюс баллы. Давайте. Так, исход. Макпай 84, Санвантер 16%. Выбрать исход, а Макпай. Валы за Макпая. Жестко. Пуш 3-6 работает, пацаны. Я это на турике видел. Да. Легендарный пуш -3 сработал. Ура, кэшбэк. Сразу запускаю следующую. Прям скоро будет. На минуту одну. На этот раз не на 2 минуты, на минуту. Ладно, на 2. На 2, Макпай Санвантер. К следующему матчу. Ну, сейчас Санвантер не будет брать Трутни, он Трутни только на синий будет брать. High pressure, high stress situation with so many different calculations, right? The frost is ticking on your side, the pings, the predator. Проиграл, потому что чат не подсказывал. So, Magpie ties up the series 1-1 in the first semifinal. Exactly. Тут же колоды. Ну, Макпай на синий, он будет, наверное, эльфов опять брать. А Санвантер возьмет белок. Да, ловушка против Дениса, я думаю, будет. Ощущение такое. Так, пока Санвантера втапливают. Как будто бы ловушки против Дениса. Ощущение. Пока зрителей много, пусть голосуют в вопросе. Я уже сказал, да. Опросики на ютубе, в дискорде, ребят, голосуем за совет баланса.
Все в описаниях. And here it is. We are getting exactly that. The sort of traditional decks tied to each coin is taking place. But again, as Что и требовалось ожидать? Ну, смотрим. Спасибо большое за фоллоу. Герой. Ой, Мильва пришла. Как же плохо. Что-то Санматор прям подсдал. Магпай еще нашел. Красиво сейчас даже в руку найдет Ванадайна. Вообще Магпай в идеале в руку Брик словить, чтобы смульганить его. Брика что-то нету. Допустим, эльфа убирать бронзового. Обращение убирает. Обращение странное. А, Симлас не нужен был в первом. Себя поверил после победы. Если бы краткую движок кидал, то там бы хватило. Нет, не хватало. Каким образом хватило бы? Карать либо пятерку, либо... Ну, они одинаковые были, по-моему. Либо он закратил сильнейшую. 20 кабалов ввели? Я не успел заметить. Да, 70 на 30. Пока что в пользу Магпая у нас. Хороший доход у Магпая. Сразу белочка, белочка имбы. Играет Санирочка. Просто кого? В домик? В колесницу? Краснолюда. О, краснолюд сразу может убить... Да. Сразу может убить карту. Деда ставим. Дед доест. Прогноз залагал. Я читал, что Эрза по совету баланса пишет про Москва не один день строилась, будем 10 советов баланса бафать одно и то же. Да, я это видел. Я понял, что человеку ничего не объяснить. То есть у меня главная позиция как раз-таки, вот у меня ролик целый выходил полтора часа, где я всю позицию объяснял, что как раз-таки Москва не один день строилась, это только в конце стоит обращать на такие карты внимание. Да, играет деда, чтобы хоть как-то попытаться отыграть, но что-то как-то очень псевдо. 2 подрывника, слишком рандомно, ребят. Слишком рандомно. Вот, и нет смысла. 0 смысла. 0 смысла бафать то, что не играет. Это надо делать в конце. Давайте там, не знаю, полгода будем бафать ведьмаков, а вось заиграют через полгода. Целых полгода будем тратить на ведьмаков. Будем играть на порабощении все игры, на Денисе все игры будем играть, ловушки, у нас все то же самое будет. Но ведьмачков каждый сезон на плюс 1 сила, плюс 1 сила. Бафаем с тенниса, конечно. Это неплохо попал он. Ни краснолюда вообще не задел. Я не знаю, что здесь делать вообще. Еще одну ловушку ставить. Спел. Предлагаю до конца бафать ведьмаков и этралов. Что стоит брать за шишули? Да, туманик, скины самое прикольное. Скины это второе по крутости после поля. Поле это самое большое, самое масштабное, потом скины. И только потом аватарки. Полей вроде не было. Можно поменять ставку? Увы. Если аватар сейчас проиграет, я всем открою секрет, что электрик... Ой-ой-ой, не надо. Ну что? Госпожа удача существует? Помните ее? Ну окей, кратко пока не рискуем. А почему не нажал? Он же мог убить. Он же мог. Ладно. А, поле зимнее есть, окей. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Я бы бик ловушку ставил. Окей. Нет. Дефолт ловушка. И пацанчик. А больше карт, лучше карт, поэтому. Справедливо он все это делает. Ну что, ребят? Давайте, давайте. Один раз надо попасть, только один раз, ребят. Только один раз. Карт 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 карт. 2 выстрела.
Блин, была бы Мильва. Пипец, как бы хорошо было бы... Он пасует. Ладно. Что-то... Почему у меня сряда ловушка сразу активируется? Может, ты потому что ставишь ловушку возле ловушки? Ловушка возле ловушки, ловушка активируется. Да, Санвандер очень странно играет. Сам какой-то набор, особенно для игроков, что играть недавно. Ну да, я имею в виду, как косметоз. Лучшие поля, тополя. Пробовал играть в War Forge. Я не знаю, что за игра. Но вы какие павахи, понял. Нет, я видел, но не заинтересовало. Скажи, почему не могу забрать первый дроп? Произошла ошибка, не удалось получить дроп. Хотя условие выполнено, не знаю. Обнови страницу пару раз. Точно верифицировался? Да мне пиццуха не показывал. Короче, у обоих стран какие-то плай, я не понимаю немножко. Александр с возвращением. Давайте смотреть. 4 западни. Вернуха не найдена. Темно с руке. Очень странный плей от Санвандера. Он же мог вы забрать это все. Да, Ширу на 6 хватало. В теории там можно было убить, очень много шансов было. Я вообще не понимаю. То есть из-за Брика он решил дальше не играть? Он же мог. Титул отправил на аккаунт, который я не играю. Школяра поставили. Банка. Может, белка. Просто белка. Ну, Санвандер может сыграть план. Ой. Ну окей, контроля у него много. Там мало что будет. Симоса не смулиганил. Ой, как же так? Мне кажется, он был смулиган, если бы он в первом пришел ему. Не третья карта, а первый или второй. Санвандер не хочет отдавать карты, это понятно, только он добирать будет. Exactly. Ой, плохо. Очень плохо. Oh wow, double zapper action. So actually you are right. It is a bit of a mirror situation going on here with Тройка нет, тройка не играет. Эльфа 2. В руке Эльфа 2. Ну, он Пай выпушивает карты. И в принципе у него это может получиться. А может в теории алын дать, если будет время. Обращение медведя такое. Ну типа фляжка сходит на 8, а если обращение, то это минус 6. Ну типа. Да, мужики, дропсы дропаются. Приветствую. Тройка не играет больше, да, не работает тройка у него. Вот на 3. Пас. Какие-то очень странные пасы от обоих, я немножко не понимаю. Не вдупляю. Ловушка ставит только одна. Макпая. Обращение можно ставить. Причем в теории, если Санвандер обратит раньше, то Макпая обращение не сыграет никуда. Короче, гениальность. Только сейчас будет битва этих. Обращение медведя. Кто первый его юзнет, тот выиграет. Саботер. Прикольная игра была. Ты зачем попробуй в браузере другом зайти на свой акт Твича, Mozilla или Эдге. Там выбрать, как эту проблему решил. Брики идут. Ой, Макпая 3 брика. 3 брика из 4, ребят. Санвандер тоже брики, но получше. Получше и в теории... Окей, Санвандер отбрикался. Макпая проблемы. Убирает брик и... Нет, не брик. Убирает брик и... Один брик. Макпай зашел с ума 2 раза.
this is the Ну, один story брючок of L. Макпая. So maybe it was even better to just play the simless and only get Спасибо большое за фоллоу. Вот он, герой! Добро пожаловать. You're in a really, really rough spot. Да, главное связать аккаунты. Separate your simless synergy from Я вчера все собрал, уже не сижу, не отслеживаю. anyways. And one thing that Sunmanter is going to Если это граду на на Твиче показать бицуху. adjacent units, then be able to play Armor's Workshop on it. Of course, if you're Magpie, you could potentially disrupt that with some waylays. These waylays. Что за цифра в чате возле ника? Это номер выбора, да, за первого чела голосуешь или за второго. Да. Я, кстати, думал, только мне это видно. Оказывается, это видно всем. Да, кто за кого проголосовал? Лот. Ой, брони много. Ну, кстати, Макпай может отыграть от этого. Ну, хотя, блин, псевдо. Обращение будет финишером. Да, сейчас обращение очень ключевое. Здесь ловушка одна. Санвантер может еще сыграть домик. Куда брать пока туда и гивмашит? База. Yeah, we see the waylay played from hand that essentially, like you can say it played for 6 points, but it kind of played for 0, because you could have had another card there and gotten that waylay from the simless. Может ли в теории сейчас пойти Дениска? Может? Я думаю, может. Домик. Эх. Или коляска. Домик. Широкатку затащит, он может. Эльфы на 4, Ширу тройка. Шира может убить пятерки под этой картой. Может убить восьмерки. Ой, лиг никакой. А мне кажется, что Ширу вообще псевдо. Он только из Ингрима убивает. В идеале Санвантеру хотя бы один раз призывать Мильву. Один раз. Второй раз под Симлоса потратить его. Вот на 4. Макпай обращение в минус играет. Но он же может ловушку активировать, а потом обратить. Хотя подожди, у него же нету. Блин, у него же нету. У него же ловушки нету. Он должен сейчас прожимать ее. Чтобы у Санвантера ловушку это сыграл в минус. Блин. Короче, ребят, сейчас Санвантер играет именно эту карту, чтобы ловушка не убила. Сейчас, если Макпай обращает, то Макпай молодец. Блин, он не потратил. Ну все, он не обращает. Проиграет тот, у кого останется обращение медведя пустое. Блин. Ложанется, не ложанется, интересно. Санвантер сейчас не боится. Все, у него нет спелов. У него последний спел — это обращение. Ему надо отдавать махакам и обращать. Если он этого не сделает, то это фейл будет. Потому что у Санвантера больше нет спелов. Все, нет спелов. Он не боится ловушку. Молодец. Он не боится спелов. Все, он не боится. Все, молодец. Боже, все, он выиграл. Он выиграл. Это в теории могло сейчас проиграть ему катку. Он догадался. Отлично. То есть все, у него нет спелов. А у Макпая может быть и обращение, и ловушка, и спел. То есть спелов нет, все. Все. Макпая на 0 играет карта. Макпая 2 карты, по сути, на 0 сыграли. Потому что одна западня игралась в Симлоса, другая обращение игралась в обращение. Вот так вот. Все. Это в теории могло фаталити сделать. Он Ширу на 5 через Краснолюда сделает? Ширу на 5 через Краснолюда? Ну да, только пятерок нет. То есть Ширу убивает только из Ингрима, которого тоже нету. Больше официальных турниров не будет, да. Так.
Кого он будет бить? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, 9. Все эльфы пятерка сам после Зенгрима? Да, но завершать будет Макпай. Поэтому тут Ширу не играет, тут обращение не играет. Но по поинтам выигрывает, очевидно, Санвантер. Да. Смотрим. Ну, Ширу уже просто сыграет, как сыграет. Не, в теории... А, нет, никак, да? Ну, он может переместить карту, Мильву подкорректировать поинты. И пару карт сжечь. Его троек нет, да, он Мильву сыграет. Во врага. То есть все четверки Мильва ударит. Но, к сожалению... Можно двойку убить? Я бы двойку убивал. Да, я бы убивал двойку. Отлично. Ну, чтобы меньше было эльфов под Зенгрима. А вот этот плей не понял. А, ладно, это больше. Это одинаково. И выигрывает Санвантер. Санвантер правильно все сделал. Просто все сделал правильно. Так, Санвантер забрал. 70 на 30 забрал Санвантер. Блин, ловушки подведут Макпая? Серьезно, ребят? Ловушки подведут Макпая? Считайте все баллы. Макпай сошел с ума. Да что не так с Макпаем? Он все делает более правильно. Первый раунд для меня не особо понятен. Нет, смотрите. Макпай не инвестирует в Ангуса, чтобы Ширу не сжег весь стол в третьем. А почему не инвестирует в Ванадайна, для меня загадка. Поэтому... Для Санвантера у меня загадка была в первом раунде, почему он так резко пасанул. Макпай не душил его, в итоге они как-то вышли в третий раунд. То есть много вопросов. Так, выбираем исход. Санвантер выиграл. Завершить прогноз. 2-1. Какие большие баллы крутятся. Какие большие баллы. Ставка сыграла. Победил не заход. Да нет, они оба все нашли. Они же оба все нашли. Все-то все карты были найдены. Ну, он ловушку не нашел, но повлияла ли она хотя бы как-то? Наверное. И сейчас колоды. У Санвантера осталась Арахна, он на синей, ему хорошо будет играть на ней. Я начинаю прогноз. Вот, у Санвантера осталась только Арахна, и Санвантер на синий сразу будет. А у Макпая остались эльфы и... И кто? Дикая охота? Он дикую охоту... А, он дикую охоту закрыл, подожди. Эльфы и жрицы. Да. На красную берет. Блин, там шансы, ребят, очень малы найти. Он нашел книжку и Ангуса, только их. Ему в идеале Ванадайн еще нужен. 2 муллигана, ребят, два их. Ребят, их 2. Их было двое, 2 муллигана. Так, у Санвантера книжка есть. Блин, он книжку сыграет. А, книжка ни на что не повлияет. Книжка для Санвантера ни на что не повлияет. Вражеская. Ой, ему не надо это. Ему это все равно не надо было. Абрыгана либо Ванадайн найти надо. Он не нашел. Ну все. Как будто бы. Все. Офигеть, ставки. Больше 100 поставили. 100к. Пока 62, Санвантер 68 пока что. Еще есть секунд 20. Ловушки верно? А, вернуху он не нашел, подожди. Чуть даже этого не заметил. Да, вернуха там была. Тогда да, можно было. Ну, это было очевидно, плюс очевидно. Ну, проверка на ловушке. Проверка на ловушке. Трути он ставит, чтобы не убила ловушка, которая убивает слабейший отряд. Ловушки есть, поэтому книжку можно играть спокойно. А будут играть книжку? Как-то Санвантера нормально. 93 на 66 по баллам. Это в тысячах. Всего лишь чуть больше 130к поставили, да. Тактический луз от Санвантера. Да нет.
Будет паразит Ванадайна или Ангуса, да. Yes, Ну, we're тут только Magpie, Ангус. right? Ванадайна нет. Squirrel. Не существует. Хорошо, вообще каратить надо их. Но лучше карать Ванадайна. Так. And speaking Они of реиграется squirrels, в Sanventer карту. does have one in the opening hand, Карта, but которая называется will «Защитник». throw away the cargo, if he so wishes again in this game. But here is the high Серьезно? flying Не ее? out Окей. as the arcane toe Для меня странный плей. played, and now bounced over to Окей. Magpie's side of the board. I don't think Magpie will click this arcane tome, as there's nothing really good left in his deck to tutor except those waylays. Окей, он бил трутня на 3. Best of 4 или что? Best of 5. 5. До 3 побед. Definitely good to have that one gone. 60 баллов Твича поставили. Жесть экономики, да-да-да. Ну, те же самые люди, которые поставили большие баллы, могут их проиграть следующей ставкой. Так что... Ну да, экономика очень рушится от этого. Но финальный турнир, почему бы и нет? Бронзовая семерка не засоряет сброс для шабаша. Засоряет, поэтому ее выбирает последний. Просто для меня странно, почему он в этом раунде отдал. Можно было во втором поставить. Или хотя бы в третьем. Засоряет, еще как. Ангус к Брисри. Ну... Как будто только каратка. А что еще может убить? А, вот это может убить. Так. Так это на фулл отдавать. Не хватает же. А, блин. Лидерка, точно. Что я про лидеру, про не лидерку, а про этот, от руки забыл карту. Он же создал ее. Короче, ладно. Правильно. А почему Макпай белка не ест? Ладно, короче, ребят, по-моему, это ГГ уже для Макпая. Готовься, тебе 100 баллов на игру для аукциона заносить. И будут. Видимо. Да, кого-то Санвантер залутал, ребят. А Макпай в тильте. And it is looking a little bit tough as we have a 40-point gap here almost in favor of Sanventer. And this Еще белка добивает груза. does mean that the pass has been taken. And Squirrel also coming out here, just negating the cargo before moving on to the next round here. Wow, so rough for Magpie playing a 0. С работы устал. Может быть. Работа в субботу-воскресенье. 6К на майн. Только на Майнкрафт. And there is still no Vanadane to be seen. And Heatwave, of course, tucked away for Sanventer. That Heatwave, again, I believe, is going to be just coming out on the board so fast, removing Споры не нужны. Vanadane if it would show up, but no Набирается в ран. Yes, Sanventer did play an extra card after Magpie passed, so he is down 2 cards right currently in round 2. Причем сам капитал баллов-то не увеличился, просто мужики обокрали других мужиков. Ну, примерно так оно работает по экономике. Просто идти в долги, и в долгом Макпай забрикает, ну не забрикается, а переспамится. Будто бы. Что можно дать? Защитника? Белка чем искавать может? Ничего не дает. Белка ест что-то. Вопрос что? Покажите, да, спасибо. Покажите, ну покажите. Покажите. And really, this is a dream situation, I think, for a Q. Also, elves, with all those tokens, you might swarm a little bit, but maybe the setup for Sanventer is we might see the Glusty of the century, honestly, with these Kikimora stalkers living and pinging all these tokens down to ones and then consuming it for a huge Glusty. There might be setup for exactly that. Alright, so Magpie really taking his time. Да, это... Подожди, это не белка, что это? Что за ход? А, это Ванадайн. Окей, Ванадайн и белка. Белку надо доставлять. Брать западню и, допустим, очистку. Белку он не поставил? Даже Шинмири в шоке. Что-то с Макпаем, ребят, я не знаю.
lot of value still in the graveyard there for Sanventer. Right. I really wonder why he didn't play that squirrel. He И да какой он... the bottom like a verification or an Oxenford Scholar. Maybe he wants to keep the Purify for the defender, but like. Ладно, это 3-2-2. Could have been useful to just play that Ебало. free card. That's right. The last mulligan's Чего он не поставил белку? Не столько ходов было. Чего он боится? As Sanventer again has found more Kikimora stalkers. Это был визуальный баг там. And Magpie on the other hand, no waylay bricks this time, so that is something. But lots still stuck in deck. There is a Reorden, there is an Isengrim as well. Ну, поздравляем Санвантера, получается. Я не вижу винконов для Макпая. В долгом, с огромным количеством западней, с ловушками, которые ни во что не обращаются, ну, кроме обращения медведя. Сори. 0 ченс, по-моему. 0 ченс. А вот эта ловушка еще, да? Можешь что-нибудь придумать. Лантер пытается прочитывать ловушки, но... Тяжко. Так, не прочитал ловушку. Хотя там... Блин, а что, нельзя посмотреть? Раньше можно было. Я на Санвантера поставил последние 10 баллов. Да, змеиная дается. What do you do as Magpie here? You can try to offensive purify with the sappers and waylay something down, Yaven something down. What do you have to kill? You have to kill the stalkers, right? The stalkers, I feel like, are the #1 in this threat long of a round. priority. Yes, they are really, really terrifying for Magpie to go up against. Если Макпай есть шанс, есть, но он, скорее всего, переспамится просто. Ну, переспамится. Шанс, конечно, есть всегда. Это было очевидно. Ну, либо эльф, либо дед. Бронза. Other than applying value onto Magpie's side of the board and a 9-power unit also. You know what's interesting is Magpie only has 2 units in his graveyard. So Окей, была ловушка обычная. It's also bringing back to I mean, I guess Angus, you can't do anything with. Он понимает, там либо... А, там он понимает, он знает, все. Распределение урона это не может быть, то есть это ловушка, это... Это спел, от спела, которая убивает. Который убивает сильнейший отряд от спела. Спелов много, умирает защитник. 2 шанса на победу в турнире? Не понял. Кто-то выиграет 3 раза. Чуть мужики поставил 2300, вышел в плюс на 6к. Сетка лузеров нет? Нету ее. Это уже все, полный официальный турнир, 8 игроков. Это была ошибка, нет? Какие-то комбинейшн, очень странные комбинейшн. Я не знаю, по-моему, это какой-то кал, а не комбинейшн. По-моему, это был мисплей. Both 3-power units that are on I think the stalker got pinged to 2. I think so. It was guaranteed at that point. Может, когда ему призовется Ванадайн переспамит еще несколько раз. Еще в несколько раз. Комбинейшн, да. Ну, не, понятно, что он снес движок, он там их еще дофига будет. Так что я вообще не особо. Защитник стоит. Ваврана. Телефон ему вообще норм играть? Ну, видимо. Почему он на жрицах играет, на телефоне? Это как вообще? That was cool. And, вот он amazing combination, да. You know, the Purify, we still have, yeah, there's the Purify. It has been played. Magpie playing a little bit. Конечно, экспертно, по-моему, человек с пляжа победит. Человек с пляжа. Санвантер. Так. Есть защитника. Tokens rather than playing out the assets. 7-7. Где защитник?
Один из карт, видимо, защитник. Спасибо, вот он. Не зареспавнился пока что. 3 семерочки. А там будет лютейший переспам. Просто жесть. У белых будет лютый переспам. 2 карты, кстати. Всего лишь. То есть в идеале Санвантру еще карту убить хотя бы. Допустим, кстати, Симлоса. Он убивает Симлоса этой картой и призывает Симлоса и 2 эти двойки. Да. Максимально спокойно. На спокойничах. It's going to spread. It's already started. It's spreading. It sure is. Vernosiel now with all of these elven tokens on the board could have a good chance of sniping. Получил рубашку, я погнал, давай. С таким призовым не мог КПК купить. Ну да, вообще призовые хорошие, добротные. Там 2, а то и 3 пока можно купить. Эти призовые. Ну все, он призывает. Он призывает просто. Вернуха нерабочая, лидерка нерабочая. Он призывает, все. Все, ребят, все. GG. А, подожди, 2 карты, кстати, 2. Короче, надо было не играть вот это Санвантер, ошибку, мне кажется, совершил. Ему надо было сразу убивать Симлоса. Он убивал Симлоса, если ставил Сталкера. Он ставил Сталкера и сразу выигрывал. А так он сейчас еще вернуху в лицо получит. Ну, вернуха сильнее, чем. Ну и все, как бы. Неплохо пострелял, кстати. Очень даже. Очень неплохо. Ну, у Макпая ход на 10 и ход на 0. Лидерка нерабочая. Санвантер просто аккуратно кидает, не добивая карты. И должно хватить, ребят. Надо аккуратно сейчас. 2 в единичку. Ага, 2 в единичку. Так, можно 4, да, подкорректировать. 4. Все. Смотрим. А, там сколько... А, вранов нету. Врана ни одного. Да. Поздравляем Санвантера, он проходит финал. Макпай у нас вылетает. Жестко. Баллы выдаем. Санвантер, за него, кстати, больше топили. 93 тысячи баллов. Выберите исход. Санвантер. Офигеть. Экономика просто поломается к чертям. 3-1. Я думал, Макпай выиграет. Сколько радости на лице. Таких еще предстоит очень многое. Залутал красаву. Баллы сюда. Баллы на базу. Кто победил? Санвантер, да. Sanvanter, on the other hand, will, and I'm sure he's very happy about it because his chances of being crowned Gwent World Masters. Все, человек, который компас на 9 сделал. Лицо этого человека все знают по компасу. Pretty big moment for Sanvanter, I think. I think coming into this day 2, out of the 4 players remaining, he was probably the biggest underdog. Right? We had huge names like Magpie, Miamon, and Piable along with. Да, болтает много. Ну, там готовятся Санвантеру переводчика, несут. Звонят переводчику. Не зря не слышишь скиллиги. Right here. We are very curious what his opponent, or who his opponent rather, will be. It will be either Miamon or Piable. Кто комментаторы, имена, пожалуйста. Шинмири слева и... блин. Селли. To go up against Miamon
or to go up against Payable, depending on the results of the next series. As we saw in the interview, Это актриса, которая играла в Цири, да, именно она. Payable's really cool play. That is something that Sanvanter really Продажная справа за что? could be really fun. Imagine that. No Coltolysis here. Сесилия? Or Coltoli, maybe that's a plural. Right. Okay, so the Чел, который вернул компас. Да, комментатор тот, который вернул компас. Тот самый. А, Сел имя. У него, кстати, неплохой косплей на Цири, так она так по жизни ходит. Блин, я старше ее, ребят, если что. Или ровесники. Знаешь, Мири у тебя в гостях, зачем ты ему стол дал? Стул дал. Надо было... Ага. Ничего не давал никому. 25 вроде. Булька на 30+. Какой позорник, просто ловушки на мастерсе берет, их даже на 30-х рангах не берут. Да не, на синий со свитком вполне. Просто были какие-то странные плей на мулигане, когда он Симлас не нашел. И, кстати, если бы он нашел Симласа в первой катке, когда он играл на ловушках, он бы выиграл. Но шансы там были маленькие. Там было 15, сколько? 12 карт. Да, там было 2 или 3 карты внизу. 2, по-моему, карты было внизу колоды. Нет, 3 карты было внизу колоды. Но шансы все равно малые. Карт 10 и добирают он 3. Шансы малы были на Симласа. После компаса, как его вообще комментировать турик допустили. Она больше не косплеит Цири, видимо. Она реально такая молодая, я что-то подумал, что 30+ реально. 30, ну, меньше 30. И на вид 40 чисто милфа. Опа. What an incredible win. 3-1 for Sanvanter. We have also Vlad standing by, translating. Sanvanter, first of all, the standard question I always ask. How are you feeling after that one? Владислав будет переводить. I'm not hearing Vlad. Or anyone. And I'm hearing okay. from. So you only hear me, right? You don't hear Vlad? I hear. Okay, that's good. Oh, okay, now we hear you. Yes, okay, perfect. Так это Торцов в итоге переводит? We're connecting from 3 different places, so I just wanted to know basically how Sanvanter Торцов is русский feeling знает. right now. Итак, поздравляем тебя с победой. И первый вопрос традиционно. Какие ощущения после нее? Ну, я очень был напряжен, потому что МФП опытный игрок. И вторую игру я проиграл из-за того, что не отмулиганил нужные карты. Можно сказать, проиграл сам себя. Okay. Yeah, I was very tense because Magpie is a strong player. And the second game that I lost, you could say that I lost this game to myself because I didn't mulligan the cards that I was supposed to. Okay, yeah, that makes sense. And it's interesting what you said because kind of like Shinmiri mentioned, you are kind of an underdog, although I feel like whoever ever makes it to World Masters cannot be called an underdog, but in some sense, Magpie is the favorite in terms of like votes and stuff like that. So how does it feel to go against such a, Gwent Master veteran? Итак, в этом турнире нельзя сказать, что ты был фаворитом, скорее наоборот, за счет того, что ты не настолько известен, как некоторые твои оппоненты, такие как Magpie. И поэтому вопрос к тебе, кого в принципе настраивается на игру, как ты чувствуешь себя, когда тебе предстоит матч с более именитым оппонентом. Ну, я даже против Китбургера был напряжен. Потому что все зависит от лайнапа. Максимально адекватный чел. Наверное, надо быть просто уверенным в себе, и все. So the confidence is the most important thing, and it's all comes down to the lineups, to the deck lists, and you just have to trust in yourself. Yeah, it looks like you fully trusted in yourself and the lineup that you brought. Last question. Neon or Payable, as you know the deck list for quite some time, which player would you want to go against in the final, because you are in the Она final? по-русски? И последний вопрос по поводу того игрока, с которым ты предпочел бы встретиться в финале, кто это будет, Payable или Майм? Исходя в том числе из их колод. Я бы хотел сыграть с Payable, потому что он очень опытный игрок, больше играет, чем Мемон.
турнирах и уметь пикать колоды. Да и просто сильнее. Окей. И как назло получит Мемона. Because he's the well-known player, maybe more well-known than Memon, and it would be more interesting to play against the stronger opponent. Okay. I like that confidence. I like that energy. Good stuff. Congratulations. Don't forget to feed the fish, and we'll catch you in the big final today. Thank you. Спасибо и до скорой встречи в финале. And before we go, let's jump over to Spessy for analysis. О, легендарный этот. Вот, лайнап, то есть это условно список колод, которые ты хочешь взять, то есть порядок их определенный. Допустим, пару колод должны быть на синей монете, пару колод должны быть на красной монете. Лайнап, то есть то, как ты видишь, во-первых, мету, на чем будут играть оппоненты, как от них отыгрывать. Короче, вот список колод, по сути, список колод под турнир. Вот, наверное, вот самое адекватное объяснение. Лайнап. Не знаю, как адекватнее объяснить это. Польский не сильно отличается от русского, ну, есть многие фразы, конечно. Ну, в плане приветствия. Вот накачка получить, понял. Видео будет позже, после 20-х. Поляки запрещают русским играть в Gwent, в то же время язык интервью. Ну да, тут можно много за лицемерие, за противоречие, конечно, предъявить. Пипец как можно. Много. Ну... Это тяжелая тема. Пока все прогнозы правильные, лол, неплохо. Я вот не угадал с полуфиналами. Саматор с Украины же в чем недоумение? Ну, то, что он на русском говорит все равно. Что не нашел карты. Нет, докопаться легко это можно. Почему он опять бухой? Да, он как будто он вообще пипец. Лол, русский язык и человек из России разные вещи. Ну да, но все равно, ну, блин, ну все равно противоречия есть какие-то, ну, очевидно. Типа, игрокам из России нельзя, но русскоговорящим можно. Даже если человек, ну, только на русском говорит. Ну, это, короче, странно. Все равно это можно... Это очень можно. Я из Казахстана говорю на русском, ну... Да, это типа, ну, паспорт, от паспорта, то есть, зависит. Это очень странно. Типа, голова у всех может быть, как бы сказать вам, мысли одинаковые, язык одинаковый, там позиция даже политическая одинаковая, но местоположение, просто местоположение. Ну, то есть, такая тема. Ну, да, двойные стандарты, то есть, можно прям очень много предъявить, докопаться, если захотеть, можно. Говорить на немецком все равно, что жить в Третьем Рейхе. Ой, нет, это уже что-то, это какие-то крайности уже. Камон. После политических проблем украинцам запрещено говорить на русском. Рофл. В регионе можно получить ивентовскую рубашку? Конечно, да. Американские говорят на английском, а канадцы на французском. Что вы мерите? Ну, чтобы что украинцы знают русский, ну, это база, это типа исторически, что ли, сложилось. Если ты родился в России, то тебя ждет бан по жизни. Пужа, победивший... Ладно. Вообще все из-за Сталина. Начал что-то на политическом, да. Не, просто еще раз сказал, что если докопаться, противоречия можно найти очевидно. То есть... Типа, ты не можешь участвовать, потому что ты живешь здесь. То есть, позиция не интересует, язык тоже не интересен. Говори на русском, типа, русский можно. А вот если ты из России, нельзя. Ну, то есть,
То есть такая тема. That Magpie just didn't have much left. You can see the Riptide was stuck in the deck for Magpie. That was the only gold left. This is in round 2, and this was like the really interesting moment here where the очень тем популярнее русский. plays a crew, which is less than ideal, and Savantar has Glusty Wop available from the Aniromancy here, but it wasn't quite enough if my maths is correct. It was 2 or 3 points short. То есть докопаться, повторюсь, можно до чего угодно. And then maybe just taking it with a heat wave, decides to Да, то есть признак национальный, по сути. То есть не... То есть язык пофиг, местоположение. Вот это вообще был момент жесть. Вот если бы Санвантер просчитал здесь все. В финале ты будешь в белой рубашке, в белых тапочках. Possible if you are playing elves. Shiru is just such a huge threat in this game, even though it didn't prove to be massive impact in the end. The threat of Shiru just meant that. Вообще ты можешь быть казахом, но если из России, то бан. Кстати, тоже верно. Типа ты казах, но ты в России. Капец, все. Не можешь, нет, нельзя. Это тоже, по сути, был достаточно жесткий мисплей. Нафига было ставить карты в дальний ряд, если у тебя ловушка стояла раскрывающаяся. Ну да, не национальный, а скорее территориальный признак. Все равно таким лицом слышал язык Санвантера будет. Но костюм Бурзы мне одному Орна. Есть такое. Да, по гражданской территории. Да, Макпа очень плохо. Ну, у него ловушки он не смог закрыть. Сколько он раз не смог закрыть? Их 3 раза ловушки не смог закрыть. Ловушки его подвели. Что у нас сейчас? Миамон против Пайбола. And then Magpie was pretty much just forced to pass at this point, which left us into a long round 3, where, as we are going to be seeing in just a moment, Magpie's mulligans were just an absolute minefield and a complete and utter disaster. Waylays for days. Будут еще какие-то приколюхи нам показывать, видимо. A pretty comfortable win in the end for Savantar with this Shiru, and да, сегодня будет финал, конечно. Полуфинал, полуфинал и финал. Смотрели мы где-то треть, получается, сегодня. Уже костюм золотого наги. And then try a bleed. And then finally, in the last game which we just watched, it was just all about the most powerful stratagem in Gwent. It always has been since it got reworked. That is the Urn of Shadows, particularly when you combine Urn of Shadows with this Arrakis Queen. The IDR getting consumed, again, we saw it a little bit earlier on, even though it didn't quite go Savantar's way. Suddenly Savantar's just got all this carryover. They had the Сейчас Лёлики более комментировали это. А теперь то же самое с солевой комедией, то же самое. Ну, нет, он хайлайты типа смотрит, какие-то моменты такие забавные. Ты на Миамона ставил? Ну, у меня вообще финал самый забавный. Миамона Макпай. Но как минимум в одном полуфиналисте я пока что не угадал. Я так быстро накидал. Но полуфиналистов всех угадал. А вот финалистов уже нет. Ватра недооценивает Миамона. Я бы наоборот этого непредсказуемого азиата побаивался. Ну, он не то чтобы его побаивается, он бы хотел сыграть с Пайболом. Типа больше регалий, более такой стабильный игрок. Адекватный, что ли, хрен знает. Миамон нестабильный игрок, то есть там все что угодно может быть. Вот. Я лишь что он комментит по новой, когда те двое комментили, этот бухал. Ой, как же спасибо, они любят.
Thank you, Так. Desmond, so much for that analysis. Really beautiful showcasing of the impactful moments in that series. It was lovely to see. And to answer your question, that is difficult being put on the spot. Do you have an answer that comes to you right away, Shinmuri? I would say the first one that Так, comes Leonhard to me будет? would be Philavandrel. I think he's a really interesting card that can play in a lot of different archetypes, and he did receive a buff in the first balance council. Хочу, чтобы Миамон залутал, доказал, что его дек имба. После этого, если Миамон выиграет, то его дек действительно будет много бладаря, и мы их будем побеждать. Потому что на дек Миамона, как мы сами знаем, играть только умеет Миамон. Никто другой не умеет играть. Болеем за пейбол и славянский гранд-финал? Смотрим в итоге. Смотрим. Это будет какой-то непредсказуемый бой. 3-2 и двинчи под конец, кто выиграет ХЗ. Надо смотреть. Как получить награду? Подробное описание, как это делается, есть в Discord сервере, но если вкратце, зайти на Twitch, можно смотреть меня, верифицировать свой аккаунт и отслеживать Twitch дропсы на Твиче. Санвантер победит турнир, а турнир не победит его. Бэксбат скорость смотрит так, как... Ай-яй-яй. Вообще, понятие санкций намного обширнее, чем многие думают ECDPR. Это независимая организация. Там есть совет директоров, инвесторы, контракты, тысяча других нюансов. Их, очевидно, это минус идет. Но им это могли обязать по законодательству или требованиям инвесторов. Ну да, скорее в первую очередь требования. Законодательство а какое? О, этого челика знаю. Он мне писал 2 недели назад. С половиной. Он, короче, спрашивал, буду ли я записывать какие-то поздравительные открытки касаемо Гвинта, Гвинфинити. Я сказал, что возможно, времени нет, в итоге не записал. На английском языке. Вот. Он мне прям очень много писал. Он мне на протяжении недели 2-3 раза написал, ребят. Прикиньте. Красолют. Он гайды какие-то делал. Ну, он очень старый игрок. Спасибо большое за фоллоу. Вот он, герой! Агенты думают, что на Западе есть русоагенты. Может быть. Но я просто про это вообще ничего не слышал, например. I know it's quite emotional being here with all the people in the studio. Absolutely, yeah. Когда начал делать гайды, Голубороды еще не было. There's a couple. Слишком не накачан для косолюда. Мог влиться в турик даже, несмотря на то, что из России, если бы знал английский. Нет, там, короче, на этот турнир меня, очевидно, не приглашали. Но предлагали записать какой-то ролик. Какой-то ролик, где я там, типа, благодарю Гвинт, комьюнити, говорю на английском. Да, английский. Вот, но я не нашел время, ребят. Я был весь в делах, в гайдах, в контенте, в моменте. Это ведь надо сесть, придумать текст, перевести его, зачитать его с роликом. Вот, поэтому я думаю, эти ролики будут сегодня покажут нам какие-то ролики, но меня там нет. Ну что, а что я опять exactly буду говорить? Ну, можно было поугарать. Exactly, Gwent community, exactly. А что покажут? Ну, видимо, ролики будут разные игроки рассказывать, как они играли в Гвинт, Гвинт, держись, Гвинт, мы с тобой. Какие-нибудь контент-мейкеры, может, это сделали. На английском языке будут обращаться к аудитории, что-то говорить. Вроде как сегодня это должно быть. Я думаю, между полуфиналами и финалами это сделают. Просто сейчас увидел этого челика, я вспомнил. Вот он мне писал, и... Прям обошелся в 442 миллиона в DLC. Настолько не смог, чтобы сильно выйти в плюс. Нас закрыли и бросили, ребят. Спасибо за все, Буш. Раз прикольный. For CDPR making this game and just bringing so many memories and awesome moments to
this community. Thank you so much. I hope our sound guy doesn't kill me for moving around and, you know, hugging Sorry, you. But we apologize. we'll make it up to you later. But for now, let's take a look at our next upcoming players. As you said, Fireball is one of them, so let's take it away with the player interviews. Смотрим. Любимая фракция Нильфгард, любимая карта Чайка. こんにちは、メアモンです。私はベータの初日からグエントをプレイしています。私の好きなグエントの瞬間 Прощается, как будто игре 10 лет, и она уже изжила себя кринж какой-то. Истомима, любимая фракция Нильфгард. У них у всех любимая фракция Нильфгард. Вот киберспортсмены, да? Любимая фракция Нильфгард. Давайте не будем нерфить Нильфгард. Мы все слышали и смотрели. Ставочки будут, да, но когда колоду покажут. Ну, чтобы вспомнили, кто-то увидел. Я это мы уже поняли по второму совету баланса, да. То есть абсолютно у всех киберкотлет, у них любимая фракция Нильфгард. О нет, Нильфгард слабый винрейт. Это вот еще когда первый совет баланса был. Вы чё? А чё с Нильфгардом не то? Вообще не ощущаю Нильфгард. В смысле его надо нерфить? Не, 10 лет играл и дальше будет играть. Вы чё, ребят, какой нерв? Вы чё, мы киберспортсмены, как мы играть будем? Миамон Хика. Ну что ж, смотрим. Если нам покажут колоды. Вот Лаки Дозан тоже киберкотлета. Получается. Он Дозан в каких-то туриках участвовал. Вот, так что... Смотрим, ждем. Ну, не знаю. Вот это я пропустил вчера, когда Китриной проиграл, как так? Ну, у него был лайнап очень такой странный. Выбор колод. Ну, кстати, лайнап это выбор колод. Кстати, неплохой перевод, по сути. Объяснение. Вот, и он как-то играл так на «отвяжись». Как-то вообще... Книльфовский Дозен. Но он вроде перестал голосовать, пока что я от него ничего не видел. Я с ним списался, предложил ему Лидию бафать. Он не ответил. Я предложил ему бафать Лидию. Он пока не ответил. Прежде компас бы не занерфили, на турике были бы одни накеры. Да. Это в теории могло быть. Это было бы отвратительно. А прикинь, что-нибудь реально вылезло мерзкое. Что-то прям вообще жесть какая-то. Ну, как компас. Прям какая-то гниль такая. Блин, боже, мы смогли сделать так, что нету на туриках секты. Просто вспомните, как это было. Секта против секты 2-2 идут. Ой, блин, только бы ничья. Как будто в топ-15 входил на первом совете. Во втором совете он обосрался. Ну да. Ну, очевидно, там шансов у него вообще не было никаких. Его и зарубежка поносила, и мы как бы понимали, что это вообще жесть какая-то. То есть ему все говорили, все предъявляли ему. Что тут? И, по сути, он в первом совете только влияние какое-то оказал. Да, топ-15 по-любому у него. Топ-15, топ... Да, топ-15 у него карты были, я думаю. Всякие изменили, я не в курсе. Во-первых, сценарий по провизии подняли, Диакона по силе опустили, Афана сломали. В принципе, сломала его City против Тред, ну, чтобы он не играл так же. Ура, это мой бойфренд. А Госария сидит, вообще пофиг. Так, на Пайбол ставят больше. 62/38. Скучаю по секте, на самых интересных колд ever. Энергичный, да. True, we have met him here in Warsaw, and it looks like the community wants to see Paya as the final master. Ну, Пайбол самый адекватный какой-то лайнап. Самый такой стабильный, спокойный, вот то, что можно действительно брать и выигрывать. И около ладерные, около турнирные, туда и сюда могут пойти спокойно. Мемоны, конечно, такие.
Оба, да, Dead Cells. Really, это факт, это да. Будет exactly. Exactly, скажи. Долго молчится, он должен сказать. Моя игра, Теперь что-нибудь жена. Как-то выигрывал на громошке против Ленхарда, нормально. Но Ленхард не прямо чтобы топовый сильный игрок. Так, ну что ж, легендарный Тусент Миамона, Накер Тусент, где он может переиграть Накера 2 раза, Листа Асира может перетасовать, короче, обратно запихать, как Сангриаль, как Лжецири, так и Накера, то есть очень такая дека. Матахури 100% добирает Накера, как и, в принципе, в Рубайлах. Накер Рубайла, которые очень хороши у Миамона. Вот. Ну, я не знаю, что даже сказать о Накер Рубайлах. Первый раунд. В первом раунде надо минимум ресурсов отдать, успеть поставить коляску и в теории 2-0. Пусть докажет свою любовь. Он еле терпит, чтобы не сказать. Ему настолько хикан, что даже не сделал фото, а просто скрин с вебки поставил рандомный. Приз какой? У деньги, очень много денег. Там показывают иногда. Когда тебя ждать на турнирах, на официальных уже никогда. К сожалению, паспортом не вышел. 2 деки на Накере сильно. С нами Миамона мог все деки на Накере притащить. Мне нравится колода и Мия, они хотя бы необычные. Ну да. А многим не нравится, наоборот, из-за этого. Любимая карта Чайка, ни одной колоды с чайками. Ну вот Скеллиги, а Скеллиги там не совсем подходит эта карта. Хотя можно, наверное, было бы ее сюда добавить. Да, можно было. Reverse! Будешь делать свой турик? Возможно, когда-нибудь. Один раз проведу еще. Может быть, не знаю. Просто прошлый турнир не очень мне понравился. Кстати, Миамон он мою фотку использовал. Похож. Учи английский за 3 года, и Ведьмак 4 выйдет, я позовут комментить. Так надо переехать еще. Вот к Селии перееду. Так, а Херонтия... Блин, бриков дофига в этой Херонтии. Если он все находит, то... Ядики. Вот больше всего, на самом деле, интересно вот эта колода. Прям вот ритуал. Его, по-моему, в прошлый раз забанили, эту колоду. И он ее не показал нам? Или показывал? Не, по-моему, не показывал. Она крутится очень знатно. Ко мне? Все такая, ты что у меня 2 ночи делаешь? Вызываю полицию? В смысле, в Гвинт играю. Скеллиги очень крутая, мне нравится, да, прикольная Скеллиги. Правда, я на ней попробовал 2 раза поиграть, 2 раза проиграл. Поэтому вообще не выкупаю. Прическа похожа. Мадам, кстати, очень жесткая, очень мидренжовая. Мне кажется, ей скоро займутся. 14 провизий, может быть. Уже сыграли. Включая по Бисте. Ну, она сейчас с мистером Бистом. Пидипаем. Записывают ролики. Пусть отдыхают. Пусть отдыхают. А то сбросит она. Рай успел на Миамона. Свадьба в Казахстане. Необычный лайнап. Что может банить Миамону? Что нужно банить Миамону? Тусент нестабильный. Поэтому Тусент как будто бы можно там как-то вот... Короче, я думаю, что нет. Накеров, наверное, оставит он. Накеров, я думаю, он оставит. Хотя рубаки могут. Рубаки могут. Окей, рубаки либо пираты. Ну, не пираты, а Скеллиги. Либо Скеллиги, либо север. Север Скеллиги. Скеллиги надо банить. Просто у Пайбола лайнап очень такой адекватный. То есть у него завещание, белки на перемещениях. То еще. А нет, у него точный удар. У него точный удар. Точный удар на заспаме.
с дубом. Миамон челку банить? Нормальная челка. Довести патчем на мотив головы. Награды уже в игре есть? У меня да. Я уже рубашку посмотрел в игре. Если мистер Бист выкупит Гвинт и устроит турнир, название владельца Гвинта, и ты бы в каком раунде выпал? В начале, мне кажется. Но я бы до Талова боролся бы. Короче, Север или Скеллиги? Чуйка такая. Тусент точно нет. Он нестабильный. Тусент нет. А то Тусент раскатывает тоже завещание в нулину. Мне бы вспомнить, что еще у Пейбола есть. Завещание, Белки на точном ударе. Херонтия? Полы мыть челкой. Челку? Да у меня она такая. У меня уже давно волосы назад, поэтому. Так, да, Ренфри. А, у него палка. Его палка и... Ренфри солдаты. Точно завещание остается. Завещание 100% остается. У меня моно очень много контроля над завещанием. Очень много. Почти все колоды проходят завещание. С краю точный удар. С Золтаном, за спамом, с дубом. Прям Вилли, да, мы его, кстати, еще не видели ни разу. Мы, по-моему, банили солдат. Потом я думаю, либо... Ну, солдат, наверное. Бан солдат. Хотя мы знаем Миамона, он может все что угодно забанить. Как будто бан солдат. Выглядит так. Поебал фотка как на паспорт. Поставить Сакай на Миамона. Да, эту карту, кстати, в теории тоже могут нерфануть. Либо 6 провизий, либо 2 силы. Я бы за 2 силы. 6 провизий дорого. И пес дорого. А, вот они говорят, что он уже ратует за то, чтобы делать 6 провизий этому погонщику. Это они все еще первую колоду обсуждают. Миамон Мусаши, да. Бан белок? Ну, кстати, в теории можно, но белки не те. Белки не самые сильные. Я в белках не так сильно уверен. Хрен его знает. Не уверен. 6 это много для такой карты. Как будто просто 2 силы сделать, чтобы она играла наравне с Музикой или чуть слабее. Не знаю. Рабаним нильфов. Вот, короче, либо... Ну да, тут белки могут быть. Палка нет. Палка 100% нет. Завещания 100% нет. Хотя вот палка может быть. Завещания точно нет. Почему пытаюсь логику Миамона понять? Это невозможно. Ну, по логике, окей, логика есть такая штука. Либо нильфы, либо белки. Потому что вот такой контроль точечный. Это хрен знает. Может, реально белки. Они более контрольные. Это традиция одни и те же карты нильфов менять, да, видимо? Короче, не знаю, мне кажется, логики уже не надо тут думать. Мне завещание по Эболу вообще не нравится. Сборка этого завещания почти как это, какая-то миамоновская. Может, он ее испугает сейчас? Не забанит ее. Подумает, нифига себе, в моем стиле. И не забанит. Все равно им опять 5 профки сделают. Я в их карусели не лезу больше, это кринги. Что не так с завещаниями? Ну, во-первых, Эскель... я это вот просто раз тоже много времени посвятил этому. Эскель убивает категорию, которая нет на столе. Здесь есть реликт, здесь есть ведьмак, вампир, инсектоид, зверь, эльф есть, дикая охота, дикая охота. Кто еще есть? Трупоед есть. То есть пипец категорий. 7 штук насчитал. 7 категорий, и ведьмак уже не удаляет большинство. Типа, зачем он нужен? Лучше уже было там тягуна поставить. Или... Ну, ритуал нет, но... Хоть что-то другое. Типа, зачем? Да, если глаза мозолит.
Прям, да, непонятно, на мой взгляд. Да, стрёмная категория. Тут же контроль на 16-13 или Царинова. Смотря в какой колоде. Вот палка у него прям самая такая, прям адекват-адекватыш. Баланс по ядам и по наградам. Это клеветы нет, подожди. 2 истерии, но нет и клеветы. Ладно. Лучше бы Геральта какого-нибудь взял, ну типа. Хотя от них отыграть тоже можно легко. Посмотрим, мы просто еще не видели. Сегодня тоже вот попал на момент, когда Эскель на шреках не убивал никого в набегах. В набегах не убивал никого? А как так? У тебя человек был в колоде? Ну, главное вообще в Эскеле, чтобы не было людей. Чтобы человека не было, это самое главное. Просто здесь еще эльф есть. Вот самая странная категория — это эльф, очистка. И самая популярная категория — это человек. Во втором месте, наверное, зверь. Хотя нет, наверное... Кто во втором месте? Так, давайте я ставочки сделаю. Так, Пая Бол. Миамон, он же выше. Пая Бол. Так, 2 минуты. Я не знаю, правильно я написал? Пая Бол. Ну, как я уже говорил. Ну, рубайлы были очевидны, палка не совсем очевидна, окей. Рубайло более-менее чем очевидно, палка, но... Пайбол на палке хорошо играет. Как бы это ни звучало. Бана, погоди, все, нормально. Я как раз тайминг ловил. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Герой. Ну что, прогноз, мы даже банов не видели, все уже увидели. Уже увидели, 2 минуты еще есть. 1,5. И вот уже начинается игра, то есть надо быстрее. Ставку на матч, вернее, на одну игру, Блин, может как-то понятнее это объяснить. Все поставил на Миамона. Пока на равных. Миамон Пайбол пока на равных более-менее. Накер воин, агроин воин, поэтому в набегах никто не помирает. Не так это работает, в смысле? Там же первая категория. Воин — это вообще не то. Главный человек. Какие колоды берут они? Понять по монетам что? По монеткам бы понять. Окей, blue coin. Сейчас посмотрим. Никто не взял агроидов. Видимо, нестабильно. Все взяли арахну, которая еще более нестабильная. Так, на Пайбола больше поставили пока. Смотрим. Пайбол берет белочек на красную, Маймон берет... Так, мне опять надо переместись. Брик убирается. О, на месте Миамона я бы не рисковал. Силен. Бриков дофига. Белка уходит и попадается Брик. Для этого раунда Брик нормально в руке. Сейчас сразу с портала. Самоуничтожение Миамона. Взял ипотеку на квартиру и поставил квартиру на Миамона, если повезет в ближайшей стране. Жесть. Что за 300 минималка? Где Цири? Сколько они еще будут? Все, нормально. Так, и проклятие любят абуз и контроль, поэтому как бы таких колод, как чудовищ, как агроидов. Почти нет. Ты же говорил, что у тебя не будет дропсов. Когда это говорил? Вчерашнего дня я сказал, что дропсы будут. Вчерашнего я об этом не узнал.
Почему, что объяснил, как работает эскель, а то я его только скрафтил и ни хрена не понимал. Понял. А чтобы не было людей в твоем случае. Первая категория. Ну, не самый удачный заход, очевидно, но как будто бы может быть только хуже. Мы не знаем, оставит ли он. Так. Движочек. Хайлайты надо из турика сделать. Их искать надо. На самом деле. Уже понял, что я не зря на Payable писал все ради белочек, ну. Сейчас глянем. Ну, очевидно, что верхняя карта самая лучшая. Левая, вернее, верхняя. Вопрос теперь к Миамону, стоит ли убивать двойку? Наверное, стоит. Он убивает двойку, я думаю. Не в один, а в два ряда будет, я думаю. А, в один ряд, смотрите, в один. Окей. Набирает картрольди, очень хорош он в этом плане. Грибы, наверное, уходят. Споры ушли. Не самая лучшая карта призвалась, конечно, но чем богатым. Не могу поставить почему-то, а уже все. 2 минуты на это было. 2 минуты, чтобы не успели понять, что там по рукам. Смотрел сериал по Ведьмаку, если да, то как он тебе? В целом, конечно же, плохо. Смотрел 2 сезона, 3-й не выдержал уже. Хайлайт это порабощение в Цири, да. Во время ставки? Не знаю. Не знаю, может баллов не хватает? Я не знаю. Говно сериал. Моя лучше играть, чем ты, Дэнни? Ну, я думаю, да. А он сильный. Почему никто на турике огров не пикает? Только что это обсуждали. Киберспортсмены любят абуз. Любят более стабильные колоды. Хотя агрои на красный вполне могли в этом турике хорошо себя показывать. Но в итоге пару диких охот и все на инсектоидах. Ну, завещание еще есть пару штук, окей. Стабильные такие Миамон. Миамон против чудовищ не взял, да? Походу финал раньше времени показывают. Миамон может долго играть, так как мороз есть. В идеале грибочки еще дать и, наверное, сваливать, пока при памяти. Либо пас от Пайбола. Просто смотришь, тебя и дропсы лутаешь, да, но главное верифицироваться, галочку нажать, там, подвязать аккаунт, то есть, чтобы они начислялись. Вот. Меньшее зло, прикольная серия и предел возможного. Я вот по названиям не очень помню. Прикольная первая серия первого сезона и первая серия второго сезона. Вот мне они больше всего понравились. А так в целом, конечно, плохо. Вчера, конечно, подкачали, да, очень страшные. Смотрим. Лютик, да, Лютик, конечно. Причем актер классный, и актер звучания очень хороший. Он скрывает и мрачный брат Дэнни. Опускается с челан только на турике. Может, это ведьмы были, а не чародейки? Может быть. Ведьмы, настоящие. Секунду на потом, это может же не реализоваться? Ты про кого именно? Так, на равных Миамон пацанул. Нежданный пас был. И да, возможно, в этой серии, где Ведьмак охотится на дракона с Йеннифер, Эйком и отрядом Рубайлы. И отрядом Ярпина Зиглина. Помню. Нет, такая показалась цена. Там Эйк траванулся чем-то. Пас странный. Он все находит. Даже слишком хорошо находит.
Вообще, метод чудиков на этом турнике шикарно. Есть и охота, и инсектоиды, и жор. Раньше максимум 2 было. Домик ставится. Дракопах, окей. Про Миамона. Вот сейчас вся голда есть, и теперь ему придется очень много отдавать. Это Миамон успел сыграть кальвейта, да вот. Внеплановый скрытый кальвейт. Грибы добирают. Домик. Ну, карриовер в виде домика. Псевдо, но окей. 7-7 по картам. В теории темпо пас, но вряд ли. Очень вряд ли. Файбол не будет выпускать Миамона, я думаю. То есть Файбол может бронзу давать, а вот Миамона с этим трудности. Грибочки, потом берсерка. Домик ставит. Окей. Но если краснуть попадет, то Файболу не очень. Так, играет домик. Самый лучший краснолюд, который крайне правый. Он бафнется на 3. Я бы Вильд Карла играл, без шуток. Я бы играл Вильд Карла, по грибу Покарана, может кратко прилететь. Вильд Карла, тик лидера и тик с идола. В теории Пайбол может так и за 2-0. Грибочки в дракопаху бесполезные же? Почему? Почему бесполезные? Наоборот. Ну, типа, ты бафаешь на 9, снимаешь броню на 3, грибы играют на 12 очков в дракопаху. А, кратко да, поэтому не надо рисковать. Поэтому не надо рисковать и перебафывать. Аккуратно, грибы держим. Да, жара. И тоже такие себе, даже хорошо, что игры нарушили каноны и воскресили Геральта и Йен. Ой, я думаю, тут многие не согласятся, хотя... Я благодаря играм узнал о вселенной. А как считаешь, какие карты чудикам будете бафать? Скалопендра за 9 было бы мега хорошо. Это разбиралось, но вряд ли. Чудовище вообще минимум бафать. Чудовище сейчас, наверное, один из самых лучших винрейтов имеет. Так что надо думать. Надо думать. Кратко в домик, все отлично, можно грибы вкидывать. Но на месте Миамона я пока бы бронзой ходил. А, подожди, да, бронзы хватает. Бронзы хватает. Контроля нет. 5, да, до 3 побед. Кратко нет. Кратко очень важна была здесь. Кратко для Миамона была бы очень хороша. All of the points on Piebald's side, there are many, many points here. He does have the armor ticking away, slowly growing. He could well punish a slow push here. Прямо сейчас будет бить. Он может. Жара оправдана была. Ну, Пайбол хочет все-таки уходить в третий раунд, поэтому да. Из преимущества у Пайбола больше. Есть брик. Может быть брик. Два бричка есть в колоде. То есть, по сути, Пайбол пушит. Ну, бронза очевидная. Очевидная бронза. Очевидная бронза. Бронза. Хорошо. Можно дракопаху тыкнуть. Не тыкает. Я думаю, точный удар можно отдать. Потому что ты в мидрейдж СК давал димку, выдал? Я такого не... ну когда не было целей, возможно. Which from playable perspective could also be, Miamon either has a horrible hand
Он может отдать план. Мне кажется, не перемешивал, и он найдет Симлоса. Симлос будет в 2 броника. Более он отдавал, точно удар, поэтому. Ну, Миамон находит каратку и Ольгарта, и, допустим, обряд. Все. Отлично. Сколько минут, часов дается дропс? За 4 часа титул, за 8 часов рубашка. Не рандомно. Банка неплохо. Симлос отлично. И Ольгард есть. Ну, по сути, надо только обряд. Только обряд или каратка. Обряд есть. Будет ли он рисковать с караткой? Карты идеальные. У Пайбола он смотрит, могут ли брики прийти. Так, вижу ставку. Время пришло. Игра I wanna be the Bosch. Я возлагаю на тебя большие надежды. Блин, 2 раза подряд. Блин, сейчас поставим, спасибо. Жесть. Хорошо. 2 ставочки. Так, в итоге он не мулиганил, да? Окей. Ха. Куда же? 3 ставки, ё-моё. Ужасный человек. Одобряю. И еще, офигеть, ё-моё. И еще, да куда? Почему не ударил кого? И пец там ставок. Докидываю. Спасибо, ладно. Грабозятина. Смерть Дэнни. Как же меня он везет? Да, неплохо нашел. А, он смульганил в итоге? Я даже не заметил, он смульганил. Мне тут ставки просто дают. Он смульганил и нашел каратку? Сильно. Это он азиат. Блин, игра получается, сейчас посмотрим. Но там же немножко цены изменились. Там сколько за 5000 баллов, там 300 уже, по-моему. Спасибо, чат, спасибо, братья, будем следить и болеть за Дэнни, то он стал больше. 8 ставок разом, да. Это жесть, а что такое? Блин, ребят, я Dark Souls проходил, вы чё? Ганг 4, по идее, должна выйти? Должна. Просто нечем играть по Эболу. Ну, нет, есть Симлос. И он его отдает сейчас. Он отдает. Ну, а кого он еще отдает? Что? Ой, блин. То, чем дальше попадает, и он убивает на 3 роляет, ребят. Там есть одна карта, которая может убить Вильдкарла. Одна карта может убить Вильдкарла. Он убивает его? Он не убивает его. Что такое ставка 500 за баллы? Это заказать игру на прохождение на стриме. И мы их разыграем в формате аукциона. Вот. С волейблот или подождать? А, 30 рублей закинуть на какую-то игру. И мы в формате аукциона ее разыграем. Странно, что не Дракопаха. Окей, он сбивает Симлоса, чтобы... Да, он все правильно делает. Именно центральную карту, центровую. Я бы прожал, не сюда. Слушай, у тебя была легкой прогулкой? Ну, посмотрим. Можно Dark перец не надо, в смысле? Нет. Как будто бы он забирает здесь.
Если... Блин, а прикинь... Блин, у Миямона все хорошо, все под контролем. То есть, по Эболу... Аноним, спасибо. Это невозможно. Хайлайтики. Хорошо сидим. Но без хайлайтов. Спасибо тебе большое. С хайлайтами будем сидеть еще лучше. Факт. Спасибо. А смотрите, прикол в чем? Пайбол должен как можно скорее поставить Дениса. Потому что если он не поставит его, то вся броня сольется. Но Денис бафает бронзу, которую легко можно закаратить. Тяжко. Окей, он ровно убивает. Окей. Оу, офигенная отыгровка на самом деле. Очень хорошая. Сбивается броня. Красавцев нема. Не, по-моему, тут Миямон забирает, ребят. Ошибка, не удалось получить дроп, вот что пишет. Уже говорили про это сегодня. Попробуй другие браузеры, обнови, перезайди, аккаунт смени. Страдания? Что, настолько жесткая игра? Да ладно вам. Почему не активировал Вильдкарл? Я не знаю, от чего-то отыгрывал. Честно, не знаю, от чего. От дуба, видимо. Хотел его отхилить как-то, я не знаю. Стал активировать и... Вот это ошибка. Пош и ДС по-разному сложно, нет смысла их сравнивать. Вот сейчас заплачет по звукам. А почему он... Окей, типа не перебафывать. Кратко в белку, у нее брони много. Кого лучше бить? Дракопаху? Окей. Дракопаху лучше бить. Ну все, ребят, вроде как. Вроде как все. Дракопаху он бьет ровно на 6. Или 7 бьет, я не помню, в какую сторону округляется. На 6, да. Ну, все. Тут уже никак не догнать. Просто 0 ченс. Ну, ни одна карта это не догоняет, очевидно. Разве что ход на 6. Миямон забрал первую катку. Пусть баллы сюда, Миямон, ура! Так, 52 на 48 было за Миямона по количеству баллов. Выбрать исход. Миямон. Миямон, Миямон. Это сюда перенесу. Оба. Уже наши за китайцев, конечно. Уж миллиард баллов. Ран против Миямона будет эпическая битва. Но пока только 1-0, ребят. Вы куда торопитесь? Последняя игра на турике? Нет. Это только полуфинал. Если не китайцы, то японец. Так, балл надо записать. Чтобы не забыть. Вона. Айвона. Вона, Айвона. Так, Айвона. Персонализейшие из будущего. 194 смотрят, а 53 лайка. Вы что? Да, Рика, неправильно, неправильно. Как так? Так, давайте я посчитаю баллы. Чтобы правильно записать все. Так, а раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Блин, еще ставку надо поставить.
Well, let's see. Maybe we'll get to see it later. We still get to see Nilfgaard. 1 минуту, ребят, ставлю ставочку. Если им проголосовать. О, это будет жесткая дуэль. Curious choice, will it pay off as we see the Nilfgaard, but Squirtel's back. Okay, I don't mind more Squirtel. I'm here for it. Yeah. Okay. Блин, 9 на 3. Умножить. 27. Everything, yeah. I was like, well, we are Еще paying 2700. just about everything. 2700 баллов было поставлено. How is Mayamon's hand looking? Well, he's got access to most of his crucial things. 2700. Топ-2 игра теперь. Топ-2 игра. Между Балдур Гейтсом и Ведьмаком 2. Prep her for those jumps as well. He has removal, he's got synergy, he has tempo. I think he'll be reasonably happy here. Ставит пока на Миамона. Pyre does have some opening proactive. Где можно колоды глянуть? В описании ссылка есть. Ссылка на колоду. Right now with Maxi. Ну это хреново. Очевидно. Но может быть хуже. Может быть хуже. Каратка не будет найдена. Будет найдена к 3-му. Да, ставку принял. Куба. Коммент прочитать. Плевать на Балдур Гейтс, я просто обязан посмотреть, как тебя... Ага, да. Пассифлора. Блин, пассифлора. Очень странно он его отдал. Быстро так. Контроль там много, поэтому... Я не знаю, ребят, тут вообще мало что можно сказать. Миамона какое-то статичное фото. Он думает. Да, уважение 0 вообще. 0 уважения от Кубы. Вообще не вижу уважения, тупо хейтер. Сразу идется накер, то есть первая карта Вильгефорд, вторая карта накер. Указом он добирает... Кого он добирает? Так, белка сразу. That it would be damaging a lot. It's just aggressive happening from Nilfgaard here. We also see the Arcane Tome. Because why not play another card? Why not? You know what? It's no longer the Что он делает? Белка сразу убивает. No, it's not, as he does click the Arcane Двойного накера не будет. Белка найдена. Jams a lot of points, gets himself ahead, and puts a booher into that graveyard. And meanwhile, Pyre decides to get rid, I assume, the golden necker. Yes. Like you've said, Логике Миамона он играет накера трижды за игру, типа того. So that is no longer an option. Interesting, because now, again, sometimes... Чем Алиса, так она может и накера переиграть. То много чего можно переиграть. Можно переиграть Лжецири, Сангриаль. 12 здесь много. Потом я он закрыл, что ему забанили. Так, сейчас скажу. Бан, получается, Рубайлов Миамону и бан Палка Пэбола. И закрыл Миамон Скельге. Лапку. Уже не максимально пройти больше или хотя бы половину, это много значит для хардкорного геймера. Да ладно вам. А ты слишком киберспортивный для меня. Вышел катку Макпая как прошло, не очень. Не очень. Это лучше умлегать Алису, чтобы, играя накера с указа, сразу ее сыграть, да. Но, как видишь, пути неисповедимы тут. Be so many points here, especially with Dennis, because Dennis boosts the adjacent units, and those could very easily be bronzes. And they most likely will be in a lot of situations. It's why Pyreball's still fighting on here. So we see that he's hovering the leader. Ну, смысл пельменя? Ну, прокрутка, во-первых. Во-вторых, добрать ту карту, которая лежит наверху. Ее же можно засетапить наверх. Положено. Непонятно. Пригоняет. Вернуть обратно Лжецири, как вариант.
He can play more of this. The Matahuri, for instance, is an option if he decides to go down that route. He really wants to keep pressing. Having given the first Petri's filter, there's only one remaining in the deck. If he doesn't have the advantage of knowing it'll survive, Потому что игра скучно не было. Если она веселая, интересная, проработанная, это всегда интересно играть. So right now, he's just deciding what he wants to do. He is actually hovering the Master of Puppets here to consider stealing maybe this 12-point Dwarven Chariot, because if he does that, it could be a very scary spot. Is that going to be his boost? And that's not a horrible target at all. It's a huge target. Yeah, it's engine not one. Я хочу забрать раунд. Я был без лидерки. But still, 15 points is a massive swing. It really is, as we see. Знаешь, что с Кейтером нужно делать? Знаем. Всем скучающим привет, приветствую. I'll go cards down and bleed you of your combo. Ему забирает раунд, если он хочет это сделать. I completely believe it's the right line. Он, видимо, хочет. Ну, плюс карта... Yes, the Mahakam passed it down, yes. Okay, and Miyamon now. Ему заберет, если захочет. Like you said, could be Mata, could be the Master of Puppets as well, but probably not right now. No, that's not what he's decided. The Asaya, yeah, the Asaya coming in. I will, of course, update you. What has he shuffled back? Обратно лжецири возвращает. Сангриали еще не было. Maybe not double Sangria. Why not double Siri? Let's just do it. You know what? Why not? That's the beauty of. А Гвинт разве не умер, или это последний официальный турнир? А кто тебе сказал, что он умер? Гвинт живет и на протяжении этого дня, на протяжении этого года очень неплохой и онлайн имел, и активность. И самые лучшие балансные правки. Так что хрен знает, умер ли он. Или как живой, но не живой. Зачем он дает это? Ему же и так хватало. Ему же и так хватало, нафига он отдал это? Ему же хватало выиграть раунд. Гвинт Шрёдингера. А Гвинт знает, что он умер, да? Хороший вопрос. А Гвинт знает, что он умер. Или Форца вернет? Не знаю. Может быть. You don't want to have your opponent have the opportunity to replay it, and it's still a turn too early if he were to drop it now. He will, as a result, be looking at what he could. Глянуть, как голоса распределились. Не успел посмотреть. Что за Миямона? 53/37. Master of Puppets jumps in, and this is a 2-for-1 because not only does he steal, it's a huge swing. He blocks some of the. Миямон на равных обгоняет. True. Oh yeah. That row is now full, really well placed by Miyamon. So, but like you said, the Master Puppet is not really loyal. No, he's not. Jump back. He's not, and of course that wonderful artwork. Have to give a shout out to the lovely Bomblin. Окей, на раунд Миямон забирает. Будет ли он поддушивать его? Как будто бы может. Is this going to be a pass from Miyamon? Does he feel he can set things up now? With this list, финал, полуфинал пока. Yesterday, literally just discarding your bronze cards is genuinely a good line potentially against this. He's already thinned his. Ворожей хороший. Блин, как у Пайбола вовремя карта появляется? Цири, значит этот ворожей. Накер, значит белка. Мне кажется, от Пайбола это как есть все. От Миямон спорно. I hope I'm counting correctly. They are on even, same number of cards right now. Miyamon with Siri as well. That could be a nice card here. It could, and the temptation for him might be Улиганит. Бриков много. Может, каратку какую-нибудь. Вставляет как есть. Финал полуфинала, да. Как думаешь, будет 2-0? Я думаю, будет пуш, а потом Миямон уйдет просто в долгий. Ну, как долгий, уже коротенький третий. I believe MV Pella is your perfect answer here, but it's risk reward. Because if you deal with it, you're putting a bronze card on the board and saying to Miyamon, now you have. Сколько же колода Миямона мерзкая, а вот серьезно, если не прокинуть вовремя белку в накера, то будет тяжко. As just snapping it like it normally would be. This is why Pireball
Ну, может, карту вытянуть? Может. is debating. И не только их. Что может Алиса назад запихать? Только спелл. Очень спорный ход, ладно. You might be thinking at home, what's he doing? That doesn't make any sense. It's an understanding of the matchup. He Не вытянет can't afford баллы. to put bronzes on the board, but he can't afford also to use that heat wave. Because if he does, he still gives up double lasso to Miyamon. Можно писать Алису, можно писать Матахури. Как будто вытягивать ресурсы нужно из пайбола. Master of Puppets, it's really scary for him. Не зря дуб бафали. Указ затасовал. No, he can't. В идеале, если для Миамона, если Миамон идет защитника, Лжецири и Сенгриаль. Not a single one. I think И Сенгриаль самая такая спорная, самое то, что он может не найти в теории. Дуб просто стал очень киберспортивным. Он хотел обогнать его, но... Ну да, ворожей, пошел я нафиг. Ворожей, пошел я нафиг. Он пытается выиграть, не уйти в минус карту. Я бы Матахури попридержал, чтобы брики заруинить. Ой, повезло. Там много было каловых карт. Хотя ладно, все нормальные были. Бриков не было пока что. Такой второго или третьего накера добирает? Ну да, но накера удалили. Накера удалили. In his opponent's graveyard, thanks to his play in the first round. Oh, it's a Master of Puppets. So in the event that he wants one to steal one, to steal one, to steal one, to steal one, it is a possibility. A really nice. Он его... Подожди, что? Он его сбросил? Ворожей сбросил, да? Waiting to see what happens as Miyamon takes the pass here. Окей, в итоге все равно минус карта у Пайбола. В теории Пайбол может... А что он может сделать? Добрать только золото, ему золото нужен очень. Он сыграли очень был нужен, он его нашел. Уже Цири нашел. Пайбол нужен Золтан. Очень нужен Золтан. Золото нашел. Все, больше нельзя. Дальше брики. У Миамона хорошему зелье Петя. Вместо диплы. Всем сбросил, чтобы не забрали карту. Ну, иллюзионисты. Он бы нашел цель, начал бы ее бафать, забирать и так далее. Зелье Петя нашел, только спорно. Класс. Очень странный мулиган. Он хотел блок найти? Он нашел блок. Окей. Золото на 7 очков, как вам, ребят? Золото на 7 очков, как вам? Нормально? Ну все, Миамон выиграл тут. Что происходит? Золото на 7, за сколько он? За 13? Малой ГГ, короче. Блин. Кто прикол, кстати, чел играет синдикат, эпик девку на канате. Садин за каждую... Средняя сила за каждую полученную монету. И сила 4 получается из-за 20 игроков плюс 5 монет. Ну да, так должно быть. Ему надо симулса блока царей. Чё? To just get rid of some of his cards effectively, remove them, not play them, could end up just outpointing his opponent instead. Interesting. So, Paya here is already going for the thin armor workshop. Amazing play. Makes sense. Again, we've seen Paya do this before, just setting it up. Да, Пайбол вообще не знает, что делать. Я говорю, вот такие игроки, как Миамон, они на этом. На этих сложных колодах. Да, Пайбол может быть только от своих плеев. Да нет, скорее от плеев Миамона, от колоды. Он не знает, как ее пройти. Он не может ничего сделать. Ну, будет очков получать 50 у Пайбола. Бронзу он скинет. Ну, Цири сходит на очень много. И лидерка есть. Ну, он просто сбрасывает. Что-то хорошая цель под кукловодов. А Миамон кукловода сбросил. Смулиганил.
Второе имя Миамона, вот это поворот. Здравствуйте, а сколько онлайн сейчас на официальной трансляции CD Projekt Red? Давай скажу. Почти 4000. Неплохой онлайн. Очень. У мертвой игры. Сбрасывает бронзу. Блин, он еще поставил по Цирю вот так вот. Ой, блин. Чтобы как бы Рок Цири бафнул. Или не бафнул. Да, имба под Рок. It makes sense from Paya, but Miamon has read that right, it seems, and decides for a completely different strategy. А это была не ошибка, кстати. Потому что сейчас... он сыграл, играет, окей. Окей. Самурай хитер. Ну все, никак уже не выиграть. Все. Миамон забрал это. Что останется у Миамона? Он уже даже отдает его, ему уже пофиг. Что останется у Миамона? Миамона останется только тут этот синдикат. But you know what? A turn ago, the gap between Miamon and Paya was massive. Mia closed it, and now Paya has one single card left. He does. I think it was the use of the leader that really triggered this for him. I think what he's seen is, you know what? You can't really buff this many more ways now. I'm not overly concerned by this. The fact that he didn't spawn with it either. Fireball just 5 points ahead here. Miamon 2 cards to the good. Miamon играет карты дальше. This could well. Is there a huge shock on the cards? Oh wow, this is speedy. Like, we have just seen the most anticipated series, I believe, Paya versus Mia. And it's currently... Well, it's about to be. Что с лицом красные. And it is now. Жестко. 2-0. Миамон. Miamon 2, Fireball 0 so far. Выбрать исход. Миамон. Well, we didn't get one yesterday. Какие там баллов раздают? I think it's about to happen right now. Who knows? Well, моя аудитория понимает, кто силен. Это очевидно. Вот эти зарубежные ребята, там всякие котлеты, очевидно, такие. Пайбол, очевидно, выиграет. Нет, ребят, моя аудитория знает. Моя аудитория все знает. 27к, да. Какие деки остались? У Миамона осталось только Синдикат, Ахеронтия. А у Пайбола солдаты, ренфри-солдаты, завещание и точный удар. Миамон на синий, Пайбол будет брать либо опять точный удар, либо ренфри. Завещание вряд ли. Где посмотреть актуальные колоды, чтобы поиграть в рейтинге? В описании есть ссылка на колоды турнира, на мой метаотчет, где я разбираю все метовые колоды. Короче, 5 стримов включил плюс Twitch Drops быстрее. Это какой-то абуз. Миамон жесткий тип, да. Миамон чемпион. Я не знаю. Я знаю только то, что просрал 11 поинтов сегодня. Колода в январе минус сила. Так это баф будет. Это же баф будет. Какие колоды остались? Только что же сказал. Так, игра началась, я не успел поставить. Так, ребят, быстрые ставки, максимально быстрые, минута. Нет, 30 секунд, ребят, сейчас будет. 30 секунд, ребят, 30 секунд, давайте быстрее. Миамон поебол. Что и требуется ожидать, точный удар против Ахеронтии. Смотрят на сезамы, перед тем, как поставить баллы. Очень много бриков у Пайбола. Я бы точно удар мулиганил. Ну, дриаду. Но нет, он мулиганит не дриаду. Получает колесницу, колесница неплоха. Поляк все еще может выиграть, конечно. Не все успели поставить, да, насколько я понимаю. Но немножко задержался. Да, может выиграть. То есть Миамон
те самые челики, которые могут не закрыть какую-то определенную колоду, просто. Будет очень смешно, если Миямон на таких деках мастер заберет. Вообще прикольно, когда вот такие вот игроки, по сути, без команды, такие вот отдельные игроки, которые многих там не до конца верят, не доверяют им. Вот такие игроки, когда забирают мастерсы, для меня это, наоборот, какая-то вера просыпается какая-то. Типа, офигеть. Там челики с команды потеют, пытаются, что-то делают, там, подбирают там архетипы, там, тренируются. Миямон, который просто играет, забирает турнир на своих колодах. Я, наоборот, очень рад этому. Да, андердоги. Это всегда больше мотивирует, всегда круче выглядит, что ли. Ну, по сути, Санвантер и Миямон — это самые такие игроки, в которых верили меньше всего. Хотя у меня, например, Санвантер 2-3 должен был в полуфинале проиграть, а Миямон выигрывает. Ну, посмотрим. Я ставлю на андердогов. Вера в то, что не обязательно быть в гей-клубе, чтобы побеждать, да, именно так. Титя мискли туда, 10 поинтов залил на парнишку, верю в него. Не, на точном ударе шансы большие пройти это. Большие. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Пока идет самый классический размен точного удара и херонтии, тут даже, ну, говорить не о чем. Просто разменка. Просто разменка. Ну, такое, да. Золотон дуб. Брики наверху. Как будто бы перемешивает. Перемешивать надо, ребят. Я бы перемешивал. Я бы это перемешивал. 3 брика наверху лежат. 1 в руке. Находим 2 голды, но 2 важные не находим. Я бы мешал. Наверху, ребят, была мастерская броника. Посмотрим, перемешал ли он. Я думаю, перемешал. Как-то глупо при таком раскладе третью катку подряд играть на эльфах. Ну, может быть, но у них же своя немножко логика, свои лайнапы. Седам не нашел. Берет сразу контроль, да, в колесницу, очевидно. Да, но это один из лучших матчапов, где, ну, Пайпел может выиграть. То есть ему уже в любом случае надо эту колоду закрыть. Завещание у него на синюю монету. Он мог взять нильфов, но... Нильфам будет тяжело проходить Ахеронтию, очень тяжело. Поэтому... Большой шанс на точном ударе закрыть эту колоду, чтобы получить больше денег. То есть, чем ты больше выигрываешь, тем больше денег у тебя будет. Поэтому смысл есть. Эта колода лучше под закрытие синдиката. I can stay in control of this round right now. Still has cards he can play, of course. That backup plan will trade for good value potentially here. Another oxen. Пайбол еще может пару карт опрокинуть. А вот ту... Okay, Miamon here. He's just taking Acherontia. Чё, блин? Блин, что? Что с Миамоном? Что он делает? Так. Может, Миамон ставку поставил неправильно? Что, блин? Он поставил Ахеронтию, а Ахеронти достал корабль. Что он делает? Вы не понимаете? Он гений. Он задолбался турик играть, походу. Уже Балаш подзадумался. Смотрите, по-моему, Dead Inside поебол. Ну, он спокойно все идет по плану. Он беймит, по-моему, просто. Пас. Отдал Ахеронтию. На равных, по сути... Окей, чем Пайбол забирает? 1 дэмэдж, и то не факт, что попадет. Забыл попить водички. На 4 у него 1 сезамыш. А он развлекается. Бэймит. Так. А нейра, наверное, будет в рог командирский. Рога хватает? Стиком одним или 2.
Ну, ему надо было... О, он попал по броне, кстати, он попал по броне, ребят. Заметили? Так что не зря отдал тик. Бэм за свой счет. Попал по броне, ребят. Это могло быть фаталити, если бы Пайбол не был бы аккуратным игроком, он бы не отдавал тик лидера и попал бы по броне и поплатился за это. 2 брика у Миамона. Пайбол не перемешал. Ой, блин. Пайбол не перемешал, ребят. Окей. Как Миамон каратку получил. Ой, Миамона очень хороший заход. Ну, локации ставятся просто на стол. Миамон другие доставку снимает. Абсолютно это Новиград. Новиград, возможно, даже каратка прилетит. Но каратка в свечку намного лучше. Ну, в идеале мадаму найти ему. Бриков много еще осталось. А то здесь как будто бы больше, они могут быть рядом. 3 брика, они рядом, ребят. Что мысли, где они? Ноль. Я не знаю, что тут можно сделать. Окей, план Б. То есть играть он хочет. Ну, чьи-то крайне правая. И не бафает, значит играть еще будет. Можно поставить лысого. Либо взять что-то с указа, но указ рано. Я почти все просрал уже на этих ставках. Че, в Миамона не веришь? А тебе поверила, поставила, и он сливает. Япония 3 часа ночи. Кстати, да, Япония поздно. Почему в свечку лучше Новиград? Это же монет 10 плюс пендер, свечка же максимум защитников ставит сама на 13 поинтов максимум сыграет. Она легко... А, подожди, а Херонти же нет уже. Тогда, да, Новиград лучше. То есть сразу быстро заспендить, когда у тебя, допустим, 2-3 сезама, сидит свечка, ты ставишь Херонтию, у тебя сразу есть спендер живой. Ну, когда как? В коротком, очевидно, лучше свечка. Ладно, Херонтию, но Херонтии нет. По мне он увидел, что в Японии ночь. Он просто гений, а гении, как правило, не признаны обществом. Сейчас как покажет, как переходит в 4-ю катку. Ну, посмотрим. Это Изору. Изора отлетает сразу. Подожди, а Изора умирает? 3 дэмэджа. 4. 3 плюс 4... Это много, да? 3 плюс 4 это 7. Убивает ровно Изору. Миамон это домовенок из мультика, да? Да, Изору порезали в первом сайте баланса. В самом первом. Когда всем прилетело. А Херонти же тоже была 6 силы, а не 5. Да, убивает красолюдом, лидеркой, добивает полностью. Он будет играть Дениску, то есть... Что? Ладно. В первом отдал Херонти и проиграл раунд. Во втором поставил Изору, не расчехлив ее даже. Ну, и пути киберспортсменов неисповедимы. Ничего нового. Ну, окей, он Тики ждет под защитника, просто защитник не страшный. Типа, а что защитник? Как он пугает? Как пугает защитник? Хороший спендер. Он пытается обогнать. Убивает троечку. Не самую лучшую тройку, ну ладно. Не, Зора убивает одну тройку, нормально. Ну, рольнул хороший спендер. Хорошую карту, в принципе. Монеты получил. Сезама вроде на 3. Один Сезам на 3, по-моему. Пайбол правильно расставляется. Зора отыгрывает, но как будто бы из Зора стоило избавляться от нее. Теперь он тратит на нее картку, которую он пинал. Морала можно кинуть. Красную до одного из.
if Miamon doesn't take this seriously. He still has 3 damage on the board and the miner with armor. A perfect hand to possibly transition. Пайбол как будто хочет минус карту сесть, но он выпушивает карты, хотя там выпушивать особо и нечего. Типа из Зора вышла, Херонтия вышла, в сбросе лежит картон. То есть он боится только мадаму. Выигрывает только мадама. Все, никто больше не выигрывает. Пока он пушит бронзу, да. Но... Так, а кстати, у... Да, морал дается в красоту. В принципе, все правильно. Так, красоток сколько у него? Это кто? Вот что это за карта? 11-я. Что за 11-я карта? Мадам здесь, красотки здесь. Здесь красоток нет. У него две красотки было. Вот это красотки, что ли? Просто может он отдавать красотки. Красоток. Все, лидерка дается в ядик. Забрал рубашку, спасибо Дэнни, да не за что. Как будто придется мадаму отдавать. Да, придется. 100% это уже 2-0, поэтому... Бафать левые карты, самые. Да, в красоту. Раз. И 2. Очень много будет статов. Это мадама. Да, мадама не дырявая, полная. Тут мадам призывает короля днища. Призывает еще кораблик. Ходит Дениска. Можно поставить красотку. Пару раз поспендить. Adamant that he is going to go in here. The only downside, of course, I believe it's a full front row for Pireball. Не треба, походу, мискликнуть на Пайбола, ну, стов много. У Пайбола осталось Анейра, в Анейре дерево или Золтан. Скорее всего, дерево сильнее. Подожди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, нет. Золтан будет. На 2 у него сезам. Все, сезам полный. Не хватает, да? А, хватает. Ровно хватает. Ровно хватает, ребят. Догнать ядиком. Ядик ходит на 9. Ровно хватает. Что? Ему же ровно хватало, если бы он убил. Что он делает? Ему же ровно хватало яд. Яд играл на 9 очков. Он лидерку из-за этого потратил. Яд ровно на 9 ходил. Ну, ему, видимо, выгоднее сейчас играть в долгом, чтобы потом монету потратить, но... А, дуба отыграл. Точно. Точно. Гениально. Да-да-да, от дерева, ребята, от дерева. Хорошо. Хорошо. Ну и Золтан выходит, получается. Гений Японии, да, получается? Гений Японии. Просто играть дерево. Ой, Золтана. Я просто уже на дерево забил болт, типа... Ну да. Все правы молодцы ребята, да. Он играет, Золтан, играет. Но мне много дают 2 карты. Там надо будет смотреть. Он успел выбрать карты? Прикинь, не успел выбрать карты. Успел. Не хватает, по-моему. Все, пошла математика. Ну, ставит красоток, ставит Азара и Веда. Азара и Веда дает 3 монеты, 1 с Новиграда, и он прожимает 2 раза лысого. Подожди, или хватает? Нет, за 1 раз не хватит никак. Это было выгоднее. А, подожди, Писюн еще вышел. Ему хватило. Отлично. Я думал, Писюн уже вышел, он не вышел, Писюн.
Миамон в итоге в плюс карте, но Миамону нечем играть. То есть если у Пайбола хотя бы есть дерево, коляска, дерево и запасной план, Миамона вообще, по-моему, ничего нету. Только яды и свечка. Ну, ушлый. Ну, Миамон открывается со свечки. А Херонтия ему не нужна это. Ушлый нормальный. И ролить второй яд хотя бы, вместо красоток. А Пайбол будет искать этого. Точный удар. Запасной план. Да, Миамон нашел хороший, кстати, этот. Платеж, грабеж. На точный удар найден. Сразу свечка. Какая потная! А что делать теперь? Что делать? Что делать? Ушлый. Будет искать контроль на коляску, но зачем? Левое, по-моему, усиление. Да, усиление плюс монеты. Наверное, да. Единственное, что... Ну, он знает колоду его, то есть там остался точный удар и дерево. Что? Он хотел корабль. Я про корабль забываю. Корабль Миамоновый. О, хорошая, хорошая. Обе карты, правая и центральная, играют на 6 очков. На лучше контроль всегда идти. Контроль всегда лучше. Но он решает, что нет. Нет, он может переместить под дерево. Вопрос, как отыграть от дерева. Никак. Очень хорошего мужика роляет. Ну, вроде бы все. Намного выгоднее. Все. Дерево в дэмэдж. Хватает? Да, хватает. Жесть, 3-0. Капец. Это просто гениальная отыгровка была. Не, Миамон это ряд пипец. Да, финал будет скоро. Ну, как скоро? После этого. Капец. Так, выбрать исход, Миамон. 3-0 фаворита? Вот тебе я Херони пермал, я все равно этого Херони не понимаю. Санватор Миамон? Кто-то говорил про это, но действительно так оно и получилось. Красный, что с лицом. Из-за Миамона есть риск получить рубашку. Я играл Гвинт до создания Гвинта. Яро-яро. Жесть, просто фаворита просто сместил нафиг. Не знаю, мой канал всегда топил за Миамона. Всегда. Не только я, моя аудитория. Его тоже очень любит. Офигеть. Что, скоро будет этот? Финалченко? Финальченко? Ну, я думаю, они там подготовят сейчас эти ролики, будут это все рассказывать, показывать. Пайбол это какой-то новичок? Нет, Пайбол это очень-очень лютый киберспортсмен. Только зашел, не особо слежу за компетитив Гвинтом. Сильный игрок, очень старый, опытный, много регалий, заслуг, команды. Миамон похож на одногруппника, который однажды придет на учебу с ружьем. Нет. Хочется покормить Миамона и дать выспаться. Миамон заслуживает победу. А дерево отыгрывает, это да. Я буду за украинца, но Миамон машина Гвинта. У японца в особый склад ума, но тяжело прочитать по ходу, да. Миамон просто необычные плей, необычные колоды приносит. Мы за контент. Да. Ролики по типу спасибо, что играли в Гвинт. Ну, сейчас узнаем. Облако Фредди Бейпса, а его все нет. Его, да, уже не будет. Miyamon, tell me how you feel after this decisive victory.
宮山さんお疲れ様でした。3対0ということで、これはもうレジェンド級ということで、ものすごい勝利だと思いますが、どうでしょう、 Сейчас топ дам. にどうやっていただけませんか？最後の方ちょっと聞こえない。はい、素晴らしい勝利でしたので、今どういったお気持ちにお聞かせください。いや、自分でも3-0できると思ってもらったので、妨害の結果です。Очень плохо его слышно. Поиск тяночка, да? Yeah, you're also surprised, I can imagine. You definitely ruined a lot of divination challenges. But moving on to our second question, how do you feel looking ahead now? You're in the finals. There's only one opponent left. What are the chances that you're going to take this one home and actually win the whole tournament? そうですよね。私も聞いて驚いていらっしゃるのかなと思っていました。まあそういった今回は素晴らしい勝利だったということで、次になんですけれども、もう本当にファイナルに向けてあとお一人しか対戦相手残っていないという状況ですけれども、どうでしょう、ファイナルまたはその今後のゲームについてどういったお気持ちですか？Осталось 2 игры, один финал остался. А перед финалом будет перерыв, видимо. もうやるしかないという気持ちで、もう全力で。Слушай, хорошо. Он доминирует сегодня. 最後の方聞こえなかったので、もう一回いいですか？もうやるしかないということで、もう全力でぶつかっていきたいです。はい、ありがとうございます。So, yes, I'm also surprised, but my current feeling is like I should do it or I must go on, even I must go on and challenge and tackle to that Он цену хорошо закрыл. place Awesome. with my whole power. Well, I'm ready to see his whole power unleashed in the finals. You have a lot of fans all around the world rooting for you, chat, but also here in the studio. Thank you so much for taking the time for this interview. Thank you so much, Mayuko, for translating it. And you will have a little bit of time to rest now before the finals, and then we will see you once again. So now, please, thank you once again. And now we can actually, well, what do we have on the menu today? Well, let's find out. Ему не перевели. Hello, thank you very much, Ryan. Congratulations to me and Mon. They have done it. They have taken down Fireball. Блин, ну вообще было неожиданно. Да, он вообще ультра-мега хорош. Кошка-девочка почти в руках. Он в курсе, что за победу кошка-жена не дадут? Да я думаю, он верит, что дадут. Чем вы его расстраиваете? Короче, блин, жестко отыграл, фаворита сместил. Вообще, реально, кто мог ожидать, что будет 3-0 в полуфинале? Типа, мне кажется, никто на это не ставил. Ну, я угадал абсолютно со всеми пока что выборами, кроме Санвантера Макпая. У меня там был 3-2 за Макпая. В итоге оказалось 3-1, по-моему, да, за Санвантера. Только тут облажался немножко. Ну и счет, конечно же, да. По счету сложно как-то. Чего нахер он тебе просто скинул, поддался? Вот что, если Миамон устает неприятный финал. А были какие-то моменты с китайцами, что у них какое-то определенное время нельзя, видимо, играть. И кто-то уходил из турнира, потому что в это время нельзя играть. Как политика в стране, что ли. Спасибо большое за фоллоу и добро пожаловать на канал. Я ставила 2 на Пайбола и 3 на Миамона. 2-3 Пайбол Миамон. Я тоже. Да, у меня такой же был счет. 2-3 Пайбол Миамон. Миамон забирает. Он не купил себе за все призовые микрофон, потому что хочет финансировать создание кошка-девочек. Хотя историка мы поняли, что ловушки белки дно. В хороших руках они хороши, просто там плей были странные. Рам, приветствую. Вообще, что можно угадать? Можно, но примерно шансы, ну, очень маленькие, не знаю. Ну, сколько там процентов, если все там меньше 1%? Угадать прям настолько все точно. То есть, самый частый счет это где-то, вот,
Не знаю, в финале самый частый счет это 3-1. Вот самый частый счет 3-1. 3-1, 3-0. 3-2 редко. Полуфиналы обычно всегда 3-2, 3-2. Вот всегда почти были. Сейчас вот нет. Финалы 3-1 очень частый счет. Даже вот если брать прошлый турнир, если не ошибаюсь, Данирай, Человек-шапка, 3-1, по-моему, был. Вся вроде тема, что можно в день играть не более какого-то количества часов, вроде как. Инфа не точно, я слышал где-то такое. Ну вот что-то да, тоже что-то подобное. Ну что тогда инвестировать в то, чтобы себя сделать кошкой-девочкой? Всегда в локальную тусовку залетает рандомный японец и унижает. В хороших руках они хороши, просто на них играл Макпай. У Макпая часто бывает какая-то проблема с одной колодой, всегда. Вот когда-то это были жрицы с счетом что-то в районе 6-1, и 6 это количество поражений. По-моему, у него еще... Какая-то еще была у него колода. Порабощение, по-моему, закрыть не мог. Да, он не мог закрыть порабощение, какой-то турнир, какой-то отборочный был. Не мог закрыть жриц на каком-то отборочном турнире. Такое было. У Габейна с дико охотой были проблемы, я помню. Там у него тупо 3 золотые карты не пришло. Капец. В третьем раунде 3 золотые карты, ребят. Что-то такое было. Китай игрок проиграть, отнять ПК у плохой Китай игрок. Если говорят о кошках девочках, то никто не говорит про моржей. Моржи это какой мем? Это Канада? Очень интересные игры. Мы будем смотреть это еще раз, ребят. Еще раз. Again, I was watching it with my lovely co-casters, and Cecilia Seeley said, highlight that shit about this particular. Вчера цирис лидера была, конечно, легендарная, да, от китайского игрока. Буковский. Фильм про Человека-моржа «Бивень». А, я знаю этот фильм. Так, а почему тут японцы? Или там японская тема была, я не помню. На. Да, немножко не повезло. Лучшая жена это широкоиды. Кто в финале? Миамон Санвантер. Happened in round number 2. There were some pretty interesting moments where, for example, Miyamon is just holding on to this Azar in hand. Azar just didn't really seem to be doing anything. Of course, it's there to protect Miyamon's cards, but instead, Miyamon just opted to play Exora on the board. Exora? Aya had some options of dealing with this. Heat Wave, perhaps a skirmisher into leader as well, could have removed it. But again, somewhat surprising, at least to me, as a third-party viewer. Жена греет постель, а Шрек сердце. Ну, мне зачем ставить кошка девочка, если можно стать маршом? Я помню, комбо Ахеронтия плюс корабль. Хорошо, хорошо. Надо сегодня сразу? Не сразу, но сегодня. Я не знаю, сейчас, возможно, будет какой-то контент. Контент будет. Почему офицерский мундир можно сниматься в клипах My Typical Romance? Похож, что ли? Ну, прическа вот эта кудрявая. Романс. Я, короче, я понял, что это группа. Английский, конечно, это. Какой счет был? У Миамона 3-0. Пайбола за 3-0. В реальном мире вместо всяких ядов на синде должны быть дети огня. Эх. Ну, скоро бафнем. А как думаешь, кто выиграет? Хрен его знает. Я жду 3-2. Это вообще, ну, это вообще очень сильно рандом. То есть, если во всех парах я примерно понимал, что и как будет. Ну, у меня финал должен был Макпай и Миамон. И там должно было быть 3-2 в пользу Миамона, тупо из-за рандома какого-то стечения обстоятельств. Но в итоге Санвантер Миамон. Я все-таки Миамон. Даня ставила 3 Миамон. 3 на Миамона и 3 на Миамона. И 2 на Миамона, это как, подожди? 3 Миамон, 2 Миамон. Я тоже только на Миамона ставил. Я тоже 3-2 Миамон Макпай. О, круто. Тоже 3-2. 3 Миамон и 2 Макпай. Че, многие? Как так? Как вы его ставили так же? 3-2 Миамон Макпай? Офигеть. Фига себе. Когда финал Миамон? И главное 6 дек разных, все разные абсолютно.
self-poison here to just get ahead by one. По итогу 3-0 непонятным плейми выиграет японец. Ну, смотрим. Да, кстати, вот Санвантер с инсектоидами. Короче, будет очень много зависеть от банов. Очень много. Почти все. Санвантер Миамон 3-1. Ну, может быть. Да, я думаю, 3-2 не будет. Как будто бы вот сердце, как будто 3-2, но как будто 3-1 должно быть почему-то. 3-1. Он из комнаты в комнату бегает, сам играет сам с тобой. Я помню, человек-шапка с план B сидел на каком-то вообще, не знаю, но это место выглядит как какой-то завод, фабрика какая-то. Там все такое решетчатое, черное, металлическое. Он сидит и играет вот так вот. Я прям это помню. Вот это так было странно. Сейчас когда в белых комнатах все большинство сидят как-то спокойно. Да, кто мог ожидать такой финал? Ну, у меня примерно такой расклад был. Дружба победит. Да-да, Спанби играл на мобилке, то есть он вот так сидел, вот этой шляпой своей, вот этой вот фигней на голове. Ты ногой тряс постоянно, да-да-да-да, помню вот это, когда он считает или думает, это прям, да. А мы собрали без цели, у него есть только путь и его колоды. Интересно наблюдать. Вдруг 3-0 будет? 3-0 как-то вряд ли. 3-1 с большей вероятностью, но 3-2 может быть. Вот 3-0, ну, тоже в теории. Все что угодно может быть. Турнир, где решает очень много удачи, конечно же. Заход. Миамон нормально лутал. Блин, 6500, ребят, 6500. Офигеть, блин. Офигеть, нафиг. Это очень много. Играл покашников на скилле, да. Пайбол 3-0 Канеки и 0-3 и вылетел сейчас. То же самое с Макпаем. Он вчера 3-1 китайца, братишку из Китая, и сейчас 1-3 проиграл. Вообще капец. Чем они фаворитами были? Пайбол и Макпай были фаворитами. У многих, я думаю, были финалы именно Пайбол и Макпай. Канеки и Миамона такие темные лошадки. Там вообще денег много. Еще это еще не финал. Так, сейчас там, видимо, контент будет показывать какой-то. Amazing это не то слово. Сейчас знаю. Incredible. Как по-твоему, возможно сделать играбельными с помощью совета колоду на мутантах синдиката? Ну, надо бафать у бронзу. Можно, конечно. Все можно. Играбельно можно сделать абсолютно все. Абсолютно все. Плюс сила, минус провидение очень решают. Вопрос в каком количестве. И насколько долго, насколько быстро. Такие были какие-то необычные колоды. Ну, они отличались от многих, но... Как будто бы он не тренил. Ощущение было такое. Вот он просто выбрал колоду, пикнул и все, пошел играть. Японец наш. Вот парикмахер сходит на выигрыш. The whole scene, getting to cast these events has been incredible. I know we'll both do our best to keep it going with those community events in the future as well. And you guys hopefully with us, because yeah. Ролики. We have written these things down, because we were ready. Сейчас уже прогноз нет, пока колоду не покажут. Сейчас по-любому будет отступление какое-то. This is the first time I've been able to cast an event like this, and being in person is amazing. And it still feels like it's yesterday when I started my first stream with Gwent. It's been years now, and but the first stream, and I already felt like at home, and Gwent has felt like home since then. And I know it has felt that way for many of you. And we're saying all of this because this is our last. You're still going to see the finals. You're still going to see Shin and Sealy, and it's amazing that they get to take you through that, and you get to watch them. То ставки, про которые вы говорите, за баллы.
Баллы Twitch-канала можно ставить и лутать. Прогнозировать, кто выиграет. Она его любовница, жена? Very much so. I mean, yeah, how do you top it? With all of that said, the finals, of course, are still coming up. It is going to be the wonderful Shidmeri and the lovely Sealy that take you through that. Before that happens, we'll of course be... Они реально анонсируют, они не шутят, что ли? Вы что, ребят, серьезно? From the community that has been put together, but I guess for one final time from us, Gwent, we love you. We love you. Ну, если это действительно так оно и будет, ну нам хоть что-то покажут, расскажут. Спасибо за фоллоу. Вот он, герой! Знаком четвертым, это понятно. Значит, это будет обращение разных контент-мейкеров. Я вот тоже должен был записать, но я не нашел времени. Я отказался от этого всего. Язык не знаю. Ленивый? Ну, может быть. Exactly. Take care, guys. Hope to see you soon. Hey guys, it's Emil J here. I just want Эту девушку не знаю. a huge thank you to CDPR and the Gwent community. Да не записал. Да блин, ну надо было. Надо было. Ну я не знаю, я время реально не нашел. Thank you CDPR and everybody О. at the Gwent team for making such an amazing game, one of the best games I've ever played and will continue to play. Да чуть дизлайки-то сразу. Зато я здесь. Since I discovered Gwent, it's been such a source of joy, entertainment in my life, and I just find myself so privileged to be a part of the Gwent community. I've met so many awesome people, and some of them. Это тот, кто убил компас, да ладно вам. Thank you again. Hey, I just want to say a huge thank you to the entire CDPR team for Зарбашку можно на Твиче смотреть, да. on Gwent and also. Еще должен был приехать на вечеринку в туалете. Ой, господи. Really cool to play the game and take part in all the tournaments, and I always really. О чем речь? Ну типа. And I also want to give a quick shout out to the whole community. Ролик на английском языке, благодарность Гвинту, Гвинт-сообществу, Гвинт-комьюнити. Передал бы привет бушевой велосипеду. CDPR, Gwent team, and Gwent Привет, Гвинфинити, ну типа. Thank you so much for all the hard work and support over all these years since the beta. Thank you so much. CDPR, Не знаю, кто она. Gwent, y a la comunidad de Gwent. Muchísimas gracias por todos estos años Все эти de la люди. beta. Muchas gracias por el trabajo y por el apoyo. Desde el fondo de mi corazón les digo muchísimas gracias. Thank you, CDPR, the whole Gwent team. Пока четвертого еще 3 года минимум. Ну community да, дофига. For these last years. It was quite a journey. Also, besonderen Dank an Shaiki. Du weißt warum. Barmäuler, X-Säuler. Это в прямой эфир. Thank you for everything. I would like to thank CDPR and all the Gwent community. Что, она на испанском говорила? Видимо, можно. The dedicated hard work you put on Gwent over the last few years. It really has been a blast. And we all have so many great memories. Для Ведьмака 4, да, еще долго ждать Ведьмака 4. Очень долго. А вместе с ним Ведьмак Гвинт 2 будет. Стоит ждать. Потому что людей взяли уборщицу офиса электрика. Электрика? Ты сказал про электрика, да ладно вам. Ну, бля, еще одно дополнение, как кровная вражда. Эх! Ну, там этот конструкт. Рисунок конструкта. КС2 будет. Лучший граф графонием. За что спасибо, за то, что профукали все. Ну, сильнее его уже портрет, да. Видимо. And thanks for putting up with all my nonsense over the years. I hope to see you all again, either IRL, like meeting up somewhere and having a great time, or just online. It's fine by me. Looking forward to it, and yeah, this is not the end yet. Hi Gwent team, thank you so much for the love and support that you guys gave to Gwent over the years. The game you made literally brought us so much joy and it changed some of our lives. Thank you once again.
Howdy, y'all. Ora, I Дрейм. want to say thank you to the Gwent community at large for all the fun times. Дрейм крутой чел. And, Спасибо за компас 11 Pro. even as someone Себя на that moved конструкты. on, it's still really tough to see the plug get pulled. Knowing how Ты нам much пару it слов means скажи. to so many people Скажу, that I'm скажу. so close with to this day, thanks to what y'all have built. And I just want to say that I wish everyone involved a bright future, and Да никогда постоянно Yellow не doesn't двигался. have to be the end. Да не похож. Никартал будет, ждем. wanted to say thank you so much to the Gwent team for all your hard work and dedication over all these years. Чего так грустно? You've created something truly beautiful in the Witcher Хоть бы голову помыл. universe, and that can never be taken away. To the Gwent Какие team, вы злые. thank you so much for being there for each other and being there for so many content creators like myself. You've made so many people's dreams come true. You truly are the best. Thank you so much. Hey, it's Lidsvids, and I wanted to say thank you to the Gwent Блин, чел даже team без at камеры записал. CDPR and the Gwent community as a whole for all the support over the past several years. It's been a ton of fun, especially when it comes to seasonal events. Greeting of the day, you exceptional О! heroes. I'm the Salty Captain, and on behalf of many of us on this side of the Atlantic, just wanted to share a deep and heartfelt thank you to the CDPR Gwent team. Тортик сегодня From принести. the joy that we had both playing the game Капитан, да, and being капитан part of the Соль. community, to the Привет, friendships капитан. that many of us built, to getting many of us, myself included, through the COVID lockdowns. None Сразу. of that happens Ух. without the hard work, Там уже dedication, написал обращение. and extra above and beyond that we know that you all put in to Если make дернуть забор, то можно the загадать Гвинт 2. community that we all came to love. Остается ждать. Wishing you all the best on your future adventures. Сказал and just спасибо. know how much Спасибо love there is сказал. for you from the Gwent community. Thank you to the Gwent team and community. I know it wasn't always easy, but you did great, and you're all amazing people. I'm honored to call many of you my friends, and I wouldn't be the same person I am today without you. But that, you and Gwent will always have a place in my heart. Hey Gwent friends, it's Flake, and I just wanted to interject here. Не набрал, сказал, да. I love you so much. Спасибо, что все просрали. CDPR for all the work, the effort, and the care that you've put into this game that we all just Да, Флейк там был. absolutely adore. Вот он, вернее. And, really Не знаю, мне лично вот, я не знаю, я с Гвинтом не прощаюсь, мне, не знаю, мне нечего говорить. Ну, типа, по сути, Асмен, он сказал Асмен? Ryan Godric. Типа, мне особо, типа, нечего сказать. Я продолжаю заниматься Гвинтом, продолжаю поддерживать его. Благодарить кого-то мне, по сути, никто ничего не давал из CD Projekt Red. Я, типа, всего достиг... А, у него написано там. Да-да. Короче, не знаю, я... Хрен знаю. Мне мало что есть сказать. Я не так много в этом комьюнити. И прощаться с ним это тоже неправильно. Рубашку дали, ну это факт. Ну, блин. Игрушка лавк, да. Канадский флаг держит. Лучше Ведьмак 3 и Dark Souls 3, Ведьмак 3. Тебе дали власть эти баланса, да, это делали проекты. Рил Димовена дали, ну вот началось, началось. Дивиденд благодарность за рубашку. Henry, I love you so much, buddy. And to all my Gwent friends, thank you for many years of love, laughs, and Larry. Yeah. О. Thank you to the Gwent community for showing a love and support for the game. Завтра будешь стримить? Да, завтра будем стримить Dead Cells. Throughout the years, it is much appreciated. And I also want to especially thank the Gwent team for truly making dreams come true and for being such a huge Рожденные подарки, да куда вы там? inspiration. I'm currently studying game design partly because of Gwent and the impact it has. Короче, не знаю. So thank you truly for everything. Грусть, очень много грусти. Well, CD Projekt, И you created a masterpiece of a game. It Бистис что absolutely скажет, changed my посмотрим. life, and I'm super, super grateful. So much love went into this game, and it's clear for all to see. So many amazing people that I've met through this game.
places I would. Майнкрафта вне очереди не будет, нет. Какая женщина понравилась больше? Вот это. О, ребят, не знаю. Влад, спасибо большое. А чайки случайно не срут со скал? Доставай колоду. Скучно сегодня. Будем играть на моего катакана. Благодарю. Спасибо комьюнити канала Металлик Дэнни за этот незабываемый год. Битву за баланс. Спасибо стримеру за гайды и трансляции. За самую обаятельную улыбку Twitch Award 2023. Пусть у всех будет ясное небо над головой, никаких бомбардировок. Exactly. Спасибо большое, Валак. Главное, конечно, да. Спасибо вам большое за 840 часов. Ясное небо над головой, это там самая база. Настоящего удовольствия. Спасибо тебе огромное. Мы продолжаем, как говорится, мы не прощаемся. Мечты стать на русском, да. Благодаря Гвинту это все осуществилось. Счастья и удачи вам. Вот, да. Какие самодонаты. На русском, да, уже говорили об этом. Если баланс останется, конечно. Можно было и на русском, я не знал. Казахстан слетать надо было. Ну, коллег стоит. Let's give a shout out to all of Gwent's game directors. Benjamin Lee, Mateusz Tomaszkiewicz. На русском-то вырастает. Да хватит, блин, не ленивый ям. Я не знал, что на русском можно было. Камилфа, да. Thank you to everyone who was in sync with the players, helped with the menu issues, and was the first to address various players. Офигенно, на английском у меня хуже. Поэтому, ребят, ничего не кончается. Все еще продолжаем делать контент, бороться за баланс и так далее. Так что... Все как будто все там виска стоят и просят прощения у Гвинта. Да ладно вам. Квартал будет, конечно. Это план все тут есть, я думаю, да. За что голосуем в этом свете баланса? Будет целый ролик на эту тему. Так он был из Казахстана. Huge thank you as a Ukrainian player. Да, не волк цирки не выступает. Not only to development team. И дофига будет с обращениями, да. To CDPR at all. Thank you for supporting Ukraine. Я думаю, сейчас будет контент-мейкер более-менее, а потом будут прям игроки обычные. И, скорее всего, их будет много. Не знаю. We say thanks to Ola Rudkovska, Gwent product owner. Ola, thank you for уже маму благодарит. Ideas and futures. Seeing you on streams has always been a big pleasure. Speaking about Gwent's arts. Второму кругу пошли. All art directors, Sebastian Kalemba and Vladimir Petrov. Thank you a lot. We thank everyone who made such beautiful card arts and concept arts. Alexander Kozachenko, Anton Nazarenko, Marta Detlov, Astor Alexander, Анна Пододворна, Лоренцо Мастрояни, Ямаду Орсе, Тони Мунтян, обратная перемотка. Бэм, Бартоломей Гавил. Это ГГшники. Many talented 2D and 3D artists worked in the Gwent team. For example, Angelina Lisovskaya, Renata Mravinska, and Karina Cheltsova. Thank you for your work. We also thank everyone involved in animations, visuals, graphics, всех не поблагодарят, не отпустят. Да, не написал ролик, просто типа еще за него делать одну запись. Да, они все такие. Он у девушки красивый, да. Атмосферный. Что с тобой будет через пару дней Гвинта, пару лет Гвинта. Thanks to Marlena Kutzen, who portional the web team of Gwent, who works on the game code and servers.
We say thanks to George Dominiak and all Зачем я вон платье надел? and developers. I also would like to thank the whole Gwent development team for the improvements which allowed us to create fan-made Как бы цензуру на благодарочку пустят. Thanks to the work and support of this wonderful Посмотрим, если он есть тут. we were able to develop a high Это чела, боюсь, его точно сильно держит. And we haven't forgotten QA specialists such as Ksenia Denisova, Gabriel Orlovsky and Yagoda Hapeta. Thank you and all you colleagues. Только еще незнакомые люди с ломаным английским будут на экране, думаю, много. Думаю, очень много. А зачем прощаться с Гвинтом? Не знаю. Видимо, все, перестают в него играть. Какой-то фон? Это уже не видео благодарность, видео извинения. Кал на фоне какой-то. В Гарском базаре. Скоро лещи начнутся. Сейчас объявят закрытие серверов. Откуда много девушек в Гвенте? Boris, we remember the Beyond the Frame series and of course made Edelbert. Such a show. Thank you, you're a legend. Thank you guys. Thanks to Mr. Epic for organization live and online events. Mr. Epic, you are very cool. Thank you for your big heart and good work. Music in the Gwent is a great pleasure. No other CC О, красивый арт, кстати. such a fantastic soundtrack. Marcin Przybylovich and P.T. Adamchuk, you are exceptionally talented composers. And your music played a huge role in players' Gwent experience. Да, разные команды, художники, озвучатели, озвучкеры. It's me and my grey walls again. We had really great time working on this video and I do hope you enjoyed watching it. We wish we had enough time to mention absolutely everyone who worked on Gwent. Well, even if we didn't name you during this video, just please don't be scared and please know that we remember about you and we are very, very grateful to absolutely everyone who worked on Gwent. As a game, as a project, as a community. Срата? Ну, хрен знает. Well, I suppose there is only Что было бы там всех собрать? Merry Christmas and Happy New Year. Я их всех в ладере разносил. For some wonderful things in the new year. А что, кстати, тем временем еще рубашку 30% подождать. Вот вам рубашка и титул, а теперь мы закрываем сервера. Merry Christmas. Закрытие серверов равны 1%, хрен его знает. Нет, ребят. Нет, нет, нет. Все? Я думал, будет дольше. Фух! Или нет? Команды Гвинта. Вот эти люди за баланс отвечали. Hello there. This is Vladimir speaking, game director of Gwent. I hope you guys Мы без работы. watching World Masters. If everything goes according to the plan, then this video Есть офис, да. is being shown there. And of course it's December, so it's maybe appropriate time for some winter holiday wishes, which I wish you a Merry Christmas and Happy Holidays very soon. But ура, наша игра мертва. Да, блин. Депрессия какой-то. Да, все будет работать, все будет функционировать. Будет совет баланса. Будем этим всем заниматься, работать. Не за горами Gwent 2. Все хорошо, все будет, все супер, блин. What it is, it's basically a passion project from us, from Gwent devs, Gwent team, from us to you, Gwent players, and you could see that, you could look at it as a thank you for all the years that we spent together, developers and the community. Какой клоус-сервер? Не надо. Клоун ты. Клоун-сервер. Нифига, мне напиток дали. Memories that we shared, all the great
esports tournaments that we had, and everything, both good Иди and с bad, гудлаком своим, in the нет. story of this game. I really hope that right now we're only turning Бочку the дадут? page Бочку to не the дадут. chapter, which is very interesting Чтобы and, very, даже лучше, что разрабы забрасывают игру, не будет тупых новых карт. exciting thing about Gwentfinity is that you are now behind the За не wheel, будешь сказать, что у тебя есть пару and, экзекли. I'm super curious and Опять super звоните ему. excited to see how the things will unfold. Свапнуть I никак. definitely will keep an eye on what's going on with the game and how it's changing under the community management. So yeah, I wish you best of luck with it. I think you already know by now that. Да, есть грусть какая-то, есть тоска. Но опять-таки она скорее такая. Yeah, wish you Зря ее нагоняют. Типа сервера будут работать, все функционирует, все классно. Да и это закрытие, типа забрасывание, оно бредовое. Причины нулевые. I'm the product owner on Gwent, but I started my journey long time before as a UI artist. I feel that I helped change the game and Артефакт тоже работает? and I was Не знал. here for more than 5 years. The game changed in multiple ways. С диваном снимает. And I'm very Плохо, happy that I was неплохо. part of it. Right now, the developers will not have much to say, and the game is yours. Что, блин? So I hope that you'll Они работали, have шли, вот и fun грустно. with it, Ну, and I'm very curious how it will ну, если turn так out. судить, то да. The balance is a tricky way, so good luck, have fun. Good luck. And I cannot wait to really enjoy it together with you guys. I would like to use this opportunity to thank you, to thank my team. Working with those amazing people was awesome. And there's a lot of people that I learned a lot. Да, меня пригласили, просто я ленивый. Был бы единственным из России. Because you are amazing. You're the best commentators in the world, honestly. I know we had some snags. Sometimes we're more happy and less happy with some stuff, but I feel that we improved the game a lot together. And Good luck с вашим балансом. Important role here. And I think our journey was great. And thank you very much for it. So Это меня он уже уснул там, да, у него уже 3 доходит, 4. Да, только из Казахстана был. see you during the matches. Ты был бы тоже из Казахстана? Был бы. Hi, hello. Блин, у нее такой странный взгляд был. And I'm the web chapter coordinator and senior backend developer here in Gwent. My journey from homecoming until the Gwentfinity, it's been amazing. Thanks to you, thanks to my team, thank you guys. I hope you enjoy the game and you will continue to do so in the future. Have fun. See ya. Hi, my name is Greg, generalist programmer in the team. Our journey with Gwent is slowly coming to an end, so I just wanted to really quickly say thank you guys. А с ним мы в Дискорде списывались, подожди. По-моему, с ним. Hi guys, my name is Mariusz and I'm your live ops designer in Gwent. Thank you to everyone for supporting us for years. We really appreciated every moment. I'm especially grateful for being able to work with so many amazing people here. And Что начать до рубашки, болтайте дальше. Целый финал еще ожидает, так что. So thank you. It wouldn't be possible without you guys and your unwavering passion and support. Thank you again. Это собачка, по которой панталон рисовался? Такой может быть. My name is Georgi, and I was a backend developer on Gwent, and then I was leading the backend team on Gwent for a few years. По-моему, это он и есть, да. Hello guys, my Это name он. is Ksenia. I started as a RQA, and right now I'm QA generalist on Gwent. Yeah, it was an incredible journey to have been working in this game for several years with this amazing professional team and interacting with you, the awesome community that we have. It was really something special. Я хочу лавки кружку. I was watching the most talented artist. Антон, This is the собака. best card game for you guys. Я сегодня лавка читер So слишком thank you мило. for playing Gwent, and I hope that you will continue having as much fun Антон, лав гайд. as much as we had making it for Кто you. выиграл? Сейчас финал Thank будет. you for supporting us, guys. Keep playing Gwent. Ю! So see you on the battlefield. Электрика нет там. Ладно вам.
Потом еще покажут? Welcome back to Gwent Masters Season 5. That was a really touching video. Вы знаете, если какой-то мерч какой-то в Гвинте клевый. В Гвинте, наверное, не особо, в Ведьмаке. Именно эти люди создали Нильфгард. It's getting quite emotional up in here in the Gwent Tavern, but we are all so appreciative of the game, and it was wonderful hearing from the Видимся на поле битвы. and the Gwent team as well. Биться комбосом будет комментить финал. Game director Vlad, Gwentfinity will live on forever. Говорит, что все будет идти турик. Сейчас остался финал только. A finals to get to and a champion to crown in this tournament, in this weekend, this finale event, World Masters Season 5 between Miamon and Senvanter. Absolutely, some exciting games ahead. Sunbreaker 2. What a crazy series that was, but wonderfully played by Miamon, who will now be going head-to-head with Senvanter. So let's take a look at the prize pool distribution so far here. All right, Нормально. Miamon and Senvanter. Ставочка-то. Miamon with that 3-0 result has added up a little bit of extra cash, and now the real big. Вы таймер поставили? Да нет. That's right. The match stake Ну там не до конца все так под контролем. В прямом эфире. Эту рубашку подарил, что она тебе сейчас? Да, именно ее подарил мне Гвинт. Карталог самая красивая в игре, без шуток, эта анимация просто имба. Для последний день, когда можно получить дропсы, да. Окей. Blue coin, понятно. Надо баны понять. Странно, что там говорят про монету, но не говорят про... Миамона топит нормально так. 31 на 69 за Миамона. Сегодня началась переходная точка от саги Стопковского до новейшего. Именно сегодня. Кто же победит, как интересно? Ну, вообще, так-то... Сейчас у меня всего 21%. Ну, надеюсь, что будет 2-3. Ставки как годовой бюджет Молдовы. Так, монеты. А, монеты пока не показывают. Не покажут. Статус бихолдера уже был? Не знал, кстати. Когда какая-то Миамон Тусент, да тут хрен поймешь, как играть на этом. Ну, в общем, как говорилось, в саге Ведьмака что-то кончается, что-то начинается, так что... Не стоит грустить, ребят, не стоит печалиться. Спасибо за фоллоу. Ничего не кончается, я не как многие, я думаю, стримеры, я не знаю точно. Не знаю точно, кто как отреагировал, но лично я, для меня Гвинт не кончается, он продолжается и продолжается. И чем дальше, тем наоборот его больше, тем больше аудитории, тем больше активности, тем больше ответственности и так далее. То есть для меня Гвинт продолжается, только немножко в другой обертке. Вот, поэтому вот эти прощальные речи для меня не особо понятны мне. Вот. Прощаться, благодарить. Кого? Куда? Зачем? Что? Мир смысл печали, потому что с нами останешься ты. Ну, типа того. То есть, может быть, не знаю, вот много сейчас разных стримеров на Твиче, например, транслируют. Может, они прощаются с вами и с кем-то, со своей аудиторией, сидят такие, ну, и грустят, типа, да, мы все, а я не все, понимаете, в чем прикол? Типа, Таня еще не осознал, что это конец? Каким образом? Сервера работают, все работает. Балансить будем. Смотрим, сколько в следующий раз забалансим. Брал рампаль уже в рот, который патч. Крайняк будем ради в третьем Ведьмаке. Ничего не качается, кроме битвы Шинмири за компас. Да. Не, грусть, тоска была, когда первый день сказали, что вот, будет только свет баланса, все. И была печаль. Сейчас мы к этому уже так тихонечко, медленно шли. Вот мы дошли до этого. И что печалиться-то? Все, уже имеем, что имеем, и как бы играем, играется нам нормально, типа мы играем.
Что мертвый умереть не может, ну типа. Капитан Дэнни тонет вместе с кораблем. Ну, а как по-другому? Не вижу причин чего-то бояться. Онлайн есть, онлайн растет, онлайн остается. Очевидно, что он будет спадать, скорее всего, но до нового, по сути, до нового Гвинта 2. Какая ситуация на турнире? Финал сейчас будет. Начинается финал. Победитель последнего мастера получает власть от цвета баланса. Онлайн растет. Как бы сказать? Ну, нет, он не растет. Он вот так вот, волнами. К мастерсам, к вот цвет баланса вырос онлайн. Понерфили нимфов, сначала уменьшился, потом вырос опять онлайн. То есть он вот такими переменами, волнами. Но стабильно он онлайн имеет, без какой-либо рекламы, без каких-либо вмешательств сторонних. 30 стрим подряд? Респект. В прошлом году, когда это сказали, я смотрел один из последних стримов Анекротала на Новый год, как раз и было грустно. А потом наткнулся на тебя, ну да, типа, все с кислыми минами, типа, ну все, как бы, все, Гвинт, все. А я такой, ребята, вы чё, гайды еще будут, еще год целый отдыхаем, а потом еще отдыхать будем, а там посмотрим. Онлайн нет, ну лично у меня, например, онлайн повышается, у меня с каждым месяцем онлайн только растет. Поэтому хрен его знает. Как у контент-мейкера. Ну, в игре тоже нормальный онлайн. Да, Матол будет проводить турики, может даже в них влететь, взлететь. И теперь Анекротал. Тоже верно, кстати. Вот, кстати, большинство людей, которые говорили, что Гвинт якобы умрет, в итоге сами умерли. Плюс рубашка, поздравляю. Гайд будет в четверг. Вот у хайлайта. Ой, во вторник хайлайта. В четверг гайд. Так, давайте я пока напишу. Я не знаю, предикты тоже пока говорить не хочется. Мы уже эти колоды видели 1000 раз. Так, как баны скажут, я сразу отправляю этот опросик. 1% на рубашки, ну, успеешь. Точно уже. Видите, онлайн 800 человек в среднем. Как ты это отслеживаешь? То есть там надо отслеживать, во-первых, с телефонов, с мобильных устройств. Там другая привязка к другой платформе. Steam и GOG. Надо это все отслеживать и сложить. Докидывают с опозданием. Блин, какой бошек? Что это? Плюс 300. 3000 на Боше. Какой Боше? Где Секира? Ребят, докидываем на Секира. In a speedy manner earlier today. A lot going on here with these spawns. The highlights of the deck are the stars released, the Kikimora Stalker, the Erekas Queen, and the Eater itself. And yeah, pretty interesting. В общем, ну поиграем. За стрим пройдем, думаю. Смотри, ноунейм или котлета? Ноунейм. Почему тут ноунейм или не ноунейм? Неплохой игрок, довольно сильный. Про ранги часто в топ-позициях. Does require a little bit of tempo sacrifice when you play it out the first time, but once it gets going, if your opponent's board is wide enough and they can't really... В общем, наша задача, как обычно, ждать. Ждать, надеяться на лучшее. Контентом буду вас радовать на протяжении всего следующего года, ребят. Также. Поэтому винтом пока дышу, идеи пока есть, мотивация есть, зрители есть, поддержка есть, активность есть. Все, есть все. Есть все, с чем можно работать, взаимодействовать. Поэтому продолжаем. Ну ладно, ни пуха, ни пера. Ну сейчас посмотрим. Будет, мне кажется, плотненько. От монеты будет зависеть. Какая монета у кого? С адвантом на синий? Если да, то сразу арахну.
Now, Miamon, as mentioned, does have a pretty point slam heavy strategy Так. altogether, I would say, but it Как только показывают монеты, я сразу запускаю. what we saw from Magpie, who also was bringing this kind of solitaire idea to the weekend. Yeah, Miamon's decks, the Reavers can be really difficult to control, very engine based there, and so Рыбаков могут забанить спокойно. potentially with that Knut Я бы Санвантру забанил самоурон. Может быть. Как будто да, Санвантру самоурон. lots to try to remove when you're playing against Miamon. Do you think Miamon как будто Sanvanter рубак has могут it in the забанить. lineup to really deal with all the major threats? I don't know. Sanvanter's lineup doesn't have Miamon должен банить контроль. Посмотрим. Плюс рубашка, супер. His priestesses is a deck that's closer to Саня, the вентиль solitaire вперед. side, only has like 1 or 2 removal options, and then Arrakis Swarm. Не, прям какого-то лютого контроля Miamon прям не особо боится, у него не так много комбинаций. Ну, посмотрим сейчас. Able to remove those cards, they need to stick engines themselves. They need to have a long round with all their synergies. So I think the theme of this finale of World На каком формате? Б5 также. Miamon 3-0 в полуфинале жесткий был, соглы. Get a game plan that suits their deck the best and is able to minimize the synergies and combos of their opponent. That's right, and best of 5 format here, meaning that Best of we do have 5. some bans we should take a look at. Not all of the decks are. Так, смотрим. Ну, как я говорил, скорее всего, Рубайлы и Скеллиги. Рубайлы у Miamon. Скеллиги, окей. Ну, посмотрим. Окей, погнали. Potentially a little bit too hard to control to let that Knut run wild together with Sigvald. We are going to get a very good finale in terms of deck variety. We've got Miamon наш хика-кандидат. Master Puppets, Inspired Zeal Reavers, Syndicate Vice versus Renfrey Priestesses, Arrakis Swarm, Triple Itter, and Guerrilla Tactics, Shiru, Milva, Control. I'm Насколько же разные колоды абсолютно. The level of variety and ingenuity that these Запускаю, players ребят. brought to the final official tournament. Absolutely. And Абсолютно. definitely. Так, запустил, блин, минута, наверное, мало, надо было 2 ставить. Spicy lineups. I think we can see it here. Sanvanter as well does have interesting choices there. With the Priestess Renfrey deck is interesting to me especially. And Чё им нерфим, не знаю. Скеллиги их банят, чё нерфим им? we do know that Miamon is on blue coin. Они кого-то первая партия, а вот пока непонятно. Фига там за Miamon влили. So much variety. Do you have any expectations of what we'll be able to see on blue coin and what might be coming on red coin? Blue coin, я услышал Blue coin, но не услышал. I think his go-to is definitely the Inspired Zeal Reavers Hunters. This is what we've seen him. Рубаки будут, рубаки будут. Blue coin this entire tournament. Рубаки и на синий, на красный неплохо будут. But I was going to say that будто вообще Miamon на любой колоде может играть на синий. There's going to be a lot of room for Все на бате. Надо было 2 минуты дать, а не одну. Как же хорошо при свете баланса. Даже у киберкотлет нет одинаковых колод. Донат 10к поставил, ну смотрим. Сейчас будет Рубилова. To play something like Arrakis Swarm, but maybe we don't see that immediately as the priority. Мать на Miamon, а не свою. Ну, смотрим. Начались игры. Хорошо, Miamon на синий. Miamon пикает рубак. Против точного удара. Ой, бриков много. Так, надо переместиться. Отлично. Да, спасибо, ребят, за поддержку, кто поддерживает. Огромнейшее вам спасибо. Так. Let's see, Miamon, no Golden Necker in hand, no Mata as well. Sanvanter getting rid of that Milva, finds a lock that's going to be kind of useful, and gets rid of that Armor's Workshop, but mulligans into... О, как много бриков Санвантера. У Miamon хорошая рука, хороший заход. Все он может сделать. Единственное, только нету этого... Накера и Матахури. Чуть давайте подубавим. Смотра более дефолтное решение принимает, ну. Miamon заберет, думаю.
Более чем на равных там было. Странно, что он сразу прожал Илдика. Ну, в нее очевидно летел бы контроль, очевидно. Село Бриков какое-то, ну. Спасибо за фоллоу. Вот он, герой! И добро пожаловать. Ну, очень странный плай, но окей. Тяжко будет. Если Мемон успеет проставить все карты, прожать все и уйти даже с каким-то карри-овером, в теории да, а так как будто бы мало шансов. Какие такие забанили? Самоурон оба забанили. Самоурон. Деки можно чекнуть в описании под стримом. Ссылка на колоды. Сразу прожимает. Этих он нажимать не будет, я думаю. Ставит как есть. Будет прожатие. Ой, хорошее. Очень-очень сильное попадание. Точный удар, наверное. Просто камень играет, окей. Очень силен. Мемон пасует. Чем Санвантер может догнать? Санвантер уходит в... Ну, Мемон может проставить... Что Мемон может проставить? Он проставит рубаку, коляску, допустим. Мемон сделает то, что хотел. Нейра. В Максе. Максе есть в колоде? Да, Максе есть. Нейра в Максе. Кибер спортивненько. Так, раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Я бы мешал, но... Может быть хуже только. Ну и все, Санвантер пасует, а Мемон крафтит карты. Да, мне кажется, если бы ты играл против Мемона и не знал, ты бы его 100 раз бы именно назвал. А уже такое было. Такое было. Причем он меня выиграл после этого. Ну, в этот момент. Я Мемона побежал только один раз. Из 3. Один раз. Один раз. Проиграл на 1 поинт, блин, на синдикате. Как так можно было? Как такое могло случиться? В чем Лорна обусловлена способность Макси? Но она типа ищет ведьмаков, по-моему. Кого он там ищет? Не людей каких-то. Блин, он коляску не нашел. Мемон не нашел коляску. Карри-овер хочется, он флотзам будет отдавать. Коляска была бы очень сильная. Эта коляска нужна была. О, какие хорошие карты, но увы. Но увы. Чародеев, да, чародеи были бы неплохие. Копировать там их. So Mimon's also going to play the meta now, just kind of getting rid of the card. He could have passed, but he wants to get rid of cards that he doesn't want to play in round 3, because if you mulligan them, you might get them again with the Vernon Roach or the Golden Necker. А, Макс чародеев ищет. Я думал, чародеев ищет Мемон, который хочет стойки сделать. Да, чародеев, колдунов ищет, точно. Альзура и Дорана, да-да-да. Could potentially offer you another round worth of Reaver Hunter pings later on. But, ой, как много бриков Санвантера. А я не знаю, что дальше. А знает ли Санвантер? Может обратно брик прийти. Белка уходит и... Краснолюд. Мата карты не добрала, а так он и не хотел добирать карты. Ему надо просто карту было скинуть. Повозка пришла уже ненужная. Ой, очень много нашел Мемон. Но Накер может сыграть плохую карту. Может сыграть спел. Спел нельзя играть. Приходится оставлять коляску, ребят. Или будет рисковать, это же Мемон. Не рискует. С коляской не повезло Мемону. Round 3 of game number 1 of the finals of World Masters. Сразу играется. Деран. Деран умирает. Рубаку.
on the other hand, is also an option that Miamon would probably Тяжко. like to see. So let's see what this decree is actually going for. It seems like Miamon isn't exactly sure right off the bat which card will be the most value here. There is a Reaver Scout as well. Накер полупустой? Нет, полный. But of course, a lot of removal available for Sand Mentor in this round. So it is the Idaran. It's boosted to 7 now because of Драна можно сразу ритуал даже кинуть. and Curse of Corruption looks to be in range. Yeah, Так и делается. Coming out very quickly, cleaning up the Idaran, unable to trigger the Idaran on the same turn as he's played. As we've seen Miamon being able to do that in previous games, but Еще 2 карты может сыграть Miamon через Роше. Muta Generator being the artifact and not Flotsam was the difference maker here. If Flotsam had been the Рубак надо искать. that was pulled by Golden Necker, you could have seen Да, вот на 3-й, ну, Miamon тут прям беда, беда печаль. Я сама как будто это должен забирать. Answer enough here? That is the question. This wagon a little bit unfortunate to see here in round 3 as it is rather a carryover card. Right now, take a peek into Sandventor's deck here. То есть они все таки спокойно ли играют на камеру? Они нервничают внутри. Не самые лучшие карты. Двоечка. Нет, не двоечка. Окей. Maybe not the option Sandmentor had hoped to have seen from this backup plan. Could have potentially removed that Arbalest where the Я бы Роше, наверное, играл. Instead goes for the Elven War Dancer, doing one Что карты... Ну хотя, блин. Коляску можно сыграть еще. Ну, не коляску, а эти катапульты. That can come down from a Neuromancy, and we do know that there is the Mahakam Pass that can boost up the Shiru if need be. It's going to be really interesting to see how Sandventor can line up as good of a burn as possible. Так. Ну, плохо. Зельткирка давать не хочется было. Ну, вернее, хотелось, но не сейчас. Как будто он даже его может не прожимать. Но если не прожмет, его телепортнут. Ну, на разведчика. Ой, не разведчика, а арбалетчика. That's right, and now Miamon has to decide quickly if he wants to use the duel and the zeal on the Selkirk, or maybe use the Lance Connect so that the double six. Я бы просто 4 урона, да. Просто 4 урона зелью не прожимаем, потому что лучше рвение добавить разведчику Рубайлу. Почему-то не выступал никогда в туриках. Когда я начал заниматься гвинтом, турики для русских были отменены. Отмена! Красануться в зелю. Не в зелю. Он отыгрывает от... Окей. Он добивает сразу перемещением лидерки. Он отыгрывает от подкрепления. Прикольно. Окей. Нет, не убивает? Что? Он ударил и не убил. Но Miamon переигрывает разведчика. Нет. Он может пробить краснолюда. Если надо валить. Он лидерка восстановил. Все, набивает зелий. Зелье оставляет, окей. Взглядов много. Очень хорошее попадание. 0.41. Шансы, как по мне, 3 арбалетчика, 2 катапульты. Ему надо было убивать разведчика Рубайлу. Он этого не сделал почему-то. Почему? Да, арбалетчик на арбалетчика... Ну, а как он арбалетчика мог убивать? Он пытался рольнуть дэмэдж. Он мог, но в первую очередь надо было разведчика Рубайлу валить. Потому что домик переигрывает его, подкрепление переигрывает его, все переигрывает его. Смотрим на Ширу. It is going to be the Shiru. Sandventor makes a commitment. No Simless being played or Heatwave being played in this round, but this Shiru is... Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Вот это Ширу, ребят, вот это широкий Ширу. Хорошо. Коляска. Окей. Красиво, да.
Да, что ты теперь скажешь? Лютый пиромант. 41-0, 9-8. Не очень. Ну, девочка Оракул. Просто больше всех по поинтам. Катапульта. Убиваем картон. Ему надо обязательно убивать карту, чтобы не было слева-справа, а от Симлоса отыгрывает. Но Санвантер Симлоса не нашел, понимаете? У него Денису будет на очень мало поинтов. У него голем ход на 7. Перемещение ход на 7. Ок. Это мало. То есть у него все карты ходят на 7 очков примерно, ребят. У Санвантера все карты на 7 очков. У него на большие шансы тут, большие, огромные. Проверять красную, да, слишком рандомно. Попал. Но не стал, да. Правильно. Коляска идет в бой. Все, контроля больше у Санвантера нет. Надо пробивать коляску именно. Именно по коляске бить надо. А кто будет переигрываться, вопрос? Че он бьет по нему, а не по коляске? Коляска крайняя. Блин, ну... Прям будет очень потно. Почему-то генератора не как финишер? Около. Дао на 7 ходит. Там нету карты под Дао. Он просто перемещает. Окей. Убивать надо краснолюда. Почему он не краснолюда убивает? А, потому что убить его Ширу быстрее и проще, но... К сожалению, господа, неудача. The Dennis would certainly like a little bit more. Melee Row Chariot is being played here. Onager and Ballista charges are still... Ну, все, поинтов не хватает, по-моему, Санвантеру. Да, не хватает. Денис ходит на 11 примерно. 11-12. Да-да-да, все не хватает, ребят. Не хватает. Причем самую малость не хватает. Да, ход на 7 остался. Все, уже никак. Миамон, кстати, ждал Симлоса. Симлоса нету. Миамон такой думает, стоп, чё? Стоп, чё? Не заход зарешал. Ну, у Миамона тоже был плохой заход во втором раунде. Прикинь, если бы он во втором раунде нашел просто бы повозку. Просто насколько бы... Разница была бы колоссальная, ребят. Полоска под Идераном — это разница колоссальная. Просто колоссальная. Счет был бы вообще в пользу Миамона в разы. Так что тут понятное дело, что Санвантеру не повезло, но Миамону тоже не повезло. Да, пустой. И Миамон здесь забрал. 0-1. Очень хороший Ширу был. Ну и как бы просто Миамон. Пока Миамон лидирует. Выбираю исход. 55-45 за Миамона было. Выбираем исход. Миамон победил. Это как мем уже какой-то. Миамон победил. Как много баллов раздается в никуда просто. Так, давайте дам 2 минуты на этот раз. Миамон Санвантер. Сейчас будет Санвантер на синей монете. И какую же колоду он возьмет? Какую же колоду он возьмет? Какую? Ну, понятное дело, какую. Так, Миамон Санвантер. Начать прогноз. Санвантер возьмет Арахну. На синюю монету. Жрицы вряд ли. Думаю, Арахна будет. И... Миамон либо Ахеронти, либо Тусент. Скорее всего, Тусент. Мать выиграл, ставит теперь отца. Вот это от своего. А Санвантера заливают. Да, Симлос бы выиграл, очевидно. Но, опять-таки, я еще раз вам скажу, если бы во втором раунде просто пришло бы Миамону в руку коляска, то это было бы вообще тоже совершенно другая тема. Переиграть стражу, и были бы доп-поинты с мутагена, не? А разницы особо нет. Ты переиграешь коляску, коляска, там же катапульта бьет много раз. То есть катапульта ударила лишние, там, 2-3 раза. Так что... Арахна Тусен, скорее всего, да. Да. Да, так и случилось.
Это все будем тут лутать твоего отца. Заход более чем нормальный. Сразу мульганится важная карта, чтобы потом ее найти. Миамона, хрен пойми заход какой, вроде бы миамоновский заход. Непонятно, что Миамону надо. Но, скорее всего, желательно Накера и карты, которые возвращают его. Миамон нашел Накера, может найти Накера только через Матахури. Белка сильная у Санвантера. Ну, у Санвантера не самый лучший заход. Еще один мульган. Допустим, кого? Кого можно смульганить? Дяды? Миамона хороший король рыбак, это очень хорошо для него. О, окей, очень хороший последний мульган. Ура, туклятина на арахне. Именно она. Указ сюда. Без защитника, защитника не боится. Вернее, контроль не боится. В какой-то момент, казалось, Ширу переломит игру в пользу Санвантера. Миамон все знает. И даже не пугается в такие моменты, очевидно. Добирается Вран, который с мулиганенный был. Генератор имба нерфим. Слишком вариативная карта и сильный кэрри-овер. Это тир какой? Почему часто так в турнире? У меня она в тир 3 была, но часто в турнире, потому что это, по сути, абуз колода, которую ты ставишь на синюю монету. Легко найти карты и легко реализовать комбинации. Тяжко их законтрить, если они все нашли на синей монете. А в ладре, конечно же, намного хуже ощущают себя. Вы хоть раз видели трутней на красной? А, да, один раз видели, в Мироре. Все берут только на синюю. А если их не могут закрыть на синюю, то это луз. Да. То есть либо трутни проигрывают на синей монете, и все, и больше их не могут закрыть, и уходит человек с турнира. Либо они выигрывают на синей. Третьего не дано. Очень много было на отборочных трутней, и винрейт там был слабый, 20% или 30%, что-то такое. Очень мало. Винрейт с трутней был 20 или 30%. Сейчас только Санвантер дошел с трутнями, или кто-то еще, по-моему, был. Не помню. А, да, был кто-то еще. Братишка из Китая был один, и Санвантер. И они, конечно, такие в Мироре были. Да, именно так. Защитник ставится. Вчера, если нерфить, то сценарии, а не мультигенератор, чтобы они их по 3 штуки не пихали. 3 сценария? Ван Мурлигема... Чем он Ван Мурлигема на топ-деку положил? Или он... А, он указ положил на топ-деку. Он на топ-деку положил указ, добирает Асира. Не Асира, а Алису. Форца. А, книжка еще есть, книжка. Может, он книжку положил на топ-деку. Окей. Еще один Вран. Он с книжки не играет. Блин, что он делает? Не кровоток, так он потому что убивает его. Я не знаю. Если чат, то они переигрывают. Они переигрывают, да. На тех же монетах. Теми же колодами. Ой, понятно, опять миамоновские плей пошли. Я не понимаю. Ничего не понимаю. Он пытается запутать. Он пытается запутать ребят. Санвантер думает. Очень думает. Потому что миамон путает. Надо сразу Накера класть. Поэтому он мог сыграть Алисой в Накера. Ну, короче, не знаю. Минус Накер. Что сказать Миямоне? Почему в каждой игре вынет Накера? Не знаю. Он же никак не проходит инсектоидов. Ты сейчас спрашиваешь, он побеждает. Турики, можно брать 4 примерно одинаковые колоды, было бы что-то вроде 4 порабощения во время... Нет, одна колода, одна фракция. То есть тебе надо выбрать 4 фракции. Ну, как вариант, ты можешь выбрать 4 ноу-юнита. Ноу-юнит белки, ноу-юнит чудовища, ноу-юнит север какой-нибудь.
This is a very counterintuitive play, right? You're using the booher to Хэнбаф чудовище, хэнбаф с Кэтели. alive from being killed via damage. А Миамон случайно ли не перекрутится? Encourages you from clicking it because when you send it over to your opponent's side of the board, it's going to be very, very tall, giving them a lot of points. This infusion is also really interesting, helping a lot with taking down this master puppet. Look at this Kikimora stalker just doing the work. It has disappeared. Колода убил. No more master puppets right here from Miamon. Зачем баф марионетчика, чтобы его не убили через Кикимору? Это слишком гениально. Он в фотошопе середину лица приблизил, или он сам... Или он на самом деле такой. Так вот он сидит. Я вон 3 кило лучше на рваное очко посмотрел, чем на Арахну. Ну, видимо, более стабильной показалось. По-моему, она бабуинца основа игры. Possible to play from deck. Of course, Sangreal is still in hand, but Tome cannot be bounced any further. It is a big point gap, and like you said, Shinmuri, no access to that master of puppet. Только были колоды, которые мы увидим в next гайдах, или все уже было? Есть 2 колоды точно. Я планирую на них гайдец. Он как будто вечно с похмелья. Ребят, тяжелая жизнь в Японии, вы вот зря так шутите. Кто фаворит в турике? Миамон. Так и Миамон, кстати, легко перекручивается, да. Поэтому надо осторожно с ней. То есть, если у Миамона будет задача забрать раунд, он его заберет. Только ценой чего? Ценой всего. Если Санвандер проиграет, Миамон сожрет его рыбок с рисом. Он похож на человека, который это может сделать. Думаю, Миамон после этого турика станет именем нарицательным. Так он уже. Не знаю, о чем думает сейчас Санвантер, но... В долгие идти, очевидно, такая себе тема. Так, комбинацию Цири, Мильтона, сыграли, не отдал. Это очень хорошо для Миамона. Очень хороший сейф. Это прям финал-финал? Да, это прям финал-финал. Финал финалов. That's right. Sanvander taking his time here. Even though he's already won the round, he's probably trying to formulate his game plan for rounds 2 and 3. Do I want to dry pass in round 2? Что-то Санвандер хочет сделать, но непонятно для меня лично что. Собирался с мыслями. Отборочная Гвинт 2. Блин, говорит, не на бабуинил, а на Миамонил. Приз какой? Деньги. Много денег. Санвандер не может съесть Цири? Может. Только Эндрягой. Ну 2 Эндрягами. Эндряга королевой и... Ну да, может. Сангриаль как-то псевдо уже ощущается. Шабаш находится. Поднимается Вильгефорд, Матахури и Король Рыбак. Это плохо для Миамона. Миамона надо как-то засовывать, например, Вильгефордса хотя бы. Guillaume, but there's also something like Heat Wave that can get rid of the Guillaume before he can steal the defender status. Да, будет новый Гвинт, ребят. Будет новый Гвинт, но пока остается только ждать. Тройной накер, ну типа. Ребят, вы что, не смотрели, что ли, все игры? Тут столько Миамона уже было. Мы уже второй день на Миамона смотрим. Он на этом Тусенте, наверное, одну пятую стримов как минимум играет, может 1/4. Откуда инфа про Гвинт 2, а вы плохо смотрите трансляции, ребят? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну вот. Но Гвинт зарофл? Что? Гвинт 2? Really big play here from Sanvanter, resurrecting this eater. Kikimora Stalker safely tucked behind this defender, and a ran. Гвинт 2 будет. Гвинт 2 это Гвинт, в котором Нильфгард всех поработил, и есть только одна фракция. Какая? Север? You know, it's very difficult for Miamon to actually have access to the Vilgefortz in this round because Golden Necker's gone. You can't tutor it with that. Royal Decree's gone. Не могу сегодня смотреть стримы по 4-10 часов. А я ведь могу стримить, значит и ты можешь смотреть. Данат Вин, ну, расставился офигенно. Как будто бы да.
Этот раунд Тусен не проходит. Of course, we do see that the melee row is starting to look a little bit more full for Miamon, and look at this. Очищает защитника. Or the Sangreal. Финал БО7, БО5. Санвин. Санванвин. At the moment, because he's got 4 armor on it, and even more now. It's a negative 12-point Sangreal now that it's been consumed entirely, and that is what Sandvan. Где инфу прочитать? Пока нигде. Пока нигде. This whole time with his Arrakis Queen. Sandvanter definitely is executing the strategy quite well from AQ. It is going to be difficult for Miamon to keep up with this. Does set up the defender here. Fion is boosted. There is a heat wave. Кто был с Ангриалем? Но он очистил его. Не знаю. Ну, он просто его хотел пройти. Защитника. Но прошел. 3 не сыграет? Ну, сыграет не так, как хотелось бы. Not doing much at this point anymore. The Sangreal played pretty awkwardly there. It's really false theory. Он будет типа все заново собирать? Наверное. Ребят, пока 0 информации, 0. This much, right? This Sandvanter is just increasing the points and these Kikimora stalkers and the. Игра на минус 12 имба. It's a lot of value. Yeah. So what's one thing that Miamon can do is. Не, как будто 1-1. Master of Puppets to use the Petrie's filter on. He could use the Petrie's filter on the Guillaume. I'm expecting like this Arrakis Queen to GTA 6, а кто-то Гвинт 2. Ну, 0 инфы, адекватно 0 инфы, поэтому. Просто ждем. I don't really know what you do after that. Like, where's your punish, right? And where are your points? Where are your points? You need so many points. And again, the deck really centers around the Master of Puppets. Он ест дряга, которая 3, он ест дряга, которая большая, королева. Трекну до рубашки, ну, успеешь. Если 2 катки, даже если 3-0 будет, успеешь. 80-point swing potential, perhaps. That's the numbers we're talking about here, which would even the gap, but just no Master of Puppets at all, not accessible in this instance. Лжецири никак не съесть, только Эндриагой. Да ну, а почему он его... Очень странный, ладно. Официально тизернули? Не тизернули. Какие-то намеки, какие-то такие. В общем, ждать надо. Вот в том и прикол, что тизера нет, поэтому я и не говорю ничего такого. Бать донат от польских попрошаек. Очень странный плей, этот не ест. Драга в стиле почему сразу не сделал? Хороший вопрос. И почему Миамон после этого не забафал ее? Ну все, уже 0 ченс. Просто невозможно. That is a lot, and here comes Milton putting a boost onto the Endraga Queen as well, and lot of points to catch up here. Смогу сделать прожито нового в Gwent 2? Хрен его знает, вообще не знаю. Как будто реально откат. ОБТ будет. И он пипец, я всю жизнь свою на него поставил, а он... Говорю, подтвердить моя теория о том, что они делают новый Гвинт к Ведьмаку 4, и тогда... И когда там выйдет новый Гвинт. Пора кодироваться от Миамона. О, не знаю, зачем это тянут. Надеюсь, но в новом Гвинте будет главная фишка, что разрабы не забьют на игру и будут делать нормальный баланс. Убивает сразу. Гвинт 2 3D. Out seeing that Master of Puppets jump on the board again after Miamon does not have access to a single one of them. But no worries, of course, the Kikimora Stalker. Все, у него карта ходит на очков 6, 8. Oh my god, I almost had a heart attack there, Sealy. Like, what is happening? There's Miamon's superpower to make his opponents throw at the very last second, but no. Никто ничего не анонсировал. Of course, planned all along. He had enough charges on the Kikimori Stalkers to ping down the Master of Puppets right away, not giving it a chance to use his order. All right, and here is Guillaume. Milton has been pressed as well. Pretty impressive point leap here from Miamon, but with this
Gwent 2 и Gwent 3. Gwent 2 в VR-шлеме будет. Yeah, and Samantha heat waves the Guillaume as an insurance policy to make sure that he can't get through the defender with the Guillaume, and because there's still the scare of the Master Puppets seizing that 25 Ran Warrior on the melee row. And Samantha has played this super well in that there's nothing on the range row that's very good for the Master Puppets. It's really just that 7-point 1-1. insectoid. Так, Санвант разобрал. Труд не закрыл. Forced to concede in game 2 of World Masters series. Так, большинство было за Санвантера. Пока выигрывает тот, кто на синий. В монете. Кто-то без отца теперь. Как это слабо, пока 2-2. 7 монеты имба получается. А я говорил! Синяя всегда лучше, чем красная, очевидно. Прям... Да чё, не шевелится, не чувствую его. Почему Миамон не заблочил монстров? Хрен его знает. Он думал, что на Тусенде их выиграет. Но очевидно, что Санвантер бы брал... Не знаю. Что за девка справа? Это мама Райана Годрика. Здорово, заводчане. Ну что, Миамон всех... Пока нет, пока не всех. Но стремится к этому. Это такие же пины, как у ведущих. На этих, блин. На Озоне. Райана Гослинга, именно его. Моя будущая жена. Так она об этом пока не знает. Ян Дэнни. Кто Райан Годрик? Кто такой Райан Годрик? Ты Слава Мерлоу. Так, сразу следующий прогноз. Следующий прогноз. На этот раз прямо он будет на синий. Ну, я думаю, он... Тусент. Блин, Тусент. Давайте смотреть. Я пока немножко баллов на Миамона. Гослинг, не Гослинг. Другой. Самантра пока одни брики сплошные. Дениса он нашел. У Миамона хрен пойми, но вроде нормально. Мата есть. Белка в руке Вин, да. Вшитая белка. Them together, but decides to hold on to it. Because I think that if you have Alyssa or Seer in your deck, you can kind of dodge this squirrel, right, on your Golden Necker. But decides to keep them in his hand. Just gonna open Defender and see what Sanventor's response is here. Yes, let's see what can be done about Defender. Of course, Sanventor is playing a movement. Не дай бог, Миамон сольет. Какая стадия турнира? Финал. Офигенно, оставляем. Оставляем. Лучше не будет. Лучше не будет. И Анейра, и Ритуал, и к третьему Симлос находится. Бриков нет. Но не находят здесь блок и обращение. Ну, я не думаю, что они так нужны. Обращения точно нет. Да, обращение может сыграть. Я думаю, оставляет так же. Может быть, только хуже. Because you never know. We saw Maxi betray her owner, Я посоветую максимум пару косарей закинуть. Ты о чем? Так, голоса приняты. Миамон 66 тысяч баллов. Еще есть время. Санвантер 11к. 66-11. За Миамона в этой катке. А я прям не знаю, я вообще не знаю. Брички есть. Блок Санейра, как варик, да. Ровно 1к поставил. Ой-ой-ой-ой-ой. Как будто бы это стоило отыграть. Пипец. Это жестко. Это очень жесткий ролл. Где вы голосуете, кто победитель? Сверху появляется голосование на Твиче. Господи, у меня 67 баллов Твича осталось. Я все просрал, нельзя мне в азартные игры играть. В чем прикол Тусенда Миамона? Он же и так не получает выгоду с бафа. Слушай, это надо смотреть на практике. Это объяснить невозможно примерно. Блин, это что, луз? Все? Было проиграно?
Ну окей, это один из винконов был. Блок будет в карту под Сангриалем. А что было? Санватор рольнул дамаг в себя и убил Цири. Really. Да, лучше смотреть на практике на эту колоду, потому что ее объяснить тяжко. Пас от Миамона, но Миамон просрал Цирю. Это очень плохо для него. Амантр брики не словит, он отмулиганит 2 карты, и все получит, что нужно. Кроме... Ну, а Нермати тоже получит. Да, он не отмулиганил, там отрасал все как есть. 2 бронника он убирает и добирает карты. Ритуальчик, мастерская и точный удар. Зрение испортилось, хреновое зрение. Портится с каждым днем, я думаю. Все равно такая роль в финал попал. Ну и сказать, как бы Макпай с неудачей был, и плей были не самые понятные, ну, короче, не знаю. Как же там много контроля, да, обмазываться им можно. С каждым, когда стримишь Гвинт, да. Какие деки любят красную монету контрольного юнит? Ну да. А бус и баф синюю. Ну, есть исключения, как агроиды, у них, например, есть. А крам, которого классно на красной монете. Красно на красной, классно на красной. Поставите в резко так. Резкий поинт на равных забрать, и стойкость у тебя на 18 очков примерно. Синдика вернул. Okay, Sanvanter now. Let's see. His hand looks very good. Doesn't look like he really has. В Геншин играет. Я думаю, есть такие. Есть такие. Конкай. And he's able to develop some carryover if he wants to play something like Mahakam Pass in this round. Yep. Couple of options here for Sanvanter, really taking his time to. Конкай импакт, тут 2. Скороговорка, да. Вау, он сбросил ее! Стрельно спать хочет, чуть-чуть. Хотя трансляция сегодня идет много быстрее, 5 часов всего лишь. В прошлый раз 8 сидели. Чем он сбросил, если он играет? Очень хорошая эльфийка средняя, которая бьет по цире. Не. Да, у меня Мона вообще раннее утро. Пробовал Ген, что словил эпилепсию. Кажется, меня он все свои деки под похмельем собирает. Почему вы думаете, что он бухает? Ну... Почему? Sanvanter in this round. We can definitely see Yamon thinking very carefully of what is about to happen. Again, curse the corruption. Можно домик поставить. Раз уже бронза есть на столе. Белку давать не хочется. Домик. А Нейра. Надо брать. Кстати, домик не добирает. На конструкт. Серьез, это единичка. А, подожди, не единичка. А, все, отлично. То есть не в цирю. Окей. Циря остается. Вы поняли, все мужики за 40 бухают. Безалкогольную водку саке называется. Почему в Цирю? Потому что Саски выпрыгивала. И Саски бы добила Цирю, и Саски не вернулась бы в колоду. А ему хотелось, чтобы Саски вернулась в колоду. Саски может багом Муллигана остаться наверху. Сламатор это понимает. Дает банку.
Тут вопрос возникает, стоит ли Санвантеру играть белку, если Миамон будет бронзу оппонента играть. Баффет забирать кукловодами. Мильва? Ой, извините, да, Мильва, не Саски. Мильва. Yeah, Sanventer can get a gold unit in the Dorgary from his Oniromancy. I'm trying to look at like how many cards he actually, how many bronzes he actually has to discard if he wanted to, you know, avoid playing. Не забрикал руку. Mana certainly didn't help him as it drew him another bronze. That's true. So he would have Надо брать бронзу, которую будет мульганить, видимо. the squirrel, and I don't even know, like, what do you do with Mohawk Pass? Mohawk Pass will, if you play it, it'll spawn you a bronze, right? So there's То есть сейчас Санвантер думает, стоит ли ему ставить бронзу. Он ставит бронзу. not willing to make that sacrifice, is just going to play out the bronze early, and now Miamon has a target to buff. Слишком долгий раунд для такого юнита, слишком долгий. 10 карт, камон. 11 даже с Матехури. Слишком долгий раунд. Fisher King on top, and we can still see that Fion, on the other hand, is still in. Наверное, защитника банку он найдет. Неплохо, эльфийка хорошая. Хотя... А него хватит? Раз, два, три, да? Три. Ищи Накер белка. Защитник должен быть на топ-деке. I mean, you might actually want the second Petrie's filter if the first one gets heat waved. It depends on the board state, exactly. It depends on what. Кто смотрел Олдбой, он именно так же сейчас выглядит, как мужик, который 10 лет ел одни пельмени. Я шарю. Было очевидно. That would be a correct assumption. No golden necker, no second golden necker for Miamon. But Sanvender has had to play another bronze now. Не, белка понадобилась, все хорошо. Really, in order to prevent that golden neck from being played. And and Palmerin. Fisher King, of course, was able to put the Fion on top, and Palmerin pulls the unit that is on top and plays it. So that is how the Fion was tutored in this instance. And did you see what just happened? Palmerin tutored the Fion, which was hard to get, played a 4-point body on the board, and then gave 9 points, because Fion is 9 provisions, gave 9 points to Sanventer, but those points are really Miamon's points. So this card is kind of like a 13-point tutor. That's how crazy powerful these. Ну, человек красавец, который бесконечно бьет. Серьезно? Мы вас пробивать? Чтобы сейчас по эльфу, например. There is the curse of corruption, there is that heat wave, but Sanventer would still have to spend it. We did see even some self-heat wave potential and things like that earlier. Вот баффет белку. Прям все поинты в нее будет давать. Блин, она может попасть по логике в этого, в эльфа, который грядет от Дейра. Что может Алиса переиграть? Бугурт, Сангриаль. Есть смысл. Which destroys only 4 provision units. There's this Elven Scribe that's 4 provisions that could be a target, but he has to get through that defender first. Otherwise, this epidemic could end up being a little bit of a brick. Shiru is also still waiting for value. The question is, nothing quite lining up beautifully here just yet, but still some units have been played. I mean, I did say earlier that there is not really a nice way for Miamon to disalign the Shiru, but the Tusatua Hospitality passive leader actually is doing a little bit of that, which can offset the Shiru, making it a little bit unpredictable and maybe hard for Sanventer to decide when it's going to be have to be taken. Sanventer just plays a royal decree into a Dorgary to lock nothing. Если Сангриаль переигрывать и блок с Арторису давать, как варик на самом деле можно. Ритуал не рабочий. Уже. В самом деле нерабочий ритуал. Нерабочий эпидемия. Ну, он может пройти защитника.
пройти защитника через каратку, допустим. И эпидемия сыграет в эльфа. Заход с блоком. С Ингралю бафнуть карту, а блок не даст Ингралю ударить. Алиса ход на 6, пока что да. Ну да, уже точно да. Да. Точно да. Если он поспешит и заберет билку раньше времени, то это может быть самая жесткая эпидемия. Он сам убивает ее. Там Шинмири аж поперхнулся, видимо. Что за звуки были? Любимый напиток и ну, другие цели просто надо сейчас искать. Вот краснолют, например. Пока Алиса ставится просто на 6. Знак против школьника. Как же они долго ходят? Ну слушай, на кону большие суммы. Да, Колос на ценочке. Выстрел в ногу тоже выстрел. Ну и сетов маловато, да? Но сейчас играет ритуал. Ритуал рабочий, Симлес рабочий, разнорабочий. Он ждет, какие карты будут прокачиваться, чтобы можно было бы... Ой, по эльфу попал, ё-моё. Что, прям Санвантер попадает, он в Цири попал, и сейчас в этого эльфа попал. Санвантер не забрал первый раунд, когда жахнул Цири в первом. Не знаю. А чем он мог забрать? У него же не было карт, которыми он забирал. Караточка. Ширу убивает Мильтона. Да, подровнял под Ширу. Ну, Ширу на 6, но мне кажется... Ну, надо смотреть. Онлайн мощный? Нормальный онлайн. Хороший онлайн. Ну, людям интересно узнать, чем кончится дуэль. Чем кончится финал. Финал финалов все-таки. Финал финалов. То онлайны, конечно, большие. Шреки были на турнире, не было. Конечно, все-таки Гремак отступник. Так себе. Ритуал рабочий. Ширу 9-12. Ну, шестерки только. You use both artifacts and 1 leader charge. That's going to be 3 plus 4 plus 5. That is 12 more boosts to the Shiro that can get to 15 points. And you can even use another leader charge to get... Надо сейчас Ширу отдавать. Либо сейчас, либо никогда уже. Ты не понял? А, банка. Он посчитал? Он посчитал? Точно? Офигенно. Это было хорошо. Это было очень хорошо. Из плохого только то, что сейчас ритуал может не сыграть. Это было очень много. Главное, чтобы ритуал сыграл. Как же Шинмири хорошо. Офигенно. Это очень хорошо. Главное посчитать. В такие моменты главное считать, успевать. Так, мастерские броника. Он бафает не краснолюда. Ну и ритуал может не сыграть. Я думаю, у меня он отыграет от ритуала. Да, он просто ставит его. Потом и Ширу на 45. Помню, челлендж на Ширу на 30+. Да-да, помню.
Yeah, this Dennis is coming down right now, boosting these gold units. We could assume that maybe one of those will be Vilgefortz at the very end. This Нельзя Вильгефорца отдавать, ни в коем случае. Вильгефорца ждем под ритуал. То есть, да. Yeah, so Sanvander's almost done. Надо играть бородатого. He's got the guerrilla tactics left, which can pill out the Milva. I'm kind of looking at what Miamon can get with like an illusionist. If there's anything good, I don't see anything amazing, because like you don't want more Master of Puppets. Right? Может хватить, ребят, может хватить. О нет. Wait, that's okay. That's not pre. Wait, now. But now it's a 50-50. No, it's. Wow. It's not a 50-50 if you use the leader on. Но. Все, не хватает этого. Этого не хватает. И Санвантер выигрывает. If Miamon, I really want Specimen to analyze the ending of this game. If Miamon had waited on the Vilgefortz. Вильгефорца не надо было давать. Не надо было давать Вильгефорца. Была ошибка. Вильгефорца надо было держать, чтобы ритуал сыграл на 0. Чем ритуал завязал, чтобы кукловод не забрал карту. Если надо было Вильгефорца отдавать, тогда бы ритуал был бы в Ширу. Подожди. Ничья! Нет! Что? Ну ладно, копим на рубашку. Капец. Не, ставку не отменяем. Ставку она остается, будем дальше. Не, Миамон, блин, просто Вильгефорца это было отдавать. Он выигрывал, если бы Вильгефорца не отдал. Факт. Если бы Вильгефорца придержал, я дал бы этого, он бы выиграл. Пипец. Опять Миамон каким-то образом сделал ничью. Блин, 2 ничьи от Миамона за турнир. Да, вчера он тоже ничью сделал. Он. Против кого? То есть кого он играл? Против китайца? Жесть! Подставные матчи, конечно. Он там одно повторение одного и того же действия получается, да. Ритуал сброса Миамон бы выиграл? Да. То есть если бы Миамон не сыграл бы Вильгефорца, а подождал бы, сыграл бы сначала Арториуса, то Вильгефорц убивал бы Ширу, ритуал был бы в сброс, да. 15% решали? В каком смысле? То, что он попал краснолюдом, Санвантер попал этим, своим краснолюдом попал в эльфа, который мог стать 10-кой. Там эльф, который от спелов качается, ну, эльф этот, знаток, как не помню, как называется, он должен был 10-кой становиться. А Санвантер в него попал, когда у него был таймер 1. Там карт было много, 7 или 8 штук. Он в него попал, а Миамон попал в карту, которая сделала ничью. Да, мы побронили бы по мелкому отряду, да. Это все-таки следующий решающий. Это нет, это переигровка на тех же колодах, на тех же монетах. Я он столько раз мог выиграть и в итоге еле вытащил ничью. Посмотрим. Хороший дека опам приходится мозги включать, а не играть по алгоритму. Фух. Иллюзионист ничьи, да. Там вообще как будто 0 ченс было, а в итоге он сделал это. Просто выбил поинты, просто выбил их. Какая жесть. О май гаш.
Это до концов проклято. Как же японец хочет денег. Лаки шот 1-1, да, типа того. То есть тут везде была удача, неудача, удача, неудача, и в итоге вот ничья. Но повторюсь, что у меня Мона был винкон, если бы он сейвил Вильгефорца. Мог быть винкон. Сколько рублей получит победитель? Очень много. То есть пока что вот финалисты что-то в районе 500 тысяч рублей получают финалисты примерно. А когда, ну то есть, они от количества игр выигранных. Желательно делать 3-0, тогда денег будет больше. Сири вот Рассадени, да? Ну, примерно. Шир был офигенный, кстати. 40 тысяч это минус 3 месяца на заводе в Японии. Ему бабл Шинмири поделили по небось. Дайте японцу выиграть на рамен поход в парикмахерскую. Ему настолько круто, что просчитал ничью, чтобы последний финал в истории был красивым. Ему деньги на похмел просто так не упустит. А, у Санвантера уже второй шир, классный факт. Очень много выбирают колоды. Мне кажется, там Санвантер ходит, отдыхает, просто дышит, дышит. На тех же колодах будет, то есть... Ничего нового. Но сейчас повторю, что Вильгефорс был бы победным. Вебка отстает, разве? Вроде нормально. Нет? Может быть. Звук, норм. Странно. Странно. О, нормально, норм. Может быть, есть какая-то задержка. Может быть. Надо будет посмотреть. Раньше не писали. Ну что ж, смотрим. Ставки те же. Ставок больше нет. Норм очень красивый стример. Спасибо. Нормально чел байтит. Если так будешь каждый раз повторять, мы всегда будем писать, что отстает. Ну, не надо. Смотрим. Обоих заходы довольно-таки хорошие. Донатор может еще рискнуть один разик, но... Такое. Угу. И получил на самый, наверное, худший брик. Наверное, самый худший брик. Был, он его получил. Перезапустил, перестало, я не байтил. А, окей. Бывает. Бывает, окей. Кстати, кто не в курсе, у меня вот, я когда гайды записываю, у меня почему-то именно, я не знаю, с чем это связано, я что-то как-то даже не решался узнать, у меня отстает видео. Когда я видео записываю, немножко отстает голос, я там на микро там секунды немножко это перегоняю дальше звуковую дорожку, и все нормально. То есть я не знаю почему, то есть это у меня уже сколько? Ну, год, наверное, такая тема. Я просто уже привык и просто перегоняю звуковую дорожку там на пару микросекунд. Там прям самую малость отстает. На трансляциях такого нет. Белки нету, кстати, факт. Он белку искал. Да, переигровка. Переигровка. 1-1 не засчитывается ничья. Переигрывают ребята. Абсолютно. Не колесница, кстати. Проблема Санвантера в том, что без федеральной Аширу ему не переиграть. Не выиграть. Смотрим. Без белки скорее. Вот белка прям проблема. Белка реально проблема. Он-то отыгрывать будет от белки, но он никогда не отыгрывал. Так что не будет он отыгрывать. Да, финал финалов. Вот это реально финал финалов. В итоге таки оказалось, счет уже неравный, ничьи есть, то есть в итоге подтвердилось. Нашел бы против меня Мон равно проиграл. Дурацкое правило, сделали бы как в Гвинте, каждому плюс очко и все. Ну тогда бы меньше зрелищ было и контента.
Miamon decides to try to protect it behind the defender, but as we said earlier, there's movement, always a threat. Chariot, on the other hand, yes, this is a card that Sandbender even discarded in the previous game. He doesn't want to play Просто почтового голубя Миамона, что белки нет. Сейчас позвоним ему. Сколько именно напортачил, наверное, ты через что пишешь? Самый дефолт, вообще самый-самый дефолт. ОБС там самые стабильные, самые нормальные такие настройки. Я боюсь туда заходить, потому что могу что-нибудь хуже сделать. Пока можно отдавать Санвантру очень много разных. И бронзы пока что можно. По Санвантру самое хорошее, наверное, уйти в максимально короткий раунд. Играл против каких-нибудь киберов в лагере. Ладере. Конечно, играл. Часто вот, наверное, больше всего, кто мне попадался, это Гендальф. С ним постоянно у нас на равных прям дуэли, сражения лютые. Очень часто попадается. 50 на 50, то он, то я, то он, то я выиграем. Человек-шапка с Планби часто попадался. Я его всегда выигрывал. По-моему, у нас с ним счет 5-0. Я его 5 раз выигрывал. Вот, на завещаниях он был, помню. На каких-то бандитах странных был. На краснотрудах он каких-то был странных. Макпая выигрывал 2 раза, и 1 раз он дисконнектнулся. Вот, то есть 3 победы, по сути, против Макпая. Керпен 1 раз попадался, я проиграл ему на 1 очко. На экспериментальном синдикате. Как же мы с ним душились, какой же ноуюнит там был шедевральный. 1 очка не хватило. Помню, там был счет 1-0 в итоге. В 3-м раунде. В его пользу. Если это от тильта, не знаю. Шнур был дернут. Помню, как Макпай ливнул, да. Ямон раза 3. Вроде бы 2-1 в его пользу. Пазл. Так, а что он хочет? О чем думает Миамон? Что? Ну, он будет кукловодов делать через... Окей, просто в долгий раунд он будет делать кукловодов через... этих... блин. Через этих иллюзионистов. Это только предположение, но можно чекнуть, что у тебя в вкладке «Вывод», чтобы изменить. И чтобы изменить, посмотреть кодек. Блин. Так, кодировочка. NVIDIA NVENS H264, то есть самый дефолт. It was not drawn last time, but it could be used to transform a Petrie's filter. You know, you're giving him 6 points, but you're denying him that zeal on these master of puppets, and you can like Petrie's filter. Мистер Хабла. А, это человек, который скетчи делает прикольные. Так, Миамон идет в удушение. Нет, он, кажется, просто сейвит. Возвращает на базу. Убирает очевидно поединчика, дуэлянта. Или он может сейв сыграть? Нет, не играет в сейв. Смотри, прям было видно, как он искал белку. Коляска идет в бой. Ну, если Новатор все находит, он все находит. Бой сильно гружит ПК, в плане лагать отвечает из-за него? Нет, вообще нет. Когда какие-то жесткие игры, да, а так вообще нет. А не, Ирена 1, ну все. Сантра все очень даже неплохо. Белка имбы. Нужна ли она сейчас? Как будто бы нет. Хотя нет, ну Накер же будет переигрываться, да, нужна. Страна финала без лавков. Лавков вообще в турнире не было, по-моему. В полуфиналах. В четвертьфиналах были. Блин, банку словил. Банка может... Опять Санвантер приходит, Мильва. Что-то он очень много мулиганит с Санвантер. Он прям хотел все карты мира. Что прям как-то вообще рисковал. Мильва очень слабо. Доту играл, к сожалению, да. Да, Алиса осталась.
again has both artifacts in round 3. Sanventer also has the Milva here in hand, which is worth noting. Okay, interesting. Mata does pull a card, but it is the Epidemic. It's not one of the бриков не было, то есть... could now essentially boost and steal. So what are the bronzes that we might be seeing? I mean, Squirrel is a likely 25 карт в колоде, гарант белка. Не понравилось? Не особо. Сама эпидемия опять? Да, дота не особо. Exactly, вот это мы знаем. Как он минимум в колоду положит? Никак. Ну, он ее может поставить на стол, ударить единичку, убить, и она в колоду вернется. Только так. Но очевидно, что это будет ход на 4. И то надо еще... Окей. Если минус тут это союзники. Надо прям Тиму искать, надо прям... Не знаю, мне просто... И вселенная не нравится, и как-то... Ну, все не нравится, короче. Не моего, видимо, игра. Не игравшие в доту или здоровые люди. Блин, красавит опасный. Нельзя красавит заставить. Он не ставит красолюда? Хотя у него уже бугурт, почему не поставил красолюда? Что я даже не подумал. Окей. Он мог красолюда поставить. От Цири бы пару раз поударял, но это хреново. Так, как Санвантер убивает Цири? Никак, да? Ритуал сразу. Опять ничья? Будет жестко. А вот вроде можно шестеренку микрофона пододвинуть задержку микрофона. Да, что-то такое было. Ладно, я потом гляну. Что-то такое было. Где-то это было, но я сейчас вот не вижу. Где-то это было. Ставится мид вопрос на стол. Будет фулл голда. Лигефорс убивает бронзу, если что. Тюр на 6 не. Тюр ждет. Ну, с ритуала, ну там контроля много, поэтому... Поэтому вот. Караточка еще осталась. Дениса нет. Либо Денис, либо Каратка. Очевидно, Каратка, но... Шестеренку. The Imperial Diplomacy. Ладно, попозже посмотрю. Так, сбрасывает. Смотрим. Ну, повторюсь, бронзу он может выбить банально Вильгефорсом. Просто есть нюанс, что Эпидемия может прилететь в себя. Эпидемия в себя может прилететь. Пока есть такая возможность, можно сыграть Лысого. Играет так. Дипла. Ну, такое. Ведьмак. Я диплу положил с Алисы. Хороший, ребят, вопрос. Все, Каратку он достал, теперь он может достать Краснолюда. Ребят, это... У него 2 банки, Накер полупустой. Не знаю. Накер полупустой был. Бронзы как будто бы не будет у Санвантера на столе. Как будто бы не будет. А контроль еще есть. Контроля много. Нистовый Дао.
Угу, засовывает Мильву. Он спать хочет, да, у него 5 утра. Талантра Вин выглядит когда? Гефорд призывает карту, если это четверка, то эпидемия убивает. Он Вилли только на бронзу работает? Да, Вильгефорд призывает только бронзу. Теперь только бронзу призывает. Там много карт за 4. Ну да, то есть это никак. Он себя кидает эпидемию. Еще ничья, это повод подкопить баллы. Окей, он бафует его, знаю, что его убьют. Вот странно, что лидерку не дает, надо было давать лидерку. 100% надо было давать, 100% надо было давать, это ошибка. На мой взгляд, это была ошибка. Надо было давать лидерку. Прогресс дропса на 88 остановился, обнови. Обнови страницу, на которой смотришь, обнови страницу, на которой дропсы. Sanventer, I believe, no more tall punishes left in the deck other than Shiru, if you can line something up. Shiru, alright. Alright, Master of Puppets just coming out on the board as we know. No target for it. Ну, статы вроде как есть у Миямона. Can Miyamon really stall with this Shiru? Because Ширу на шестерке. Клод Цераты, ну, понятное дело. Один, кто смотрит не ради дропсов? Да нет, и много, наверное. Ничья это повод сходить за пивом. Да прям финал-финал, да. Он успел поставить лысого достаточно вовремя. Ну, Широ будет очень сильно решать тут. Сначала надо ставить этого. Блин, его убивает Ширу. Кстати, потратить лидерку. Ну, блин, Ширу убивает его. Не отыгрывает. Не отыгрывает от Ширу. Ширу убивает девятку важную. Ну, все, тут Санвантер забирает. Что? Окей. Окей, так даже намного выгоднее, очевидно. Вот так вот, 2 шестерки. Все. Хороший Ширу. Очень даже хороший. И все. И самый удачный Вильгефорд, эпидемия в руку пришла, то есть да, тут, конечно, тяжко. Надо было Миямону прожимать лидера и как-то сейвить рыцаря. Играет выносливость. Ну все, Дениска играет на очень много. 7 плюс 10. Даже больше, еще же... Да, все, тут уже никак. Has not been played yet. Verification also an option, but the Dennis here, of course, is more value. So this is how Sanventer finishes up the game this time around, and it is a 40-point lead. Miyamon pass is not doable with Vigo. No, it is not. And Sanventer. Так, 2-1 за Санвантером. Начисляем баллы. О, за Миямона многие ставили в этой катке. Picking apart Miyamon's strategy. Miyamon's strategy is basically all in on Master of Puppets, and when you ну блин, плюс баллы. Even at a 10-card round 3, was able to have 0 bronzes at the end on his board. That's right. Минус 50к, жесть. Откуда такие баллы? Какие победы? До 3 побед. Видите, 6 тысяч выиграла.
Еще одного отца проиграл, ладно. Плюс косарь. Сыграл за то, что просрала. Так, Санвантеру осталось закрыть, получается, одну колоду. И это жрица, Ренфри жрица. Шансы большие. Голосование за ничью будет? Нет. Просто переигрывают и все. Хотя можно душу за балла обменять. Как в Dark Souls. Так, жрицы Санвантера, Миамона, Тусент его и Синдикат. Давайте, ребят, еще 2 минуты на прогноз. Уже даю. Exactly, да. Санвантер 100% уже играет на Ренфри. Он будет на синий. Так, на равных ставке. Миамон Санвантер пока на равной ставочке. Тусент. Ой, Тусент, блин. Новиград. Как же ровно баллы набираются, Миамон Санвантер. Как будто Миамон этот турик слил, как будто бы да. Устал. Финал, вроде да. У Миамона 0 сезамов. То есть Миамон спал в то время, пока они говорили. Может быть. Сезам закрылся, да. Ну, лучше ли жрица Синде проходить? Он и Синдикат взял. Ну, Миамону надо закрыть жриц и на Синдикате, и на Тусенте том. Тусенте, я думаю, он проходит их. Поэтому ему сейчас очень надо сильно на Синдикате забрать. So that could be removing something quite fast. Very poison heavy hand for Miamon here. Double Fistic Trafficker as well as the Фистех. So maybe some slow removal. Блин, если честно, это капец, конечно, у бедного чела почти 6 утра, а он играет, потому что поставили турика так поздно, ну. Да, есть такое. Но под всех подстроиться тяжко. All right, let's see how it goes. Sanventer, on the other hand, pulls the Snowdrop here with the Cursed Scroll. Neutral card cannot be tutored with Leader, so that makes sense. Snowdrop is a fantastic card. А, после того, как мы увидели деки, понял. As she really puts a lot of points on your side of the board, which is very vital when you draw. When you want to. Ему на глаза слепаются, мне кажется, да. Он засыпает. У нас ссылка на колоды в описании есть. Все колоды есть, ссылки в описании. Вот он, герой! Спасибо большое за фоллоу. И добро пожаловать. Честно говоря, такой, как у меня один из самых напряженных туриков, напряженных туриков на моей памяти. Наверное. Ну такой, он... Да, 2 ничьи за турнир, это много. По-моему, не было такого. За такой вот турнир официальный. Currently looking at this hand, it is actually quite difficult to kill this one power unit, but another self-poison happening on this failed experiment. Тебе вообще нравится Hellblade? Нра? Я поиграл, такое, непонятная какая-то игра. Выиграете свой поезд. Короче, необычная игра. Необычная. Я ему не нашел. Ни одного тизама, ребят, нет. Ни одного кариовера. Просто 0 кариовера. На любителя, короче, игра. Абстракция, абсурд. Башню с подкреплением сыграл. Ну, часто так делают, чтобы выносливость была. Чтобы девочка вышла, но действительно можно было сыграть ее с подкреплением. Потому что я полностью способен работать не спать неделями.
Ура, рубашку дали, поздравляю. Да, мне кажется, тоже Миямон сейчас уснет. Игра не для стрима, да хрен знает. Нормально. Лучше бы... Ну, заказать игру можно всегда, в любой момент. То есть была заказана эта игра, мы в нее поиграли. Спасибо за фоллоу. Вот он, герой! Добро пожаловать. О, была заказана игра, мы в нее поиграли. Все. Она была топ-1. Поэтому... Видимо, ее ждали. Какие карты, думаешь, покажут в конце турика? Никакие. Как может догнать Миямон? Никак. Но по-хорошему на Миямону надо забирать этот раунд. И, наверное, мадама. Арахне кто-то играл на турике? Да, очень много. Вот даже финалист на Арахне был. It is Miyamon's turn. He still has the poison. The cooldown of the failed experiment has finished. So anytime he wants to, can spend 4 coins to transfer the poison over to the other side of the board. And with the Fist Tech, can easily finish it off. Maybe even play the Morale instead and threaten another poison on the next turn. That is possible. Now, Flying Redanian does exist here in Miyamon's deck list. Something that Miyamon would like to have come out. Perhaps... Может он хоть как-то догнать? Яды убивают движок. Только мадам догоняет. В долгом я имею в виду. But maybe Miyamon is just hoping to push into round 2 and open with something like Madame Serenity. But we're going to have to see, can Miyamon actually get out of the round without having to spend anything too much. But these poisons are definitely working hard. Adrenaline now has been enabled for the Witcher Mentor here. Can put Hubert Ну, вампир и Роше. Which is nice cleanup. And the Vernon Roach, but now we have now Sandventor has a Siege Master in his hand with no Siege Engine to to pair it with. There is still the Snowdrop that can help you get that, or maybe like a Griffin Witcher Mentor. Забыл, что у Миямона в Экронте морал есть, да, у него на ядах. Играет указ. В Ахеронте опять? Нет, не в Ахеронте, будет ролять. Смотрим. Нашел первую. Первую нашел. Причем подсвечнику не ставит. Хороший вопрос. Поинты сейвит, экономит. Он ее добрал ведь. This poison threat is so constant here. Sandventor cannot do anything to remove it. So once that sunset яды на яды, да. comes down, it will take a little bit, especially if you played the snowdrop before. Было бы прикольно, если бы победителю его предложили сделать карту с его лицом в стилистике Гвинта. Это было бы прикольно, на самом деле. Еще бы даже в ранние времена. Но почему-то лица делают только по там разработчикам каким-то. And Sandventor tutoring out this Margarita, perhaps just deciding to lock a spender here. Is it the one-turn poison? It sure is. Now that is not possible anymore, and the Чтобы сразу яды не сыграл, не перекинул. Очистка на столе лежит. Без мадамы тут никак. Миямон Аркаш Синдиката. Похож. Абсолютно. Он может отдать все. И в принципе, на самом деле, Миямон тоже может отдать все. 3-1 выглядит пока что как да, но... Надо смотреть. Одна только на 6. Очень мало. To keep going. The awkward part here, though, is that you have an odd number of coins, and you don't have like that
Ну, она дает. Это включать, да, обязательно, да, регламент. Дэм. Приходится отдавать, и для Миамона это прям очень тяжко. Но Миамон находит все карты. А он Ренфри находит. Вполне. И рунмага, нифига себе. Отлично. Повозка. Он сидит бедный из сил уже и сам не рад, что играет в турнир. Потому что он более чем достойно играет. Порой гениально. Чего он не служил выиграть турик? Это мадама. Монеты. Фул прожимает. Ну, дальше навиград и свечка. Да, киберспортивная повозка. Так, самую сильнейшую руну берем. Интересно, какая руна? Неудивительно. Убивается мадама. Контроль. And Inventor is a pretty playable hand. He's got the Snowdrop, he's got the Griffin Witcher Mentor Shuffle, and the Renfree to set up the carryover leader as well. So, Assassination used to destroy the Madame Serenity. Навиград ставится, этого пока хватает. Окей, он подвигает как может Сезам, чтобы быстрее активировался. А реданец выходил летучий? No. But here comes the Snowdrop, also a pretty valuable card that Sandmentor was able to save here. Extra tempo with the Hubert popping out of deck as well. Alright, we see a little bit of a problem for Sandmentor. Is that his priestesses are not zeal. Жрицы уходит. Обе жрицы не прокачанные, ребят, кстати, факт. Обе жрицы не прокачанные. Это очень важная тема. Кто не в курсе. Лучше Ренфри поставить. That they don't get their order triggered, but the boost here is maybe not so valuable. That's true. Пас. Not as many ways for Miamon Syndicate to actually answer these. Нет, не пас. Мало отодвигается. Movement value here from the War Chariot coming down, putting the melee locked morale onto the ranged row. But of course we do see the fist deck in Miamon's hand. Один раз нажать, поставить свечку. Нет. Он монету не потерял случайно? Ну, летучий реданец призывается, да. Exactly. Добирается жрица, ставится Ренфри. И коротенький раунд, 4 карты. Мемона будет Херонтия, защитник. В теории можно что-то придумать с этим. Потерял одну монету? Угу. Мне тоже показалось, что потерял. Уже внимание рассредоточено. Видишь, их убивает. Tough spot now. Does he use his last leader charge, which is his protection against Ixora in round 3, in order to get the carryover from the Renfree, or does he just pass now and accept losing the card, accept giving last say to Miamon? Пас. Необычный, кстати, пас. На мой взгляд, очень необычный. Окей. Я могу открываться свечки, но... У Санвандера, кстати, жрицы не забафаны. Он их забафает только через Ведьмака. Надо найти и Ведьмака, и 2 жриц. Это же тяжко будет, не? Ведьмака нашел. Жрица Мулиган. Жрица Мулиган. Так, они же... Это рандомно будет. Это шансы же малы. Из 3 карт найти именно 2 жриц. Ведьмаком. Как он их не забафал? Не знаю я ничего.
5-7, но... О, обе жрицы. Обе жрицы на один, ребят. Жестко. Обе жрицы найдены были, и обе забафаны. Зора, камингаут, да. Отыгрывает от дэмэджа с Ренфри. Так, Херонтию ставится. О, хороший движочек. Ну, не я-то, а девочка, наверное. Да. Скилл, позор, нахрюкал скилл. Спасибо большое за фоллоу. Убивает отряд, кстати. Окей. Спасибо за фоллоу. Это будет очень равная дуэль. Ставится коляска, отыгрывается тик-лидера. Или нет, не отыгрывается. Тик должен сыграть тик. Еще ничья. 2-2. Изора может это делать. Может. Но ему надо проставляться. То есть у него девочка не самая лучшая карта. Очевидно. То есть был бы какой-нибудь спендер, это был бы вообще огонь. Девочка просто неплоха. Не отыгрывает. Ну, Ахеронтия и душ. Один раз монетку крутим. Прожимаем. Окей, то есть Ренфри не убивает никак. Да. Да ну! Он выиграет? Добирается совет Ренфри. 2 карты на столе. Колоду посмотреть в описании. В описании есть ссылка на колоды. Колоды. Надо играть бронзу. Он нашел бронзу, это самая важная карта. Да выиграть жички это не перегоняют? Ну, видимо, да. Там еще Херонтия карту даст. А то и 2. Ну да, 2 карты даст. И все. Бронза и буст на 4. После паса. Баф от тебя на 10 нет смысла, словишь карту умрет. Ядик. Ядик себя, чтобы монет было больше. Все. Щиточки, будет еще броня. Никак уже не пригнать. Сколько это Санвантеру, не знаю. Окей. Бафается. Нет, ребят, этого не хватает уже. Этого не хватает. Щит не сбитый. Все, щит забитый. Как же попадает по Херонтии, но нет. Странно, он перестал в Тридамца бахать. Очень много монет еще у Миамона. Очень много монет. Еще и Зора рабочая. Да, сразу Изора валит одну карту. Две карты. Ну да, никак. Все, замчик на низу колоды. Сюда. Зора убивает жрицу, но надо ли это? Это не надо ему это. Ну все? 2-2, ребят. И запись вчерашнего стрима, да, конечно. 2-2. 2-2, включая ничью. Какая потная. Очень большой онлайн, особенно на ютубе, ребят. Спасибо большое, что смотрите. Не забудьте поставить лайк. Мы задержимся, ребят. Так. Миамон забрал. 2-2, ребят. Буду признателен, ребят, за лайки.
right? The last Ah. Gwent esports event, the finals of Я that спать whole планировал. series, best of fives. It's going the distance, and who knows? I don't want to jinx it, but maybe we'll get another tie. Жесть. No, don't say that. А, что были за Санвантер в этой катке? That is the case. No, I mean, Получается, у нас рефрижерицы против деки Миамона, у которого много отрядов и много бронзовых отрядов. Рефрижерицы против Тусент, Накер Тусента. Это финал финалов, да. Миамон 4, он во сне сидит, видит стратегию. Что за рубашка была? Ой, уже не знаю. Золотая с красно-синим замком? Замком? Блин, не знаю. Сейчас узнаем, если будет она. Кто бы мог подумать? Пипец какой-то. Что, давайте я ставлю сразу этот. Начинаем прогноз. 2 минуты. Я хотел 3, нельзя 3. Тут либо 2, либо 5. Давайте 2. Рефрижерицы против Тусента, Накер Тусента. Тусент на синий. Ставка на Твиче поставлена. Да, это ласт турнирная катка, но если ничьи не будет, что это, на этой колоде он уже 2 раза ничью делал. Жесть, почему такой пот? Ну почему нельзя просто сделать, просто там, не знаю, там подкрутить как-то, что-то придумать. Прям надо до Талова. Спасибо, ребят, за лайки, спасибо за поддержку огромное. Ядрита Миамона 162 тысячи поставили, 165 тысяч. 150 баллов против 90, просто 90. Да, на Миамона очень много поставили. В Миамона прям верят. Энхард такой милашкой, тут его не было только что. Как на жителях победить кукловодов, я не знаю. По-моему, никак. Слишком много отрядов, 0 спелов. Миамон будет бороться за первый раунд. Миамона неплохая рука для первого раунда. Даже после Мастерс не может быть, чтобы 2-2 не было. С ничьей еще, с ничьей. Ребят, еще немножко времени осталось для голосования, секунд 30. У меня закончится, чтобы на Миамона ставить. 187 тысяч баллов на 5 тысяч баллов. За Миамона прям втапливают. Желайте мне удачи. Граждане, которые проходят миллион заказанных игр с баллов Твича после победы, братишки. Да, неприятно. Как поставить? Сверху. Обновить страницу, должно появиться прогноз. Сверху в чате. Лютейший, да. Спасибо за фоллоу. И добро пожаловать. Слишком много будет отрядов, слишком много отрядов будет. Офигеть, 200 тысяч баллов там поставлено суммарно. По-моему, это должны проходить, по-моему, Тусент. По-моему, это Тусент должен проходить. Пора ставить на то, чтобы игру заказывать от 50к баллов. Я подумаю, надо немножко будет подшаманить над экономикой. Спойлер, ничья. Игрок может сдаться? Может, да. Такое часто было. Даже на турнире в четвертьфинале раньше времени. Там, когда Миамон расставил Рубайлов, чел на Эрланде сдался, и они не убили Эрланда. Оставалось еще по 2 карты, по-моему, обоих. По одной, по 2. Алына Санвантера. Ну, у меня счет был 3-2 в пользу Миамона, но оппонент был не Санвантер, а Макпай. Exactly. Так, сильнейшую руну берет. Странно, почему? Ну, сильнейшая, видимо. Я не знаю, почему он взял эту руну, но, наверное, сильнейшая, я не знаю. Но какая руна еще сильнее? Ну, наверное, да, сильнейшая руна. Блин. Количество баллов осталось прежним, просто кто-то всрал, кто-то выиграл. И там же кайф удваивается, утраивается. Сейчас, когда белка нужна была больше всего, ее нет. Так в этой колоде вообще ее, в принципе, нет. В колоде нет белки.
Следующая руна — это руна молений. Бред, денег-то больше не стало, просто есть. Если так, то работяга, который не участвовал в голосовании, никогда не сможет что-то заказать. Угу. Ну да. Посмотрим. В принципе, обязан первый выиграть, да. А Миамон, мы знаем, играет тоже очень долго первый раунд здесь. И у него хороший заход, так что он будет долго играть. Книжка чистая, но не будет мега книжки. Белки нет, не существует. Моноблок будет после этого хода от Миамона. Средств легчайший найден. Ой-ой-ой-ой-ой! Что за хрюк? А, не было хрюка. Он прожал, все нормально. Что-то мне показалось, что там катапульта ударила. Нет, там осадный мастер ударил. Мимо антенны поднялись для связи с космосом. Ну-ка, от Сири. Вот этого все равно не хватает. Следующая руна затащила. Да, следующая руна очень сильно сыграла. Так, 2 раза слил на нифок, сейчас 3-ю сольет. I'm looking at different ways that Miamon can get a master of puppets in this round. He could, of course, directly. Да, Twitch Drops, ребят, Twitch Drops. Я думаю, многие смогут рубашку забрать. Капец. So you're kind of just safe to use it. You don't have to worry about your opponent taking advantage of it as well. He could also just go into a golden necker and hope to find the royal decree or hope to find a master of puppets or an Artorias from the golden necker. 80% только, блин, ну 80 это мало. Может не успеть. 4% осталось, нормально. Почему мне дает блок в эту карту? Он ее забирать себе хочет. Вот накерочек молодой. Вот то, что придет. Арториус, указ хороший. Осетапился. Ну да, очевидно. Кукловод. Алиса, я в дамаг будет весить в Алису. Вот то чувство, когда нет этого... Нет белки в колоде впервые в жизни, но и при этом все играет правильно. Играется накер, накер сразу засовывается. Вот. То есть во всех матчах, где была белка, она была в руке. Везде была, где была белка, она была в руке. И накер не игрался так, как сейчас играется накер. Вот прям... И, по сути, вот так он должен играться. Указ с указа в Алису. Это случается там, где не было белки в колоде. Книжка не рабочая. Да, накер рабочий, все работает тут. Этот город прогнил насквозь. А, он убивает, кстати. Блин, точно, я вообще забываю. Блин, фига коляска хорошо тут играет. Да, Кулаут умирает. Капец, короче. I would be really curious. Yeah, I would be really curious to go back and check. Maybe it was on cooldown too, and Miamon thought it wasn't ready yet, but there was also that master. The second one might have been clicked to use on that war chariot to get it to cooldown earlier. So now it's 2 master puppets been played, and both have been answered. А, он играет от руки, чтобы Вильгефордс не выкрутил бронзу. Он от руки сыграл идущих. Он говорит, облочь своих нет. Он играет от руки, чтобы Вильгефордс не перекрутил колоду. Но как будто бы можно было пассивку выбить с Ренфри, не на переигровку карты. This light cavalry, which does not seem optimal for Miamon. War Chariot proving to be such a good card in this situation, not only moving things back and forth, but also getting the 4 bleed every time it's clicked as well. Oh, wow. This card has been underestimated, I guess, by a lot of the community.
I've seen in this Renfrey deck a lot of people playing Foltest Pride previously, and now War Chariot being bought by Sam Venter. Even cheaper option, but giving such good tech. Следующий мисплей 100%. Ну, он типа отыгрывал от этого, но просто можно было Ренфри взять другую. Будто бы это было бы лучше. Две колоды на фулл прокрутки, интересное завершение, ну типа того. Если интересно будет это поглазеть. Блин, руна Вильгефорд... Сколько сыграл знаток рун уже? На очков сколько? Да я думаю, 20-ку сыграл знаток рун. Что выбрал сильнейшую руну в игре. Может, даже можно посчитать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. 4. Да, больше 20 сыграл. Больше 20 сыграл рунмаг. Потому что выбрал сильнейшую руну в игре. Раунд не забирается, на равных отдается. Север и Нильфгард в финале символично. He's very happy about bleeding into round 2 and not having to worry about losing the card advantage and losing the last set. Таматра будет продолжать играть, есть Истрет. А все, это уже не выиграть, ребят. Это уже не выиграть. В коротком Таматра уж очень хорош, очень силен. В коротком третьем. Покорится ли Север? Ballista Ничья. Taking it slow for now. Renfrey's Gan can come out and thin a little bit more. There's still Snowdrop hiding in the deck for now, and Radovid as well. Истрет. Being floated here, being greeted by Sam Venter, not clicked. Вильгефорд сейвить надо прям. Он же Цири отдать. But you don't really want to take a Vilgefortz this early when you know that it has a decent shot at being able to pull out a Priestess and denying the charge gain because Priestess needs deploy in order to gain their charges. That might be pretty important to keep in mind actually, this Vilgefortz and sort of the mill potential that it would have here on the Priestess. Это уже Цири, правильно? Yeah, the Renfrey potentially cannot be used to thin. For Sam Venter, so has to hold on to that Renfrey for a little while. Таматру надо брать. Окей, добирает Радовида. Ставит его. Не, он не будет прожимать его. Они опять без зарядов. Заряда даст им, ну, усиление даст им Истрет. Так, Сенгриаль. Он сыграет бандой Ренфри. После этого обилка и Ренфри. Катапульта дается, окей. Максимально короткий будет раунд. Колоду можно поставить на стол. For both sides here to win this match. Absolutely. It is Gwent after all. We've seen some. Вильгефорд вытащит жричку. Это будет жестко. Шансы большие. Блин, вытащил бы жрицу. So one priestess getting another charge here as it will be shuffled back, and then. Зря доставляет. Miamon looking to play something perhaps not so committal here, but actually Master of Puppets. Master of Puppets comes down. Коляска. Там банда Ренфри. Ну, для Sam Venter в идеале, чтобы банда Ренфри вышла, чтобы Вильгефорд выкрутил банду Ренфри. Или бесполезную какую-то бронзу. Но Тридамец худший, ну, плохой вариант, но не самый худший, жрица самый худший вариант. Жрица самый худший вариант для Вильгефордса, а для Миамона самый лучший. Он стал драгуна через иллюзиониста? Ну, пока не хочет. Master Puppets might not be there anymore for you to click. Exactly, but if you boost it, that is not really nice to swing either. Maybe Miamon just has to take the risk and say, okay,
The onager is not going to snipe the master of puppets because the ballista can now hit it only once. Of course, Miamon doesn't exactly know what is in Sandventor's hand. Is there any other chip? Сегодня чата хватит. I don't think so, actually. Not really, other than... Onager could perhaps... Идется гильем. Разыгрываются карты. This ballista is being stolen now. Gives Miamon enough... Саматра шансы есть большие, огромные. От Вильгефорца очень многое будет зависеть. Отдается банда. Ну и какая бронза остается там? А, это уже нет карты. 2 ведьмака, 2 девочки и 3 дамец. Лучше для Миамона, конечно, девочки. 3 дамец псевдо, но хорош. Ну и ведьмаки плохи. Анкер выходил, да. Ой, один из плохих вариантов. Один из плохих вариантов. Ну, нет, это нормально, это самый средний вариант. То есть ведьмаки плохой вариант, 3 дамы средний, жрицы лучший вариант. То есть больше карт нет под забаф, то есть жрицы будут друг друга бафать. Жрицы на 3-3 всего лишь? Окей. Но ведьмаки еще есть, поэтому... Ну, по-хорошему, Сандвантеру надо играть, чтобы ведьмаки 100% бафнули жриц. 100%. Но может найти Роше. Роше может быть последней картой. He needs 21 points. No, probably planning out the last round, perhaps. Maybe thinking about sequence. По снежинке ведьмаки, по снежинке... Снежинка осталась. А, по снежинке еще осталось, я забыл про это. Ну, мы смотрим. Ну, тут главное не забрикаться. Забрикаться всегда легко. Роше найден. Матахури, кстати, все еще хорошо. Я просто про нее забыл уже. Матахури же еще есть. С Матахури ты надо прямо начинать с Матахури. Но начинается с Сасира. Он не нашел подснежинку, кстати. Подснежинка Самантру очень нужна была. Что он запихал назад? Что он запихал назад? А, Матахури подкручивает? Ну, там Ренфри в обилку, если будет сыграно. Да, пока что как будто Сандвантер разобрал. Полгода назад. Вильгефорца. Вильгефорца он доберет. Griffin Witcher Mentor currently pulls the snowdrop, but what is going to go back? The priestesses are going to go back now. As well for the golden necker to pull, alright. Well, the Mata guarantees the Vilgefortz here as he's more expensive than the Milton. Oh, wow. And there's still a Petrie's filter too. To combo with this one power illusionist. This is intense. Anything could happen here. I'm not even Снежинка. В нее в теории можно Вильгефорцев кинуть. Будет ли он убирать жриц? Мне кажется, он сейчас отыграет от этого, ребят. Жрицу оставляет, Роше и жрица. Ага, жрицу добирает. Он отыгрывает это, видимо. Нет, не отыгрывает. Или отыгрывает. Убирает жрицу. А, да, он просто оставляет... Да, он просто оставляет жриц. Он все правильно сделал. Он сделал все правильно. Все, и там ведьмак. Все. Все правильно. Просто какой-то либо дэмэдж, либо баф. Все, здесь уже Саматра выиграл, ребят. Все.
Gluttony for... I mean, Gluttony is not that many points here. 7 points. None of these are that good. Жрица на очень много поинтов. На очень много поинтов жрица. Накер, но Накер не такой сильный. Буст. Буст еще и дамага. Эта карта могла быть очень сильной. Ну, на 4 просто. Ход на 4. These creates are getting you neutral cards because opponent has used Renfree already and has a neutral leader. Щиточек, кстати, да, щиточек же в плюс играет от... А, ладно, там 3 дамсов нет. Хотя от лидерки. Okay. And it's also going to give a shield to the illusionist as the Wyvern skill shield is going to be in the graveyard, but Он будет бафать золотые карты. Он знает, какая карта осталась там. Spread out some of these points. How many charges do we have on our priestess in hand here? 7, and he's saving. Бугурт был лучше, я думаю. Да, Бугурт был намного, ребят, лучше. Намного лучше был Бугурт. But Miamon could seize this, but Sanventer already thinking ahead. The Gluttony can boost the last unzealed priestess to give it zeal, because it gains zeal whenever it gets boosted. Master of Puppets, here comes the last joint. The point gap is huge, and this priestess coming down with 7 charges and Renfree leader left. Renfree leader left with the pings. Да ну его нафиг! Is your Master Season 5 champion. Congratulations. Well deserved. A hard fought final series between Miamon and Sanventer. With even a tie, we went 6 games in this series. What a fitting ending to the last official tournament. Very fitting ending. Both players managed to surprise us, managed to navigate interesting and creative solutions. Жесть, какая жесть! О, какая дичь! Жесть! Вот это накал! Такого прям контента и накала. Вот накал, именно накал подходит слово. Накал, именно вот это. Оп, оп, выше, 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 выше. Вот никак не прочитать. Кто выиграет нафиг? Вот этот человек, да, на Корнильфе мета, этот человек доказал, что он может. За Яралаша. Плюс кошка-девочка, лучший турнир. Так, баллы, раздаю баллы. Пипец нафиг. Я знал, что он выиграет. Я ставил на него, ребят. Миамон выиграл. Блин, сколько баллов, дофига! For example, has a lot of praise for Miamon. Really happy about his creative deck building. Miamon, of course, has been contributing. Ура, Miamon мне придется делать харакири. Спасибо за фоллоу. Все, Miamon чемпион. Братишка Miamon. Я верил в него. Денег он выиграл, покажут сейчас. Перемога не удалась. Эти баллы пока лежат, за экономику можно не бояться. Этот чувак налутал 200-100к баллов. Капец, это самый реально вообще насыщенный турнир. Просто жесть какая. Просто вот сколько же соревнований было. Брат азиат. Пипец, гайд ты его на его деку. Наконец-то Miamon чемпион. Он очень долго играл, он очень долго к этому шел. Очень плохо слышно. Лучше, сильней. I'm so happy and because I'm сильнейший. happy, I'm about to cry. Он хэппи, ребята, это самое главное. Crying is actually something that we'll be doing a lot of. But
you know, this is the last tournament for Gwent. I know you've been streaming the game a lot. You're favorite amongst the community. So what does this win mean to you? そうですね、今まで、今日はたくさんそういった泣きたくなるようなことがいっぱいあったと思いますが、今回がラストのトーナメントということで、この勝利が宮本さん、あなたに対し、あなたに Рада слез. どういった Легенда. 意味を持つかっていうことをお聞かせいただけますか？ Взял задание, откуда взялся. Колоды решал. В Японии проводить в английских школах. Я думаю, ты хотел спать, да-да-да. I'm playing the Gwent since the day one of the beta testing, but today I feel like I'm playing the Gwent because of this day today. Yeah, that's incredibly well said, and yeah, speaks volumes for sure. Поздно. I mean, there's nothing more I can say. Huge congratulations to you. Take it all in, and you just made history because I don't believe we ever had a player from Japan become a finalist when it comes to World Masters. So you've achieved a lot today, and yeah, you should be proud of yourself. Я знал, что финал будет таким, оба достойные, оба сильные, но, ё-моё, за Санвантера очень обидно, чувак готовился, отыгрывал и переигрывал, все равно его победил какой-то японец на непонятных колодах. На самом деле в этом есть некая фишка, типа, когда побеждает человек, который сам дек билдит, сам старается, сам что-то делает, вот придумывает, такой вот одиночка. В этом есть тоже какой-то некий шарм, очень большой. Вторая величайшая победа будут сейчас от легендарного спайсимена. Щит еще полный, да. Ох. Тут на самом деле много хайлайтов, дофига хайлайтов здесь. Мы смотрели на эту дуэль противостояние часа 2, наверное, 2,5, может. Он говорит, что играет с первого дня, но такое чувство, что играл ради этого дня. Нифига себе. Ну, японцы умеют вот это вот закрутить. Хайлайт на 2,5 часа. Маймон. Игроки знают карты в колоде заранее. Ну да, то есть деклист, вот как я вот делаю гайд, отправляю ссылку на колоду, они ссылки эти видят. То есть они видят ссылку на колоду. Но вот то, что видим мы, видим только мы. Они играют как в ладре, но знают колоды. Порядок карт не знают. Да, Миамон победил. Миамон победил. Пипец, братишка. Ну, я голосовал за Миамона. Знаешь, что нас ожидает? Все, Миамон будет это. Будет отвечать за Гвинт, ребят. Все. Миамон будет отвечать за Гвинт. But just a minute later, many of them are removed from the board by our old friend Shiru. But despite a humongous Shiru from Saventa, which we're about to see here. Кстати, а что выиграли те, кто угадал победителя? Там вроде какие награды будут. Там вроде что-то дается, надо прочитать внимательнее. Ну-ка, сейчас скажу. За каждый идеальный прогноз победителя и результат получает 100 метеоритной пыли. А, нет, только за победителя ничего не дают. То есть за победителя и результат дадут. Ты, допустим, угадываешь Миамон Санвантер, допустим, 3-2, побеждаю 100 пыли. Я получил что-то 300 пыли или 400. Да, 400 пуль я получил, получается. Я угадал все катки, кроме Санвантер Макпай, и получается уже Санвантер Миамон.
А, нет, тут еще счет был. А, 3-0 еще был. Пазл... Не пазл. Фаербол Канеки. Там счет тоже не угадал. Японец с тем ударом по Миямону. Ступы на анимацию двух кукловодов. Только одно прыскание не сработало. Спасибо за фоллоу. Вот он, герой! Моя аудитория знает, кто победит. Моя аудитория топила за Миямона. Миямон говорит, так кому можно доверять судьбу Гвинта. Пафон тусает в честь Миямона. Кстати, Север проиграл, ребят, Север проиграл. Значит, какую фракцию будем нерфить? Какую фракцию будем нерфить? Все мы знаем, какую. For the carryover, and instead we just saw an absolutely dominant round 2 push and a very comfortable win in the end. But the key moment was answering that master of puppets, which was at 12 points. Okay. Ты не понял, сколько Миямон выиграл, сейчас покажут. Ну, 3-2 для Миямона плохо. То есть 3-0 самое лучшее. Да, эпидемия легендарная 2 раза сыграла. Блин, пипец. Жесть. Это очень офигенная игра. Вообще, и Ширу как несколько раз идеально сыграл. Ритуал в себя, ритуал туда, ритуал сюда, Вильгефорд сюда, Вильгефорд сюда. Легендарные белки, легендарное все. Это реально вообще офигенная игра. Да последний когда что Миямон проиграл, и он взял и выиграл, это капец. Да. Помните огромное хоть турика. Кстати, миямонские рубайлы просто уничтожали. Вроде ни одного луза у них не было. Да, вроде ни одного луза. Один раз забанили, ни одного луза не было. Насильно они хороши. Не, он там была потная, где он не нашел. Он не нашел коляску во втором, и мутагенератор в первом. То есть он ничего не нашел. И на 10 очков выиграл, по-моему. Какая жесть. Кто бы подумал, что он Вильгефорца возьмет, кто бы еще так сделал. Плюс ему выпала дипла, очень слабая дипла. А если бы выпал Тусен, Бугурт. Это очень большой был бы Бугурт. Там Бугурт играл на очков 20, ой, 20, 10 плюс точно. If we just rewind a minute, if you imagine Miyamon is going to be taking the Vigo instead, you could play a Master of Puppets. Вот здесь 100% стоило отдавать Арторуса, только потом Вильгефорца. В теории это выигрывалось. Потому что ритуал был бы в себя. Он бы никак не закаратил Краснолюда. Никак. Никак, просто никак. Тогда было сейвить Вильгефорца. Сейвить Вильгефорца, отдавать Бородатого. Тут случилась ничья. Как Санатор убил этим Ширу просто... Да-да-да, Ширу был офигенный. Это тупейший Вильгефорд был, тупейший Вильгефорд. То есть странно, зачем он бафнул его? Он же был самый сильный, нет? Краснолюд самый сильный был. Баф был странный. А зачем он бафнул Краснолюда? Короче, забейте, там столько... Легендарный иллюзионист. Он выбирает Краснолюда и попадает в единственную карту. Единственная карта давала этот минут. Это единственная карта, была ни одна не выигрывала. Единственная карта. У всех броня была. Кто-то был слабее. Это единственная карта была. Единственная. Там еще лжецири. Санвантер рольнул и убил лжецири. Милевы снимаются выносливость. Играется Денис. So Miyamon was not able to make up this 40 points, of course, and forfeited. Then we move forward onto the fourth game of the set. Мастер, спокойной ночи. Of course, one of those was это самый челлендж, да-да-да. It was the fifth game in total, but the fourth game of the series, if we don't include the replay. Savantar was able to get a bunch of points. Просто не обогнать этого Херонтию. Просто не обогнать. Вообще того, чтобы взять пару хайлайтов с турнира, можно.
Miamon Syndicate was just Можно. in a league of its own in this one, winning by a Жесть. humongous margin despite that. And Да, then, оба хрюкали, last, очевидно, да. but certainly not least, the deciding game. And Miamon, I'm going to start calling him Mill. А кто на кого ставил, кстати? Кто на кого ставил? Mill played a humongous role in this final game. Многие вот писали, что на Миамона. На кого еще ставили? Massive. It forced Savanta to keep those traveling princesses in hands, put the На Санвантера, на Миамона. Ссылка на колоду в описании, все есть, конечно. В описании все есть. Санвантера я все слил. Почему бы Донат под волосатой чебурашкой? Ну так получилось. Януковича. Кого-то нерфить. 6 провизий. Не, без шуток на него могут обратить внимание, эта рубежка может. На него рубежка может обратить внимание. Оба хрюкали, но зато как хрюкали. Не, вот это вообще капец. Мне кажется, вот этот вот стол, мне кажется, приснится сегодня, вот это вот. Кукловоды, иллюзионисты, лжецири, мне кажется, приснятся. Краснолюды с броней. Ай, маленькие краснолюды. Мне снится это все не будет. Клод будет первый бронза 14 провизий. We then move on to round 3, and as I say, the threat of Mill by Miamon was absolutely humongous. So Miamon is officially Master Miller of Gwent, because that is how they get the job done. There was also a really interesting moment. Miamon победил. The positioning of Miamon was actually suboptimal because the Imperial Diplomacy was copying neutral cards here. The Milton that was played off of Golden Necker should have gone into the back row here, because the Diplomacy gave the Adrenaline Rush option. I can't even remember the name of the card. It used to be called Adrenaline Rush. Perhaps it is. The Wolf neutral card, which buffs a card by 8 if it's the only card in the row. So Miamon potentially wasted a few points in that moment. Milton, да. And it didn't matter. Miamon had plenty enough to get there. The traveling priestesses weren't quite big enough. The Master of Puppets wins the final Gwent Masters tournament. Miamon, one of the most inspiring deck builders in the community for so many years, has done it and secured their place in Gwent history and Gwent legacy. I had so much Да, сейчас строго с этой, но я не читаю. Главное, чтобы я не засчитывал. Congratulations to Miamon. Commiserations to Savanta. Это знаем. And I'm going to send you back on now over to the casters. Кукловода по-разному называют. Много его имен. Да, дальше бесконечный Гвинт, дальше больше, конечно. Да уж. Really well put, Specimen. I really enjoyed watching that series back again with you. We have Miamon from Japan as our winner, our champion of World Masters Season 5. Let's take a look at the road that he took to the championship. He had to defeat Joe in the quarterfinals 3-1, and then 3-0 tournament favorite Payable from Poland, and then finally. Сейчас резко включится трейлер Гвинта 2. Да, конечно. Только уже. Я не знаю. Не знаю, ребят. К Ведьмаку только. Думаю, если что-то подобное будет, то только к Ведьмаку. Пай Молдаван, да. Да. Японец на рассвете победил. Ну, почти на рассвете. Ну, он очень много в туриках участвовал и проигрывал. Вот сколько зарабатывают они. 18200. Блин, сколько это? Сколько это? 18200. Мне кажется, дофига. 1500 рублей. Ой, 1500. 1500 рублей всего лишь. Уже заплетается язык. 1,5 миллиона. 1500 рублей. 1,5 миллиона. Больше. А, лям 600. Well, I just want to reiterate, like,
I'm so happy for Miamon, and like I was really touched and moved by what he was saying during his interview. About how he's been playing Gwent since the beginning of beta, since the first day of beta. Причем, если бы Miamon сделал 3-0, он бы 2 ляма поднял. The final official World Masters. Как себя кошка жила в Японии. With his own unique home brews. Like, this is what Если заработал 1500, игра в Гвинте, я бы уволился, талант. Ведь все кошка жила в Японии, будет с ним в Гвинт играть. Запас рамена. Рамена. Да, Сенатор тоже норм лутанул, конечно. Практически с Китая только так себе лутанули, а так, да. Ну и француз. Да, 750к тоже где-то нифигово, нормально. Вообще огонь. Absolutely beautiful performance by Miamon, and that is just absolutely wonderful to see. Fought really hard, made it, and really the deck building I felt like was key. Конечно, он гений декбилдинга, он лучший. Carried Miamon this far, and of course, as you build. Единственный пришел со своими колодами. How to pilot them, Miamon, fantastic performance. Yeah, and he's been grinding, he's been playing with these homebrews for many years now, trying to qualify, trying to get to Gwent Opens, Challengers, World Masters. It's been a tough road for him so far because the first official tournament he even got to was only like Miamon кубок как в Ведьмаке, да. the earliest, but all his hard work. Играешь в Гвинт, ожидания, лутаешь 20к бачей на турнире, реальность. Уж машина. What a great final series and what a great final tournament for Gwent. It sure has been a pleasure. We hope that you've had a great time watching at home as well. Remember to tell us on social media what you've been thinking. What were your favorite moments? Any highlights? We would really love to hear about that. Да, действительно много на этом турнире. This being the last official Gwent tournament, there is still a lot of Gwent to be had. As long as you guys are having fun playing the game, as long as you're sharing the moments with your friends and loved ones, Gwent will live on forever. It absolutely will. And with that, it comes time for us to say thank you for this cast. Thank you for this weekend. Thank you for watching. It's been a pleasure casting together with Shinviri. It's been a pleasure being able Там у них в чате Gwent 2 часто пишут. Gwent 2. Скажи про Gwent 2. Really has been Интересно сказали, нет? Journey, a cool experience, and I will never forget that. Yes, I have to echo those same thoughts. I've been so lucky to be part of one of the best gaming communities I've ever had the privilege to be a part of. I want to thank everybody out there for watching. I love you guys. Take care of yourselves. Take care of yourselves, and I'm getting emotional. I can't speak the words anymore. Может быть, 3 сразу прям? Thank you to CDPR for making such a great game, for giving us all the opportunity to enjoy the game and be a part of it. Absolutely something. Абсолютно. Exactly. Абсолютно говорили. It is time to throw everything back to our very lovely hosts, Ryan and Porsche. Well, there you have it. Season 5 is officially over, and with it we have the Gwent World Master Miamon taking the crown and taking the glory and being part of history, because this was, like we said, the last tournament, and we could just hear the casters talking, and Shinmiri made me super emotional, so Ryan, maybe you now. Очевидно, эмоции просто прям разрывали. Gladly, yeah. No, looking back at this weekend, it was truly an amazing spectacle. We saw so many good games of Gwent. It's always a pleasure watching competitive Gwent, and then all those storylines coming together with really like GTA 6 пофиг, Gwent 2. Fireball, and then other really newcomers like Savanter coming in and making their way to the finals just to be Вот они, золото и серебро, да. I think it's a wonderful closure for Gwent Masters. A true testament to this game. Like, anyone can actually, like Shinmiri said, like anyone who plays CCGs, your dream is to play the game, one day come to the big stage and bring something new, Фадеев похож, ты не очень вроде. created yourself or something Не добавят GTA 6. off meta. GTA 6 это вообще не интересно, вот Gwent 2, да. Это вот интересно. GTA 6, вы чё? Кто победил? Miamon. Yeah, I think he put it in his interview very perfectly. That it's just the final piece in his crown, and it really
finishes his hero story arc. True. So much to say. So much to say, but it's hard to like, you know, to wrap up. Like, it's been 30 events, so it's very hard to wrap up the whole journey, right? We don't have to wrap it up if we don't stop talking. So I'm going to ask you now. Finally, it's time. What is your favorite Gwent moment? I was thinking a lot about this for the last couple months, and I have this thing that, you know, I was thinking about it, like maybe if I don't do goodbye videos and like if I kind of push it out in time, that, you know, the end will never come. Я понял, что он сказал, что его самый официальный ролик, где он прощался с Гвинтом. Мы без комьюнити, ребят. Мы без комьюнити. Русский поинт победил. I am more of, you know, on the receiving end here than kind of, you know, I wanted to be always part of such a cool community. Нет. And it happened because, yeah, Что I такое? played card games always and I liked them. So I feel like this is something we all have in common, and it's like this common thing that puts us together. So yeah. I think it might sound cheesy, but it's truly one of the greatest things in a community like this is that everybody that contributes to it also receives so much from it. Like you said, you got so much from it. I have so many thanks to give to you as well for, you know, taking me in on the team and giving me the opportunity and the trust to grow and to, you know, stand next to you here. I couldn't have imagined it 4 years ago. And I think everybody in the community can agree that, you know, lots of people... Мантра, был шанс на победу, кроме закона Миамона, были большие шансы. Там же несколько раз ничья у них прокнула и так далее. То есть, конечно, большие были шансы. Yeah, and I think everybody feels that way. And maybe some of them don't know it, but you're all really putting a lot of effort into this and really making our lives a lot greater. Before we forget it, there's a couple of things, a couple of people that we want to thank, especially. Мы Gwent комьюнити, без комьюнити. Чего мы хотим в Gwent 2? That has developed this game. We're truly grateful for any person that has any input along those 7 years. Is it 7 years? 7 or even 8 if you count the start of 2016. So right now it would be pretty much 8. But it's, yeah, like you said, it's people who worked on the game in the past and now in the present. I know our teams are kind of now going their separate ways, or going to different projects. Стаклись дропсы я нифига не получил. Я говорил, заходить. Сказал, Зарин по лению добить. Так я добил. На НГ+. Круто, но грустно. Бужа, не уходи, Бужа. Арагон, приветствую. Not in a bathtub like they mentioned, but this kind of started the whole thing, made it to The Witcher 3, then was a standalone, and it was a passion project. And I feel like the word passion is kind of thrown around all the time, but it is true. This is something that, you know, unites us, and we have this one passion for Gwent, the Witcher card game, and it's that's the thing. For sure. And so that we can also communicate with every community member around the world. We obviously also want to thank all the translators, especially people worked, for example, during this event today, Mayuko as well, in the finals, Vlad as well. Yeah, we had Hesser previously and others who helped us out throughout. So many. So thank you to the community team, especially as well. Это мы, про нас. The production team and events team that worked so much, you know, behind the scenes during these events. They don't really get the spotlight in front of the camera, but they spend hours and hours sitting in a production room, you know, making sure that the assets look great, that the overlay looks great, and you know, everybody feels welcome and really nice. Exactly. Production hardly ever gets to see camera time. But till the end, you might, after the credits, see a little sneak peek of what our production team looks like. Yeah, leaking. It's the last leak I can do for Gwent, so I got to do it because, you know, this is something that I'm known for. Apart from that, what else? I just wanted to thank. Главный приз какой? Деньги. Много денег. I wanted to thank people on Reddit. I wanted to thank people on Twitter. People on all social platforms that DM'd me, that I got to meet through that medium and then meet them in person, because we have a tremendous community throughout the world, and most, I think, best moments where we went to events and people would bring me like vegetable leeks and give them to me, and I did not know what to do with them. So that was amazing. That was incredible.
Легендарные зарплаты им платили метеоритной пылью и бочками. Really contributed to making the Gwent Masters series come alive, and especially during the last couple of years helped us out with hosting the online qualifiers. Энковейты фольты, да ладно вам. To Snake and Claymore, Jordaniko, ESC, you helped us so much to, you know, continue this esports stream. Они говорят, если вкратце, то они благодарят всех, кто существует. Тех, кто поддерживает, тех, кто хоть что-то делает, пишет, команду, поддержку, переводчики, все. People who are on Twitch when we used to be on YouTube, the people that moderated that. So I know it takes also a lot of work, and it's also something that comes out of passion. And many of these people are now friends with us, so it's even better when we got to meet them through all that. Hashtag exclamation mark English in the chat. English always very important. Keep the chat in English. And lastly, yeah, English, sorry, very bad. But thank you once again so much for, you know, celebrating. Мне спасибо, что я играю раз в день, конечно. Yeah, and of course all the casters, because we couldn't be here and kind of do our stuff if it wasn't for their professionalism, their preparedness always, and bringing their A game. It's been incredible. It's been incredible because I learned a lot from them, and it's always been a great discussion when we talked about decks and strategies and stuff like that. Maybe a little less now because I'm not playing as much as I used to, but back in the day it was very. Когда больше 10 лет по 12 часов в день и получить всего 15-18 штук баксов, на такое себе. As Gwent, I hopefully did for a lot of you, because I think it made Я благодарен, да. Us card game players. Yeah, also shout out to the host, to the analyst. I mean, not the host, to the analyst who spends, you know, watching all of the games, making sure that you always get the best analysis out there. Интересно, как нервничают люди, у которых рубашка 98%. In total 3 analysis CSCD was. Говорили в описании причину поддержки Гвинта. Ну так. Там много факторов. Thank you so much. I'm happy that the talent pool is going everywhere. So I hopefully this is not a final goodbye for everything. Gwent the Witcher card game, Gwentfinity is in full swing. Hopefully we know that Lionheart and Arya, for example, plan to have their own tournaments coming in next year. And I also know other communities will be doing that, so stay tuned for that. And if we can be part of it somehow, like me. Это незабываемые моменты, такие как добавление рент в моменты прочих сбалансированных карт. Because like we said in the beginning, Gwent has really given us a lot. Perfectly said. Perfect. So before we do the final bye, I think we should do it all together as a crew. And have the whole broadcast team with us here. Hopefully with Fit, but if we go a little bit to the back, I feel like we will. Come join the other side. Oh, we move through. We move through. О, а Спасибо тут сидел, оказывается. There we go. All right. So 3, 2, 1. Они его в подсобке тоже держали. The End, да. The End. 1%. Смотрим титры полчаса. Прошел Гвинт, получается. Бочку нет. Сказал, что важного нет, они попрощались со всеми, кто их поддерживал. Ну, не знаю, можно потом чуть более подробно перевести, попереводить, может там что-то было. Следите за ними, следите за новостями, как они сказали, твиттеры, реддиты. Все там, все ждем, все будет скоро. Когда-нибудь. Пусти слезу мокрую. Музон классный, да. Не сдерживай что-то, да и не... Да, для меня вообще пофиг. Вы чё, ребятки? Вы чё? У меня вот только напиток кончился. А так-то... Помещение круто выглядит. Офигенное помещение. Помещение прям мое почтение. Эстетика чисто. Чистая эстетика. 2 минуты до рубашки. Сейчас кому-то, наверное, хост передадут и будем смотреть на какого-то азиата. А чайки случайно не срут со скал? Аргон, спасибо большое. Скучно сегодня. Будем играть на моего Это Кана. Да нич, но мы же не верим ни одному их слову. Типа челики занимаются творчеством, грубо говоря, и забрасывают его. Но они говорят почему, но благодарят.
Это ложь. Какие факторы, если не бабки? Любую другую причину озвучили бы вслух. А такое нельзя озвучивать. Буржуазный этикет во всех смыслах этих слов. Буржа. Да, первая причина — это по-любому финансы. Финансы и неокупаемость проекта. Связано ли это с политическими обстоятельствами, с там, платами, неплатами, оплатами, то, что меньше донатов стало? Может быть. Но, в принципе, рекламная кампания была у них относительно плохая. Как вот, не знаю, с года, наверное, 19-го. Ну, вот как только начал производиться сериал на Netflix, и как только начался производиться Киберпанк, ну, когда он уже начал подходить к выпуску, ноль всего было. 0, просто 0. Рубашку успели получить? А вот, 0 какой-то информации, 0 какого-то... Вообще ничего нет. То есть, никакой рекламы. Я думаю, что Гвинт окупался больше, чем та же Рунтера. Не знаю. Взяли до хрена проектов, чтобы отбить финансы Киберпука. Возможно. Возможно. Там, кстати, черный экран. Очень странно. А теперь не знают, что работягам, которые делают контент, пофиг, закрыли Гвинт инвесторы или дяди сверху? Почему это? Могли удовлетворенно монетизировать игру, никакой коллапс с Netflix, никакой рекламы в и вне игр CDPR, вот так. Да, то есть была бы какая-то реклама, отсылки на даже условно сериале, называли бы просто карточные игры Гвинтом, Гвинт. Были бы какие-то акции, когда там презентовали Netflix, что вот есть игра Гвинт, там Киберпанк, какие-то отсылки, пасхалки, Гвинт. Ну, короче, по-разному можно было монетизировать это. Одно лишь желание нужно. Одно лишь желание. Что-то не НГ+. НГ+ будет, конечно, игра плюс. Работает много, денег меньше, когда в игре уже 1,5 косаря карт, а работает еще больше. Какие-то ивенты, события, сезонные режимы. Все что угодно можно ведь придумать. Все что угодно, абсолютно. Поэтому такая тема спорная. Мне кажется, можно всегда что угодно придумать. К сожалению, они, видимо, этого не смогли сделать, не осилили. Почему нет желания? Да, хороший тоже вопрос. Почему нет желания? Гвинт сериал рекламил, а вот сериал Гвинта нет. Кстати, факт. С этими даже идущими. Вот которые в путешествии. Это для странно, что игра-то готовенькая и хорошо сделанная, проработанная, продвигая на здоровье. Ну, да. Много есть функционала, возможности для этого. Причем достаточно просто уже удерживать проект. Все, они трансляцию офнули. Все же готовое. Действительно все готовое. Просто бери, делай. Механики есть. Просто добавлять новое, поддерживать старое. Финансирование. Это просто уже финансовая тема. Ты случайно не играешь? Спасибо, Арагорн. А чайки случайно не срут со скал? Доставай колоду. Блин, у меня выпивки нет. Сегодня. Вода есть. Вода есть. Ну да, в числе политота. Мы любой человек счета скажет, что китайская для западной аудитории более платежеспособная. Но факт. Проблема в том, это если что не шовинизм, это факт. В нормальные игры только играют в большом количестве. Особенно сисюнки. Посмотрите любой жанр. У хороших игр важно. Это правда, но если мы даже перейдем на Гвиндата, наибольшее число игроков в проранге из России. Такой тоже факт. То есть больше всего игроков из России. Прям намного. Просто статистика. Даже вот сейчас, как казалось бы, многие русские игроки, русские киберспортсмены ушли, но Гвиндата показывает, что большинство игроков из России. 145. 145 игроков из 500 из России. 145. Это 1/3 почти. 1/3 игроков в проранге из России. Ждешь новый Ведьмак? Ну, получается, жду. Новые карты показать? Я могу. Трансляция завершилась, и рубашка 96. Эх. Вот так выглядит рубашка. Уже показывал. Как звали русских киберкотлет, никнеймы, а я хрен его знает. Я даже уже не вспомню их. Ну, единственное, кого я помню, Биг Кукурузина. По-моему, такой никнейм у него был. Ну, много игроков, их огромное множество. Просто я тогда даже не играл. То есть я тогда не играл. Когда я начал играть в Гвинт, как раз таки уже лавочку прикрыли. Я особо как бы с этим не знаком. Я знаком с ситуацией. Акелла, да много игроков, я думаю, много.
Просто я не играл в этот момент. Я в этот момент вообще не играл. Я об этом только знаю уже... Да, Илюха 228, это он и есть, по-моему. Биг Кукурузина. 45 людей в прошке, треть. Там 435 людей сейчас. Чувак, я округлил, если что. Держу в курсе. Примерно 1/3. А учитывая тот факт, что еще и многие ру игроки как бы перестали играть из-за того, что как бы нет конкуренции, нет смысла топить очень глубоко в проранг, потому что на турик ты не попадешь, очевидно, еще меньше игроков играют. Если бы на самом деле осталось все как есть, то не знаю, ну может было бы чуть ли не 1/2. Ну, если не больше. Но если другие стримят с дропсами, все еще успею еще. Скорее всего, да. Не знаю, как оно работает. Может, оно все еще начисляется. Доставай колоду. Скучно сегодня. Будем играть на моего кота. Это Кана. Аргора, спасибо. Ну вот, больше игроков из России. И также с Дотой. А челы не несут деньги, платежеспособные товарищи нашего нормальной игры. И мол, подавай или колстун. Но лучше бы, конечно, в утреннюю кашу насрали. Бам! Бам. Не знаю. Говорю, политика тут может замешана быть. Она, очевидно, несет какой-то вес несет. Но все-таки, я думаю, плохая пиар-акция. Это главная проблема. Это проблема номер 1. Плохая пиар-акция. Бам, да. Они поэтому не потянули Гвинт, когда наших забанили. Как будто бы просто именно с этого момента начались какие-то просадки. И по онлайну, и по статистике, и по обновлениям. Вообще, ну все прям. Такую фигню дают, вот эту рубашку дают. Рубашечку. У меня 3 рубашки. World Masters, рубашка 4-го сезона, межсезонье и рубашка Gwent Masters 2023. Вот именно в этих 3 я участвовал, следил, отслеживал. Именно за этими. Электрик еще ушел. Да он вроде вернулся и уходил раз 10. Солнце плюс-минус норм. Вот это вот. Нормально. У меня нормально. Это все они хорошие. Ну, это вроде самое классное, не? В общем, да, НГ плюс начинается. А боже, там 1000 продаж Киберпанка принесут CDPR дохода больше, чем 1 год существования Гвинта. Это факт, но как бы мы... Разные проекты, совершенно разные проекты. То есть проект карточная игра, которая, очевидно, жанр непопулярный, и как бы AAA проект от первого лица, где там новшества, хайповое название и так далее. Привет, Данила, Владер, идешь или нет? Чилить пошел. Да, я, наверное, уже чилить пойду. Как бы 7 часов стрима, это слишком много. Приветствую. Ну, рукомьюнити вообще сильно Ведьмака любит. Ну да, факт. Тоже факт. Игру больше 10 лет проходили все игроки сразу. Теперь НГ+, да-да-да. Лямов долларов Гвинт вообще теряется на этом фоне, и нет смысла акцентироваться на нем и платить за ПР челам и т.д. Я еще раз повторюсь, нет, в этом есть смысл. Это то же самое, что, не знаю. Какой бы пример привести? Блин, даже не знаю, какой пример привести. А что 20 минут до рубашки, пожалуйста, встаньте. Хотел еще на релизе поиграть, но руки не дошли. Поиграл в итоге только когда Гвинт Steam вышел. В этот момент Steam про него напомнил. Все остальное время никогда... Когда рекламу Гвинта не видел. Ну, реклама Гвинта была, когда был ОБТ. Вот. И когда Ведьмак 3 был, по сути. Ну, была реклама, был буст. Ведьмак 3 только вышел, и там дополнения выходили к нему. То есть, ну, как-то вот это все было. Когда ввели 2 поля, когда 2 поля стало, все, после Хонкаминга рекламы вообще никакой не было. Да, доброй ночи, доброй ночи. Гвинт обычная игра, которая изначально пошла по хреновому маркетингу и пиар-пути. Отсутствие рекламы, хонкаминг, позднее реагирование разрабов на траблы в игре внесли свои плоды. Ну, наверное, да. Наверное, да. Да, именно маркетинг. Я думаю, топ-1 проблема — это маркетинг. Все остальное уже, наверное, политика компании. Наверное, так. Была реклама после хонкаминга, когда синдикат релизили. Ну, кстати, да, наверное, да. Окей, была. Но насколько она была маленькая, незначительная. Может, из этого они перестали делать. Синдикат, зеркало, заполнение зеркала. Короче, не знаю. Намного меньше это, ну, не знаю. Спасибо за легендарный стрим. Не за что. Я тоже получил очень много эмоций. Сейчас буду отдыхать, восполнять эти эмоции.
восполнять, отдыхать, расслаблять себя, потому что эмоций дает очень много эта игра легендарная, очень много. Кто победил? Победил Миамон. Победил Миамон. К удивлению, я угадал с победителем, и моя аудитория в большинстве своем тоже была за него и думала, что он победит. Я думаю, многие киберспортсмены, многие там стримеры, контент-мейкеры, которые там вели трансляцию или там что-то высказывались, я думаю, мало кто за Миамона топил, все топили за там Пайабола, Макпая, ну таких, типа, вы знаете, таких киберкотлет, которые типа играют, а я такой, типа, ну вот, Миамон, необычность побеждает, там, аутсайдер побеждает. По идее, Хунпаймент убил игру для меня на пару лет. Но при этом ты вернулся. Теперь система ресурсов, которые ты не донатя можешь нормально собирать колоды, игра-то free-to-play. Ну да, тоже верно. Но тут вы выбираешь либо путь Хардстоуна, либо долгий-долгий путь МТГ. То есть одно из двух. Underground, да. Йоу, и тебе йоу. Они все, что заработали на Гвинте, отдали в последнем турике. Да не, я думаю, много там они получили. Там еще долго будет идти? Да нет, наверное, завершаем, обсуждаем, что и как. Ясон Вантера был, отлично играет. Ну, я прям не ожидал. То есть Ясон Вантера довел до Макпая, по сути, и Макпай меня выигрывал, но... Как показалось, нет. Спасибо, Арагорн. Прям каждый стрим поддерживаешь. Спасибо тебе. Спасибо огромное. Мне вспоминаются олдовые времена, когда игроков ушло на уровне, как после полета ты, когда челы добавили в 2017 механику сотворить, и все просто Ой, я кричали, не помню, такого что не за слышал. дерьмо, что за рандомство. Но они хуй забили. Ну, там видно было, что хотели типа к козлам приблизиться. Да. Не помогло. Ну, Гвинт изначально сложнее, чем тот же Хардстоун, чем та же Рунтера. Очевидно, не сложнее, чем МТГ, хотя, опять-таки, сравнивать тяжко. По-моему, даже на сегодняшний день это самая из популярных карточных игр, это, наверное, самая стабильная, самая балансная в плане вот этого рандома. Менее хайрольная, короче. Из самых популярных, на мой взгляд. Типа, Картон намного... Ну, Картон это прям самая хайрольная игра. Артефакт, там и донатная система. Артефакт не такой популярный. Рунтера, я думаю, там тоже больше хайрола, чем в Гвинте. По-моему, Гвинт самый не хайрольный из популярных. То есть, Гвинт гармонирует на интересности и стабильности, то есть он умеет держать вот это, держать себя. Позвольте добить дропсы до 5 утра? Да-да-да, конечно, нет. Кстати, что без доната, это прям база. Я играл в ХС около 4 лет и приходилось донатить периодически, чтобы быть на уровне. Вот в Гвинте я уже 3 месяца был в проранге и все это время донатил, не задонатил ни на копейки. Я тоже без доната спокойно нафармил все ресурсы и донатить начал только потом, когда хотел поля красивые. Так Миамон сам основание Гвинта играет, и он ни разу ничего не выигрывал. Получается, путь последнего самурая, да, это тоже интересный момент. Что он действительно не выигрывал ничего, всегда брал свои экспериментальные интересные дечки и играл. Поле один был воин. Больше косметику вкладывать и много, то в своем уме будет отдавать 3К за одно поле, максимально неэффективно. Наверное. Хотя кто-то покупает одно поле и все. Там можешь стримить, а ФК сидите и лутайте дропсы, да? С каждым крупным дополнением Гвинт становился более рандомным. Факт. Да. Ведьмака, господин зеркало, да. Даже сейчас рандома меньше, чем в конкурентах, да. Да, именно так. Гвинт тем, кто не играл в Ведьмака, просто неинтересно, думаю. Ну да. Ну типа Харсон перерос в отдельную прям игру, значимую, которую все знают, как отдельную игру Хардстоун. Гвинт, к сожалению, в это не превратился. Гвинт, скорее, как мем. Сыграем в Гвинт. Ты случайно не играешь? Арагорн, спасибо. Мне не завершает трансляцию, видимо. Спасибо тебе. Доставай колоду. Скучно сегодня. Будем играть на моего катакана. Унтера была почти идеальной, когда вышла, не считая самого принципа игры «Разбить ебучку», и даже при этом она был шикарна. Ненавижу эту Сейчас принципа. там просто сидишь, крутишь казино. Из колоды вылетают рандомные отряды за рандомную ману с рандомными обилками. Но это ряды, им надо мультики делать.
не игры. Но мультики у них классные, вот эти даже, ну, вообще, в принципе, мультики, да, и в карточной игре вот эти анимации, как персонажи тебе выпрыгивают. Прикольно, но кому-то может глаза замазолить, когда уже, не знаю, вот прикиньте, я ставлю Кильтулис, и она такая, и только потом карта поставилась. Мне кажется, уже 1000 раз можно было задолбаться, но... Да, мультики они классные рисуют. И мне тоже эта система с разбитием лица не особо нравится. Вот, проще как-то с картами сражаться. Карта с картой, колода, карта, поле, статы. Это интереснее много. Если дает возможность собрать все карты, чтобы играть на разных колодах и т.д. А там всегда выходят новые и новые карты. С одной стороны хорошо, но надо как-то это вот гармонировать. Если бы у Гвинта... Ну, короче, после Хонкаминга у Гвинта прям с системой... с экономикой проблемы были. То есть были те, у кого очень много ресурсов, и были те, у кого вообще ресурсов нет. Прям было жестко. И по сути сейчас все игроки, которые как бы перешли в новый Gwent, они имели огромное количество ресурсов. Выходит добавление, у них есть все, чтобы купить и все, чтобы анимировать. Поэтому система с экономикой была изначально сломана. Нравится медиа контент лиги, трейлер, музыка, арт. Сама игра, я в нее не сыграл. Я бы в нее не сыграл. Играл в Рунтеру, анимация лидеров меня задолбали спустя 2 вечера игры. Хорошо, что в Гвинте такого нет. Трэш Рунтерка, я пробовал МТГ, слишком заходозависимая хрень. Такое. Для меня лучше Гвинта нет. Играйте в геншинские игры, вот там минимальный рандом. Геншинские карты. Спасибо, Ракор. Скучно сегодня. Будем играть на моего Так. катакана. Я, кстати, ненавижу Ведьмака. Но тут говно Первого? закидают, если скажу почему. Но Гвинт нравится. Ну давай стримить, пока доля заносится Кеку. Да-да, я уже понял. Спасибо большое. Мне Ведьмак 1 тоже не особо понравился. Типа, я люблю компьютерные игры, люблю хорошие компьютерные игры. И когда я запустил Ведьмак 1, не знаю, что такое Ведьмак вообще в целом, меня стошнило. То есть, пока я не дошел до 3-го Ведьмака, я не мог в это играть. То есть, плохое управление, мутная графика. Я словил баг в первом Ведьмаке. Мне прям было не очень. Вот. С 3-го Ведьмака началась любовь. Да, ждем ремастерит. Я уже, не знаю, хочу как 2 года сыграть в первый Ведьмак, потому что я уже познакомился с вселенной, там, поизучал, почитал книжки, Гвинт очень много мне базы дал, 3-го Ведьмака прошел, перепрошел, отыграл, все раскрыл. И мне первый Ведьмак теперь интересен. Сериал посмотрел, короче, много информации. Теперь первый Ведьмак мне интересен. Но так как выходит ремастерит, или ремейк, вот, ремастерит, я хочу поиграть в первый, вот. Второй я сюжет изучил, потому что игра мне показалась какой-то... Как по геймплейно мне, короче, не устроила игра. И на прям атмосфера. Но, опять-таки, эта атмосфера близка тем, кто old, кто играл в нее, когда там лет 10 назад. Ведьмака крутая, да, она заманивает. Я фанат 2-го Ведьмака и Гвинта. 2-й Ведьмак топ. Все, короче, с Гвинтом можно делать перерыв до выхода 4-го Ведьмака, жаль. Ждать очень много лет еще. Ну, хрен знает. Те, кто хочет играть, те, кто хочет экспериментировать в ладере, они всегда найдут на чем играть. А чайки случайно не срут со скал? Спасибо, Регор. Доставай колоду. Скучно сегодня. Про 3-й. Будем играть на моего катакана. Нет, ну, понятное дело, я про 3-й. Он для меня как для тебя 1-й. Давай катку одну на чем хочешь, может, покажем этим киберпукичам, как играть надо. Спасибо большое, Рагор. Ну, давайте сыграем. Чем-нибудь очень ноубрейновском. Симбиоз пусть будет. Странно. Для меня 3-я часть просто это готовый продукт, очень готовый проект. Огромный готовый проект, продукт, очень хорошо прописанные персонажи, хорошо прописанные элементы вот этого взаимодействия персонажей, сами персонажи хорошо прописаны. Агроиды, у меня агроиды не идут, к сожалению. Контрматчапы. Пока вижу неудачу на столе. В руке, да. Нарио мы не нашли. Начинаем с накирочка. Как мы этот раунд забирать будем, без понятия. Вот сыграем каточку, партиечку. Уговорили. Следующий год в Гвинте намного насыщеннее, чем этот. Ну, турниров будет много от работяг.
затягивать. А не затягивать. Нет у нас ничего. У меня-то уж нету сил. Я никак не бафнем. Адекватно. Укажите мне цель. Адекватно никак ее не бафнем. Ну, наверное, моменты трогать мы не будем. Девочка одна, плохо. А, пусть будет. Тут моменты безголового нет. Потому я отказываюсь от каждой 10-й кружки. Я офицер. Вообще классная. Прошла первый раз полностью 7 месяцев назад. Мне игра понравилась. Мне очень полюбилась эта игра. Да, она, говорю, продуманная, проделанная. Классная. Просто как игра, это очень хорошая игра. Не все это понимают, я думаю. То есть все аспекты, которые должны быть в игре, в ролевой игре, с хорошим сюжетом, она полностью хороша. Уже на комьюнити, на комьюнити поддержки или на CPR. На комьюнити, конечно. Ролснап видел, выглядит очень мультяшно, но без доната можно играть и в игре лицо бить не надо. Я видел, но там поля, как они распределены, там то ли их 2, то ли их 3 поля, разные они. В войсках мне делать нечего. В Marvel Snap мне делать нечего, как будто бы. Примитивная, ну. Да ген и храм плюс на провизия. Храма, кстати, нету. К удивлению. Храмчика-то нет. Короля храма. Же тестить не будешь? Кого? Ролснап? Ну, можно, но... Мне карточные игры не нравятся. Карточные игры говно. Минус кот, минус сердцероплод, минус косей, минус все, да? Когда финал, уже прошел финал. Ты проспал все. База тоже не люблю, но карточная, да, такое. Такое на любителя. Ой-ой-ой. Ошибка. Минус криовер, минус много тиков, кстати говоря. Ну, надеемся, что нам не удалят кота и Кощея, и Озрела. Вот Кощей и Озрел, самые важные карты. Сценарий не настолько важен, но... Пусть тоже засейвить его. Вот Кощей и Озрел. Минус сценарий. Минус кот. Кот и сценарий ушли. Хотя бы Озрела есть. Я бы Озрел. Кощей на месте. В темницу его. Псов за ним спустите. Фишка снапа в том, что тебе приходят почти все карты. Меня Гвинт зацепил своей мрачной тематикой. Всякие мультяшные свистые переделки не цепляют вообще. Север какой сейчас тир? 1. Север один из сильнейших.
За север впервые фракция выше среднего. О нет, нерф имба, 15 провести мутаген. Север впервые выше среднего, хорошая шутка. Нет, он был выше среднего, часто, но почти всегда его нерфили сразу же в первый сезон. То есть выдавали либо Венда, сразу нерф. Там Осада начала сильно играть, сразу нерф. Чародей там поиграли, даже на турнир брали, сразу нерф. То есть всегда были нерфы. Больше одного сезона я не помню, что поиграл в Север. Не помню, такого никогда, по-моему, не было. Север всегда играл 1-2 сезона, все, и нерф сразу. Так что в этом плане Север, очевидно, был тир-1, но никогда не задерживался там. Никогда. Помню, были белки очень метовые долгое время. Нильфы часто были метовые тир-1. Синдикат был метовый. Скеллиги был метовый, особенно когда пираты очень долго в ладере были. Накерсин, вспомните, это был вообще трэш какой-то. То есть все были метовыми долгое время. Чудовища, кстати, чудовища не были метовыми. Чудовища тоже раз так вылезли, упали, вылезли, упали. Я, кстати, не помню какую-то невероятную имбу чудовищ. Коты? Коты были имбой чудовищ. Что мы хотим? Ай, такое. Блин, такое себе. Нейтральные бандиты не были имбой. Если не любил играть в компьютерные игры, но при приобретении PS4 он сам купил Ведьмака 3-го. Трепетом прошел его больше 3 раз. Все, да и после прохождения просто бродил по карте, получил удовольствие от пейзажа, музыки. Потом утверждение Дани о том, что Ведьмака 3 большинство познакомилось с серией, что это отдельная полноценная игра. Да-да-да. Да, большинство познакомились именно с Ведьмаком 3. Это basic. Блин, и мы не убиваем эту карту. Тягуном. Что делать? Все говорят, как узнали Гвинте с Ведьмака и т.д. Я просто видела, когда папа играл в Гвинт, мне со стороны понравилось. Я тоже начал играть, ничего себе. Спасибо разработчикам Гвинта за то, что сделали самую лучшую ККИ для меня и для многих людей. Рубашку можно будет на других стримах получить, да, по Гвинту. И был тир-1 на выходе, не на выходе, а в какой-то момент он был. На выходе не помню, по-моему, нет. Но был тир-1. Ну, почти как север. Почти как север. То есть, да, и все, и ушел. Ой, я жесткий, и все, и ушел. Чуть было именно так. Офигеть, я лютый. И уходит. Ну, мы 10-ку не убиваем, поэтому смысла нет. Дальше у нас будет карантир в Коща Тощего. Тоже Гвинт перешел вообще, не зная вселенной Ведьмака. Просто искал тогдашнему ХС альтернативу. Неплохо. Вещал должен быть Ви Кильтулис. Ой-ой-ой. Не очень для нас. Не очень для нас, не очень для нас. Подожди, он не анти зацевал? Он... Да ну нафиг. Ну ладно, бредятина. Он пробивает эту карту, вопрос. Видит смерти. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Главный вопрос не зачем, а очень странный ход, ну ладно. Главный вопрос не зачем, а зачем? Не зачем, а просто. Он не убивает, у нас 2 кощея будет стоять. Кота нет, вот за кота очень обидно. Был бы кот вместо любой карты, там, рыбака или тигуна. О,
Ой-ой-ой, неудача. Я убивал и за меньше. Ядрить. Или удача. Видимо, удача скорее. Ровно. Ровно вровень. Господин оппонент Бабуинито выигрывает. Ну, шансов мало. Тупо не заход. Родовит невезение. Но все равно он выиграет. Даже с таким невезением он выиграет спокойно. Храма не было. Шансы есть, наверное. Наверное, они существуют. Шансы, кто они? Они существуют. Они существуют. Блин, фига его съел, надо было съесть под жальницу. А! Минус поинт жальница. Блин. Ладно. Надо было есть отряды необреченные. Ощипка. Левый, правый, левый, правый. Пец ощипка. Добей его. Ого, спасибо. Минус поинт, плюс поинт. Минус поинт, плюс поинт. Хорошо. Как мы выиграли еще с таким ужасным заходом. Ну, оппонент как будто даже хуже был. Ход на дофига, на 20 почти ход. Да, мы выиграли. Чего он раньше не убил? Господи, что он делает? Ладно, оппонент Бабуиниту. Очень плохо отыграл оппонент, но... Победа есть победа. А чудовище вообще в этом сезоне не играл на чудовище? Одна катка. Прымк, прымк, прымк. Куба трек заказывал? Куба нет. Стрим был по турниру. Это уже только в следующий раз могу поставить. Но позитивное отношение ко всему, даже в отношении особенности сегодня, это как толчок и мотивация как-то играть дальше и стараться как-то развивать его. Ну, а как по-другому? Без АП давай поставим. Давай проверим. Блин, ну опасно, Хуба. А как по-другому? Типа просто сейчас уныние. Что это такое? Спасибо большое, да. Типа, зачем? Много колод, много фракций, еще столько всего не разобрано. Мы будем балансить, новые карты повылазят, там какие-нибудь эти. Да хорошо, хорошо, Хуба, I am, труба. Все, стрим на сегодня заканчивается. Нежить Кощей надо, да, конечно. А я отходила вин, да. Отвратительно оппонент отыграл. У меня отвратительный заход, но при этом... Года 10, конечно. Я поиграл, оппонент сыграл плохо, за что ставить ГГ? Просто так, потому что сегодня добрый вайп у нас. Да, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Завтра у нас прохождение будет Dead Cells. Буду ждать вас на трансляции. Скорее всего, игра на недели 2, наверное, растянется. Может, на одну, посмотрим. Надо будет глянуть. Во вторник будет Гвинт, и во вторник будет хайлайты. Буду ждать вас. Вот. Спасибо всем. Вот. Пишите вы мнение, как вам турнир. Что думаете о том, что будет дальше. Мне приходить в Гвинт прошли? Конечно, приходить. Все, всем пока.